Assalamu alaikum sayılı teleseyircilerimiz. Efirde bugün yayını, bugünkü yayınımızı biz bala edebiyatımızga bağışlamağa isteyimiz ve yayınımızdan misafiri mesafelerge bakmadan balalar için çok işler yapan, Kanada'da yaşayan bizim sevimli vatandaşımız Susana Hanım Cemilova. Assalamu alaikum Susana Hanım. Aleyküm selam. Sizin görmege Susana Hanım, böyle lekin siz mına balalarımızı daima kasivet etesiniz, kaygırasınız. Balaçıklarımızı bala edebiyatımızga celp etmek için ne yapmalıyız? Elmas Hanım, siz bilirsiniz, ben çok uzun böyle süre ana tilimizde geçirmeye olmayayım. Ben Rus dilinde cevaplarını vereceğim. Yaxşı, elbette. Yaxşı. Да, вот вчера вы мне прислали вопросы, и, конечно, вопросы интересные очень по нашей беседе будут, и такие глубокие темы. Сама тема детской литературы — это очень важная, большая тема, она очень влияет на развитие наших детей в общем и формирование их личностей для будущей жизни. И, в общем-то, для того, чтобы решить любую проблему, нужно сначала сделать анализ самой проблемы, что мы имеем. На сегодняшний день литература представлена в разных формах. То есть знакомство с литературой знакомиться можно в разных формах. Традиционная книга, потом есть ее версия аудиокнига, которая была даже во времена моего детства, были грампластинки с аудиозаписями. Есть электронная книга, и есть знакомство с литературой посредством мультфильмов, кино или спектаклей детских. Правильно? То есть это тоже знакомство с литературой. И теперь, значит, мы имеем такие три группы детей. Первая группа детей, которые любят именно знакомство с литературой через текст. То, что вот к чему мы стремимся. Почему? Потому что когда ребенок читает текст, тогда у него работает воображение. И вот это задача писателя, да, чтобы то, что вот он написал словами, чтобы это передалось в форме картинки в сознание ребенка, то есть чтобы он воображал, что происходит. То есть он сам как бы рисует себе мультфильм в голове по прочитанному тексту. Это очень важный аспект вообще влияния вообще текста на сознание человека, на его формирование личности. Но есть и категория детей, которые любят смотреть, например, фильм по какому-то литературному произведению, и узнав, что это поставлено по литературному произведению, у них возникает интерес прочитать все-таки книгу. Яркий пример тому вот всем известный Гарри Поттер, да? То есть были написаны книги, потом они были популярны, потом был сделан фильмы, несколько фильмов, и это привело еще к большему буму по чтению этой серии. Ее стали переводить на все языки, она стала супер популярной. Вот один из примеров, как можно через фильм повлиять на распространение литературы. И есть дети, которые, посмотрев фильм, они практически уже знакомы с этим произведением, они считают для себя. Правда, это знакомство с тем видением произведения, и чаще всего это укороченное произведение, чем оригинал, потому что невозможно всю книгу передать в форме фильма со всеми нюансами. И дети таким образом думают, что ну и достаточно, и они дальше уже не стремятся читать. Вот такие есть три как бы категории. Но мы не можем сказать, что это все равно плохо. Нет, ребенок все равно в какой-то степени знаком с литературным произведением, и это тоже хорошо. Другое дело, что не все фильмы ставятся по литературным произведениям, но если он смотрит такие фильмы, которые основаны, у него есть представление, он, в общем-то, в гуманитарном плане становится более интеллектуальным. У него есть представление о том, что существует такое произведение и такой автор. Если же мы будем смотреть на литературу крымско-татарскую детскую, то это совсем другая история. Совершенно. Вот если мы будем говорить в общем о наших детях, знакомы ли они с литературой? Да.
безусловно, во всех ее формах подачи они знакомы. Я делала в Фейсбуке опрос среди родителей. Наши дети читают всех авторов мировых. Но другое дело, как они читают, на каком языке. Они знакомы с очень разной литературой, но через русский язык. Так же, как вот я сейчас говорю на русском языке. Я сама читаю очень много, но я читаю на русском. И это неплохо, потому что интеллектуально они развиваются. Интеллектуально они на самом деле очень умные дети наши. Они знают очень много всего. Но если мы говорим именно о детской крымско-татарской литературе или о мировой литературе на крымско-татарский язык переведенный, то у нас картина, конечно, не такая хорошая, как со всем этим на русском языке. Во-первых, у нас те произведения, которые имеются в национальной детской литературе, они в основном представлены или в учебниках, или через журнал «Арманчик». Правильно? Вот эти. Есть, конечно, и книги, самый богатый фонд книг на крымско-татарском языке для детей — это библиотека имени Гаспринского. Но библиотека, она в Симферополе, а дети у нас живут по всему Крыму. Конечно, есть неплохие фонды библиотек. Я вот тоже разговаривала в школьных библиотеках, и даже вот девочки делали фильмы прямо в школьных библиотеках, национальных наших школах. Какие там есть полки с татарской детской литературой. Да, там есть неплохие книжки. Я ничего не говорю. Но было мнение одного библиотекаря, которая сказала: дети постоянно просят новые книги, а у нас их просто нет. То есть вот все, что есть, это уже перечитано несколько раз, детей просто нет. То есть выход один — поднимать уровень знания языка, но это вообще глобальная проблема, конечно. И второе — создавать, издавать книги, издавать их электронные версии, потому что это наиболее сейчас дешевый способ по сравнению с изданием печатных. И переводить, если мы берем, например, какой-то фильм, поставленный по этому произведению, да, какого-то известного автора, то делать приоритет для перевода такого фильма, а не просто фильма какого-то развлекательного. Таким образом, мы как бы и знакомим и с хорошим фильмом детей, и с хорошим литературным произведением, которое потенциально приведет к тому, что ребенок захочет прочитать книгу. Ну, конечно, создавать мультфильмы, спектакли и фильмы по нашим национальным литературным произведениям. Ну, это, понимаете, я говорю такие вещи, которые все знают, что нужно делать, но все знают, почему мы не можем это делать в том объеме, в каком делают другие нации. Ну да. Это все понятно. Но делать хотя бы то, что в наших руках. То есть вот выпускать книги, и желание читать у детей есть. Есть желание читать. Я говорила с родителями, у которых дети, которые говорят: нам ничего не нужно в подарок на день рождения, книги. Книги вот, до сих пор есть такие дети. Я так думаю, что вот этот вот процент читающих против просто смотрящих телевизор или фильмы, он сохранился даже с того времени, когда я была ребенком. Не бывает таких наций, в которых все читают. Все равно люди разные в каждой нации. Кто-то читает, а кто-то там любит другие формы, значит, времяпровождения. Поэтому я так думаю, что процент читающих все равно остается у нас очень высокий. Другое дело, что мы читаем на русском языке. И для того, чтобы читать на родном языке, нужно повышать уровень языка, и нужно давать то, что читать. Потому что мы можем повысить уровень языка, а если нечего будет читать, то тогда дети перейдут снова на русский, когда читают.
Весіз айтасыз ки біздің санки біздің балаларымыз өле оқилерки. Мен башқа шелерді көрем. Мен көрем біздің балаларымыз чоқсы планшетте вақытларыны кешірелер. Велбеті ана тілімізде асыл да оқымайлар. Мен бөле тенденцияны көрем. Ве фікіріңізге көре біздің Қырым татар балаларыны насыл мевзуларнен мерахландырмаға мүмкін? Ну, смотрите, вот почему я делала тот опрос среди родителей, что они читают. Потому что тогда я как раз начинала, уже заканчивала, вернее, писать книгу свою первую для детей. И мне было просто интересно, я вольюсь в это русло интересов наших детей. Наши дети, которые вот сейчас именно дети, это уже дети, которые родились в 21 веке, да? То есть уже 2021 год идет, поэтому всех, кого мы зовем сегодня детьми, они все дети 21 века. И они, вот что касается планшетов и так далее, вот это то же самое, что, как сказать, они не виноваты в том, что они родились во время высоких технологий. Для них вот это вот все эти гаджеты, это совершенно естественная форма существования. Они даже не задумываются о том, что было когда-то время, когда этого не существовало. Когда я вот, например, даже разговариваю со своими собственными детьми, они иногда мне задают вопросы такие: а как ты вот это вот узнал? И когда я говорю, что у нас не было там компьютера или что-то, они не понимают вообще, а как же тогда все это работало во времена меня, когда я была ребенком. Для них это естественная среда существования, все эти планшеты, гаджеты и так далее. И когда идет вот нахлёст вот этого поколения, которые имеют предыдущий опыт жизни, и они сталкиваются с сегодняшним, конечно, всегда идет вот это вот мы, как старшее поколение, которые видели и другие формы получения информации и так далее, воспринимаем вот этих детей в гаджетах немножечко негативно. Но я вам скажу так, вот смотрите, когда я была ребенком, да, скажем, были дети читающие, которые любили сидеть дома и читать книжки, были дети, которые играли на улице. И вот эти, которые играли все время на улице, гоняли там, я не знаю, сегодня воспринимаются нами как: о, они вели такой активный образ жизни, они были спортивные, они играли на улице, такие были разные игры, совсем другое это, да. Вот эти дети сегодня сидят в гаджете потенциально. То есть просто они с улицы перешли на другую форму развлечения, которая соответствует сегодняшнему времени. Но в то время, я хорошо помню, что таких детей называли хулиганами. Понимаете? То есть у них в то время это было не очень позитивно воспринималось, потому что дети вот слонялись на улицах и пытались все время куда-то там или спортивную секцию записать, или еще как-то увлечь. Считалось, что это нехорошее времяпровождение, просто сидеть на улице. А теперь эти дети, которые вот были такими слоняющимися без дела, теперь они как бы слоняются без дела в гаджетах. Есть такая. Но при этом все равно есть большая категория детей, большая, которая любит читать, которая любит получать знания, которые интересуются и другими вещами. То есть пропорции вот этого вот интеллектуального какого-то количества против более других форм развлечений все равно сохраняются. Нельзя сказать, что все дети сидят в гаджетах. И даже те дети, которые любят читать, тоже сидят в гаджетах, все равно при этом сидят. Но это не, как сказать, это форма общения сейчас тоже. Потому что дети сейчас общаются через гаджеты. Это просто совсем другое время. В свое время, может быть, они будут считать, что они были совсем такими хорошими и правильными. Может быть, наши внуки будут вообще там, не знаю, что делать. Может быть, они вообще будут трансформироваться и гулять в форме каких-то электронных версий себя. Мы не знаем, что эти технологии еще принесут нового. Но я бы не смотрела так отрицательно на электронные версии, потому что ничего в этом мире нету абсолютно плохого или абсолютно хорошего. Любое
вот гаджет можно переделать и использовать с пользой для всего, что мы хотим для наших детей. Вот те же аудиокниги туда, те же электронные книги туда, те же хорошие полезные фильмы туда по произведениям, уроки крымско-татарского языка и так далее. Просто это задача родителей, чтобы показать, что в гаджете есть, кроме вот этих игрушек и вот этого бесполезного висения в социальных сетях, есть еще и полезные вещи. Вот такая вещь, как книжный клуб. Вы знаете, она была очень популярна здесь на Западе и до сих пор очень популярна. И сейчас ее версии вот этих книжных клубов стали восприниматься и на нашем постсоветском пространстве очень активно. Я сама с удовольствием сижу в книжных клубах в Фейсбуке и оттуда черпаю массу информации о том, какие есть новые произведения литературные, которые стоит прочитать. Люди делятся информацией, да? Или есть такая форма книжного клуба, когда, например, вот участники клуба договариваются: сегодня вот даю неделю, прочитываем вот это произведение, через неделю встречаемся и обсуждаем это произведение. Кто кому что понравилось. Вот это вот, если внедрять через те же социальные сети, тот же ТикТок, тот же Инстаграм, чтобы был какой-то тиктокер, который будет говорить про книги вместо вот этих каких-то непонятных танцеваний и вот этих знаков лайки. То есть можно использовать это все на благо. Пек мерахлы фикрлеріңіз. Сусана ханым, сіз... Знаете, я вам сейчас... У меня, конечно, очень... Я знаю, что, как я рассуждаю, очень сильно отличается от того, как это. Ну, это влияние того, что я здесь живу, может быть, в какой-то степени. Мен де ендеше башқа де башладым бақмаға, сіздің дінледім, мен де башқа де шымды түшіне. Сіз бақлатчықның мажирасы бөле китапны шығардыңыз, ве біз көрдік, бұл китап Қырымда пек популяр олды, балачықлар бұл китапны оқилар, пайлашалар. Бұл китап ақында хикая етіңіз? Я бы не сказала, чтобы книга прям была очень популярная. В смысле, как сказать, для популяризации, конечно, нужно больше иметь возможности как бы выходить и к родителям, и, как бы сказать, с экранов, может быть, телевизоров или как-то по-другому. У меня не было таких возможностей. Я в основном популяризировала своими способами, как я могла, сама через круг своих друзей. Но книгу я давно задумала написать. Мне просто было вот эта вот тема желаний, исполнения желаний, и которые есть, скажем, и вот сказки про Аладдина, и «Цветик-семицветик», да, то есть вот когда тебе дается какая-то возможность получить что-то бесплатно, мягко говоря, и как ты этим воспользуешься. И вот эта вот тема, что нужно ставить, конечно, каждый человек хочет чего-то для себя, но в каждой этой книге как-то он потом задумается, что счастье и других людей тоже важно для того, чтобы ты сам был счастлив. Потому что счастье других окружающих людей делает тебя более счастливым на самом деле, чем если ты единолично счастлив, а все вокруг несчастны. Да? Вот эта вот тема она, в общем-то, волновала всегда, и мне нравилось и в детстве читать такого рода произведения. Эта тема проходит через много-много разных. Вот эта вот тема как бы и в «Квасоленке» тоже оговорена, когда дети получают возможность загадывать желания, и последние желания они все-таки используют на благо всех, на благо, не всех, большого количества людей. И вот это вот как бы такой вот воспитательный момент о том, чтобы показать, что вы знаете, что благо окружающих, оно делает вас счастливее сами. Вот, и еще очень мне хотелось, чтобы именно книга была про Крым. Что были вот наши крымско-татарские герои, которые живут в Крыму непосредственно, и все это происходит в Крыму, а в Крыму так много всего необычного.
я сама немножко попутешествовала по миру, что, кое-что видела. Ну, когда ты смотришь на Крым, в принципе, у нас есть в Крыму, да, вот эти все вот мировые, которые раскрученные и места интересные, они есть в Крыму тоже все, в каких-то формах. Да? У нас есть кусочек Греции, вы можете посмотреть, да, Херсонес, у нас есть и Стоунхендж, и у нас есть и вот эти все пещеры, они все есть, как будто бы вот их взяли в таком миниатюрном видите, все собрали в Крыму. Вот все единственное, что пирамиды, наверное, у нас не существует, но все остальное практически можно, наверное, в Крыму найти. И поэтому писать о приключениях в Крыму — это очень легко. Потому что так много всего можно задействовать, каких-то географических точек и всего, что там было, плюс наш фольклор, в виде сказок и легенд, который тоже, конечно, влияет на видение того Крыма, каким видели его наши предки. Да? То есть они создавали такой необычный фольклор, да? Эти представления, сказки и легенды, потому что сама атмосфера, сама география полуострова, она вот это разыгрывает так воображение людей, что они создают вот такие сказочные образы. Поэтому мне очень хотелось именно написать про Крым. И чтобы было у наших детей именно были свои герои. Мне вот этого очень хотелось, потому что мы читаем Карлсона, мы читаем там, я не знаю, Винни-Пуха английского, мы Тома Сойера американского, и у нас нет такого вот героя, который, мы сказали, крымско-татарский. Только есть сказка какие-то. И то наши дети не очень знакомы с крымско-татарскими сказками, чтобы вот так взять и легко назвать героев сказок, таких, которые вот как бы постоянно стоят у них для примера. Мне вот именно вот это хотелось сделать. И я когда написала эту сказку, вернее, это как сказочная повесть, потому что она многоглавная. Еще одна была цель задействовать детей поколения возраста младшего школьного возраста. У нас как бы очень много литературы для детей создается для дошколят, и вот первый, второй класс — это вот короткие рассказы, стихи. А вот ребенок, когда начинает читать большие произведения такими главными, многоглавными, в этот момент у нас как бы останавливается, у нас нету таких произведений для детей, и ребенок вынужден переходить читать на русском такие произведения. А как сказать, не переводится ничего из мировой литературы многоглавного на крымско-татарский язык по многим понятным причинам. Почему? Не потому, что мы не можем перевести, а потому что материально это достаточно сложный процесс, авторские права и так далее. И поэтому получается, что наш ребенок знакомится, если он ходит в национальную школу, с какими-то кусочками переведенных мировых произведений через школьный учебник. Но у него нету вот такого, чтобы он мог прочитать многоглавные книги. Вот сейчас выходит хрестоматия детской крымско-татарской литературы от центра Фиданчик. Это всего 500 экземпляров тираж. Но это вот очень тоже хорошая идея, это просто замечательная идея, что будет такая книга у детей. Это действительно поможет знакомству очень многих детей с тем богатством, которое у нас имеется, которое вот, к сожалению, мы вот собираем, вот Арманчик журнал собирает в своих номерах такие произведения, школьные учебники собирает. Ну вот так, чтобы вышла прям целая хрестоматия, это вот первый раз будет такое, это будет просто замечательно, да. А по поводу Бахлачкина Маджарала я что хотела сказать. Вышел очень маленький тираж. Я подарила книги по библиотекам, по школьным библиотекам, библиотеку Гаспримского. Кто-то приобрел эту книгу, потому что тираж был всего 120 экземпляров. Но у нас есть электронная версия, точно такая же электронная версия, как она печатная, то есть все одинаково. Просто я взяла из типографии вот этот PDF-формат
и мы сделали электронную версию. Ее можно прочитать на нашем сайте krymjunior.org или можно послушать аудиоверсию на нашем YouTube-канале. Кому это интересно, кто еще не слышал, я надеюсь, что вам понравится, потому что я получила только положительные отзывы по этой книге. Все, кто прочитал, всем понравилось. Бірчоқ инсанлар бегенділер, мен де бұны таздықламаға істейм. Сусана ханым, мұна қысқадан да бір меселені сізден мұзакер етмеге істейм. Мұна бұл еллар ішінде Krym-Junior сайты чалыша. Сіздің пек güzel тақымыңыз бар ве бұл еллар ішінде сіз береберлікте бүгінге қадар чалышасыңыз ве сіз мұна блогерлік ішіні сіз башладыңыз, сөйлем үлкені айтмаға. Блогерлік ішіні балалар арасында популяр етмек үшін біздеріне yapmalımız? Мына сіздің балаларыңыз, junior балалары, олар еп сана тілімізде лафеттейлер, анлаталар. Бұны популяр етмек. Блогерство — это очень хорошая форма, в общем. Те дети, с которыми мы работаем в Krym-Junior, они сами начали свои блогерские каналы, и мы просто их, узнав о том, что они существуют, я их просто подключала к нашему проекту, приглашала, и они все с удовольствием соглашались. Для нас это было, значит, двухстороннее движение. Нам интересно было привлечь детей, которые вот такие творческие, и им интересно развиваться именно в рамках нашего языка. А для них было интересно поработать на нашем канале, и их родители этих детей, мы вместе осваивали некоторые технологические моменты. Вот, например, работу с хромакеем мы в домашних условиях освоили. То есть они снимали, а я потом работала с хромакеем и делала комбинированные такие видео. Но я что хотела сказать, что блогерство, вот именно с теми детьми, с которыми мы работали, это блогеры, работающие только на крымско-татарском языке. Для них это очень принципиально, чтобы именно были каналы на родном языке. Их каналы работали на своем родном языке. И вот такое развитие блогерства, оно, в общем-то, должно тоже помогать популяризации знаний языка. То есть дети показывают, что вот это все современное, то, что имеется в интернете, можно делать и на своем языке. Зачем пользоваться другими языками, если все это можно делать и на крымско-татарском языке. То есть они доказывают существованием своих каналов, что это все более чем естественно. Мы отдельно сделали, у нас есть Шахзаде Денис, блогер, она потом тоже открыла свой канал, но вот она у нас, девочка, это любит путешествовать по Крыму, и она делится своими путешествиями с нами, ну, и там она делает какие-то поделки, играется. Я вот с мамой, с Лейлей Ханым работаю по этому вопросу. Вот сейчас тоже они пришлют там интересный материал. Они побывали в новом парке. Тоже очень популярный вот этот вот момент. Почему? Потому что глазами ребенка как бы другие дети видят Крым. Вот, то есть вот куда она пошла, они тоже, другие дети смотрят. И я отметила для себя, что вот эти видео хорошо смотрят у нас. Вот именно когда она путешествует по Крыму. И детям самим это интересно, потому что это вот такая вот мы же все любим смотреть видео про путешествия других людей, да, потому что это сподвигает нас на то, чтобы самим начать путешествовать. И я так думаю, что вот точно так же и дети смотрят Шахзаде Денис, и когда смотрят, как она посещает какое-то очередное место, и потом, может быть, просят родители, давайте тоже съездим и посмотрим. И это, я считаю, очень хорошо, потому что дети должны в первую очередь знакомиться со своим родным полуостровом, а там много что есть посмотреть, правильно? Это очень чудесно. Но я бы хотела, конечно, чтобы блогерство развивалось во всех направлениях. Вот мы знаем, что есть такие блогеры, которые родители очень их не любят, вот там рекламируют игрушки или еще что-то или так далее. Но это новая тенденция, понимаете? И дети это смотрят, и мы видим, что там миллионы просмотров. Значит, это детям интересно. И я понимаю, что родители переживают, что вот ребенок смотрит там какие-то дорогие игрушки и так далее,
и он тоже потом захочет, начнет меня просить, а я не могу ему позволить себе купить. И родители не должны заморачиваться. Не всегда дети хотят игрушки. Очень часто, вот я, например, сама по себе замечаю, я могу делать, вот как называется, витринный шопинг. Да? Вот, то есть я прохожу, я остановилась, мне понравилось платье, я посмотрела, я прикинула, приблизительно, как оно будет на мне смотреть, но я не покупаю его, я прохожу дальше. Мне достаточно вот этого ощущения, что оно... Точно так же эти дети, они посмотрели на эти игрушки. Но если мы, видя популярность этой темы, ее будем подавать на крымско-татарском языке, то есть мы оторвем от этих русскоязычных блогов своих детей и дадим им интересный продукт, это будет очень хорошо. Но я сталкиваюсь вот здесь немножко с ментальными, с такими ограничениями самих родителей. Те родители, дети, которые говорят на красноярском языке, они говорят: нет, вы что, это нехорошо, это не полезно. Я говорю, все, что на родном языке полезно. Вот все. Любая тема, если она на родном языке, если она ребенку интересна, она полезна. То есть вот если это интересно, нужно использовать. Но пока вот мы не можем вот эту вот немножечко границу перейти, чтобы даже вот бьюти-блоги, да, есть детские, когда там девочки рассказывают там про платьюшки или там какие-то прически. Тоже, вот, может быть, с точки зрения нашего воспитания, как мы пытаемся привить детям там скромности и так далее, вот это, может быть, это не очень хорошая тема, но с точки зрения, что все равно ваш ребенок потом посмотрит это на русском, а если бы он это посмотрел на крымско-татарском, хотя бы была какая-то польза, я думаю, что нужно и в этом направлении развивать блогерство. Нужно, но пока мы преодолеваем некоторые барьеры в нашем сознании. Ve Сусана ханым, кыскадан ижади планларınız nasıl? Ижади планларınız nasıl? Планы у нас такие. Значит, во-первых, я сейчас буду издавать вторую книгу «Продолжение приключений фасолинки». Называется она «Ер Астана Атешнен Сыры». Эта книга уже есть, в принципе, на 2 языках напечатана в газете «Ардет» на их сайте, и есть аудиоверсия на нашем канале, но я ее буду выпускать бумажную версию, тоже небольшим тиражом снова немножко в библиотеку мы подарим и поставим на продажу. И уже у меня набросан план по 3-й книге, то есть продолжение. То есть это будет серия из 3 книг. Все с теми же героями. Мне очень интересно именно написать серийную, потому что так еще не писали серийную для наших детей. А что касается Крым Джуниора, то планы у нас в основном сейчас именно перейти на создание больше электронных книг, потому что они более доступны в материальном плане для их создания. Вот этим мы сейчас хотим заниматься. То есть мы будем брать самые интересные произведения мировой литературы, переводить и делать в электронной форме, оформлять и выставлять эту электронную форму и в Фейсбуке, и на нашем сайте, для того, чтобы дети могли читать. Но у нас есть немножечко материальный вопрос в этом плане, потому что переводчикам, конечно, нужно платить. И мы вот задумываемся на том, что все эти 5 лет мы существовали без финансовой поддержки, но на этот проект мы хотим все-таки найти каких-то спонсоров, я не знаю, потому что это больше для блага всех людей. То есть если мы создали такую электронную переводе книгу, в этом плане мы работаем немножечко, может быть, в нарушении авторских прав, но мы будем стараться брать литературу такой, на которой нет авторских прав. То есть там по истечении какого-то времени авторские права как бы погашаются. Мы будем брать такие произведения, чтобы не сталкиваться с этой проблемой, и переводить. Ну, вообще, конечно, мы вот разговаривали с Джемилевой Аджар Сулеймановой, и мы пришли к выводу, что вот просто взять и написать все произведения, которые сейчас интересны будут нашим детям, это невозможно. Поэтому нужно очень сильно делать упор на переводческую работу.
Нам нужно переводить. Самое интересное, то, что нашим детям интересно читать на русском, нужно переводить на крымско-татарский и делать возможным, доступным это для наших детей, чтобы они могли читать хоть в какой форме, электронной или если мы не можем себе позволить выпускать бумажную. Вот на этом наши планы сейчас идет упор на работу именно по созданию электронных книг. Наш проект будет работать над этим. Çok sağ olunuz Сусана ханым, biz sizge ijadi muvaffaqiyatlar tileymiz. Böyle fikirlerini paylaşkanınız için biz sizge can yürekten minnettarmız. Sağ olunuz Сусана ханым. Siz de sağ olunuz. Saygılı teleseyircilerimiz, mına uzaq mesafelerge baxmadan bizim misafirimiz Susana Hanım Kanadada yaşagana baxmadan bugün bizim balalarımız için çok işler alıp bara ve blogerlerin işini alıp bara. Böylelikle bu işke de siz de hoşçakalınız. Ana tilimizde ne kadar çokça laf etsek, ne kadar çok ana tilimizde saytlarımız olsa o kadar yaxşı olacak. Ve biz ise sohbetimizni devam edecekmiz. Şimdi bizlerden da bir bizim hürmetli, sevimli hocamız Bağda olacak. Bu Züleyha Hoca Kadrizade. O ise Latin urfatı hakkında bizlerden bugün laf edecek. Çünkü bilemiz ki bugünkü günde bizler birçok işler alıp baramız. Latin urfatını tekrar canlandırmak için. Çünkü bugünkü kullanılan Latin urfatını da inkişaf etmek gerek. Çünkü bazı harfler yetişmiyor. Onun için bizim tilimiz öyle tolusunun yanğıramay bir laf etkende yazganda bugün biz çok hatalar yapamız ve bu hakkında bugün biz Züleyha Hoca Kadrizade'nin laf edecek olamız. O birkaç dakikadan bizlerden Bağda olacak ve bu mevzunu biz Züleyha Kadrizade'nin müzakere edecekmiz ve malum olğan gibi bugünkü günde Ukrayna'da Kırım Tatar elifbesinin bağlı birçok leyhalar olacak ve bu leyhalar üzerinde bizim elifbemiz tekrar bakılacak ve birçok hocalarının fikirleri var. Aytalar ki keliniz Kiril elifbesini kaldırayıq ve bu hakkında da bugün biz laf edecekmiz. Çünkü Kiril elifbesi tolusunun Kırım Tatar tilini telaffuzunu açıp olamayış. Onun için Latin elifbesi bizlerge kelişi ve Latin elifbesi tilimizini tolusunun açı. Ama bizlerge gerek olacak Latin elifbesini tekrar tolusunun canlandırmağa. Çünkü birçok sözler doğru aytılmay. Yani bu sabah sözü sabah aytılmak gerek. Bar değil, bahar aytmak gerek olacak ve bütün bu inceliklerini şimdi biz müzakere edecekmiz. Şimdi bizde texnik meselelerimiz var. Bekleyimiz ne vakit bizlerden Züleyha Hanım bağlanacak ve şimdi birkaç dakikadan biz tekrar efirimizge çıkarıq. Birkaç dakikadan bizlerini seyir etiniz. Meraklı sohbet sizlerini bekleyin. Ah, ey yeşil ada, ey ana yurdu, parçalarken seni şımalın kurdu. Nerede, yok mu bugün bir altın ordu? İmdatqa koşsun, imdadını isterim. Benzetirim seni saçlar ağa, kudurgan dalgalı bahri siyağa.
Oksuzsun, esirsin, dep şimale ingle yursun fakat dinleyin kana. Altın, destanlı günlerin vardı. Güneşin bir melek gibi doğardı. Lakin zulümlar ile saçın ağardı. Menkıbını yazıp dinleyin kana. Hey vatan, hey ana, ulusun, ulu. Koşeyn Karaman şehitle dolu. Bilirim, sendedir cennetin yolu. Gidip da uğrunda can veren kana. Hacı Giray Kırım Hanlığını tizgende 29 yaşındaydı. Tahminen 350 yıl devamında Kırım Hanlığı devlet olarak hüküm sürdü. İsmail Gasprinski Tercüman gazetini 28 yaşında neşir etip başladı. Noman Çelebici-Han Kırım Tatar Milli Kurultayını 33 yaşında tızdı. Bekir Çobanzade 27 yaşında profesör olarak Latin elifbesini Türkiye devletlerge teşvikat etti. Şair Amdi Giraybay 29 yaşında milletçilikte kabatlanıp Moskvada Butyrka hapishanesinde vahşice öldürüldü. Ahmetxan Sultan birinci kere karamanlıkını 23 yaşında kazandı. 25 yaşında ise 2 defa karaman oldu. Musa Mahmud 1978 senesi hakimiyetke karşı isyan etip ozunu yaktı. Milli meşal oldu. Ayşe Setmuratova 27 yaşında adalet kureshine kirişti ve bütün ömrünü Kırım Tatar Milli Hareketine bağışladı. Genç ve yaşlar, fedakarlık ve kahramanlık için kureş meydanı açıktır. Sendeniş mi muradın üçün bolsa, ömründe her şeyin yurtçun olsa. Barsın yıllar aylansın bilgeninday, barsın yolun şaşırsın yıldız, gün, ay. Sen aylanma dostçuğum, ah yolundan, doğru kara, iç ürkme sağ solundan. Halka bayram şenlikler bolgan eken, yat ellerge onğanlık dolgan eken. Sen unutma, sürünmek yek olganın. Ah yolunda yalnızның bek bolganın. Sayın teleseyircilerimiz, yayınımızda devam etemiz. Aytıp geçkenim gibi bugün biz Latin elifbesi hakkında laf edecekmiz ve teknik meseleleri olgan edi ve şimdi bizlerinin canlı bağımızda bizim hocamız Züleyha Hoca Kadrizade. Selamun aleyküm Züleyha hocam. Aleyküm selam. Züleyha hocam. Böylelikle Latin urfatını tekrar canlanmasına bizler ne için emniyet vermeliyiz?
Bilmez. Yaxşı bir sual ama emniyet degen şey Krishnaslыкta başka herhalde başka bir nazariyetin bakılar. Çünkü asıl umumen dil degen şey yazıda bir simbolların aks oluna bu şeylerge biz arifleyiz. Ve bütün dünyadaki dillerin arasındaki farkı şu dillerinin ses uygunluğu, ses o şu dilge ait olan seslerinin nasıl yazıda aks olması meselesi o emniyetli. Bizim Kırım Tatar dili içinde bu bizge bizim dilimizde has olan seslerinin aks olması dilini öğrenildi, dilini okuganda yani bizim dilimizde yazılgan edebiyatını okuganda emniyet taşır. Şunun için bizim için Kırım Tatar dili için geleceği için onun yazıda ne şekilde aks olması emniyetlidir. Bizim için bu ileride dilimizin geleceğinin bağlı şeydir. Züleyha hocam, ya 1927 senesinde kabul olunan Latin urufatı bugünkü kullanılan elifbeden fark etti mi? Evet, Elmas kardeşim bu fark meselesi toktamay mümkün demeye bizim erbaplarımızı, edebiyatçılarını, dilcilerini düşündürgen ve bu meselede toktamay müzakereler geçirgen bir meseledir. Ne için bu yani sebebini birazcık açmaya istedim çünkü bu mesele geçen asırın hem siyasi hem içtimai değişmelerin bağlı olan mesele. Bilemiz yani herkes bilir bizim Kırım Tatar yazımız birkaç elifbenin yazılganıydı, yazılaydı. İlk elbet şimdi Orhon Genise yazılarını hatırlamayacağım ama Hanlık zamanında Kırım'da ve Kırım Hanlığı'nda Arap urfatının kullanılaydı. Ve yanı sistema, yanı devlet geldiğinde şimdi Sovyet vaktini hatırlatmaya tırışan. Şu vakitte Türkiye dillerini umumen Arap dilin, Arap urfatından, Arap elifbesinden uzaklaştırmak için yanı Latin elifbesini uydurmaya ve ortaya çıkarmaya istediler. Bunun sebebi elbette dinden uzaklaştırıp, siyasi meselelerini daha çok Sovyetleştirip ortaya çıkanıydı ve bu meselenin devlet tarafından umum Türkiye elifbe ya da yan elif degen bir elifbe çıkarılganıydı. İşletilgeniydi. Elbette onu işletkenler arasında yalnız Türkolog yani Moskova'daki Türkologlar değil de umum Türk yani Türk özleri de asıl Türk milletlerden olan edebiyatçılar ve Türkçüler var idi. Şu onların arasında elbette Bekir Çobanzade'ni anmamız gerek olacak. Şimdi yani şu zamanda işletilgen ve çıkarılgan, kullanılgan yan elif 91 senesi umum Türkiye elifbesinin kendi işletip çıkargan edilir. Şimdi Türkiye'deki ve Türkçüler diyeceğim. Şimdi Sovyet devleti çökken son böyle bir fikir peyda olgan idi ki Türk milletlerini ya da Türk devletlerini, dillerini birleştirecek bir elifbe olsun ve bu elifbenin yan elifbesinin arasında olan farklar elbet var ama pek böyle mühim ya da pek ayrılacak şekilde değil. Eski yan elif diyeceğim 27-38 seneleri kullanılan yan elif elifbesinde kullanılan devletler arasında Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Kazan Tatar, Tataristan diyeceğim, Kırgızistan bile Kırım'dan gayrı yani bu devletlerin arasında
bu Yanılif elbisinde yazılar mevcut ve var. Yani yüzlerce indigen kitaplar çıkkanıydı vaktinde zamanında. 91 senesinin şu yanı Türkiye fillerinin elbisesi birazcık elbette farklansa da ama umumen seslerinin yazılışını yani harflerin arasındaki bağı yani korsetilir ve var. Niye mümkün demek ki? Yani yan elif bazı harfleri şimdiki mesela biz şimdi kullanılan bilgisayardaki olan harfler birazcık farklılar çünkü grafikaları değişti. Mesela G sesi biraz farklı, G sesini göstergen harf yan elifbesindeki yazılışından yanı Türk elifbesinden fark ediyor. Şimdi Türk elifbesi değil ama Türkiye Türkçesi gene bir kez canlana ama bunu da fark etmek gerek. Çünkü eğer Türkiye devlet özünün diline has olan elifbeni kabul etti ve kullanır. Umum elifbe var ve eğer bir devletin yani Türkiye dilini kabul etken öz elifbesi var. Bunu çizmeye, bunu anlatmaya, tırışmaya isteriz. Yani ne yapmak istedim? 91 senesi bizim halkımız kurultayda böyle bir karar algan idi ve Kırım Tatar dilinin artık Latin elifbesine geçmesine karar verdiğinizdir. Elbette pek çok müzakereler olgan idi, anlaşılmamazlıklar bile olgan idi, o da belli. Ama şimdi alımız şu ki 97 senesi Kırım'da kabul olunan Latin elifbesini doğrultmak gerek ve düzeltmek gerek. En esas mesele HX şeklinde yazılan H artı sıra harifi ve H harifi yani faringal H sesinin gösterilmesi meselesi o olumsuz tura. Züleyxa hocam, bilesizim, Azerbaycanlar ne laf etkende, olarda da mana elifbe mezgiye kelgende, olarda da birçok islahatlar oldu, denişmeler oldu ve onlar daima bizim ulu mütefekirimizni, Bekir Çobanzade'ni analar onu daima hatırlayırlar. Bekir Çobanzade dekende o Türkiye elifbesine nasıl islahatlar kırsetti? Bekir Çobanzade aslında onun zamanı nege rast geldi. Bir devletin çöküşü başka devletin kuruluşu zamanına denk geldi. Bir geldi ve bu vakitte pek çok bizim alimlerimiz yanı elifbeye geçiş esnasında büyük rol oynadılar. Azerbaycan'da bizim alimimiz Bekir Çobanzade alimler yetiştirdi. Çünkü ozu Budapeşte bitirdiğin Ali Üniversitesi'nin bir mezunu olarak bilgili bir insan olarak ve yani Türkiye dillerini güzel anlayan, onun Türkiye dillerinin seslerinin arasında ve harflerinin arasında olan uygunluk meselesini pek yaxşı bilgen adamıydı. Ve zannederim ki Azerbaycan'da yanı alimler pek az idi. Yani dilci diyecek yani yanı devlet kuruldan son dil üniversitesi açıldı, araştırmalar yapıldı ve bu alimlerini yetiştirgen insanlardan biri elbette Bekir Çobanzade. Ve şu sebepten olsa gerek Azerbaycan'da bizim alimimizine bu şanlı adını Bekir Çobanzade'ni pek sayarlar ve saygıyla, hürmetle yanaşarlar.
Ve ilk hafta Azerbaycan'da Latin elifbesinden Kiril elifbesine geçken vakitte seslerinin ve harflerinin gene de yazıda aks olunmasına büyük rol oynagandırlar bu alimler. Yani Bekir Çobanzade'nin talebeleri artık Latinceden Kirilce'ye geçken vakitte büyük istek koştular. Ve bu taraftan Bekir Çobanzade'nin emeği büyüktür. Biz şeyini o közde almamız gerek herhalde. Çünkü elifbemiz bizim temelimizdir. Yani bir instrument mümkün demeye. Biz ne kadar güzel şu instrumentin, şu bizim elimizde olacak bir aletle, güzel ustalıkla kullansak o kadar bizim dilimizin güzelliği anlaşılır, o kadar okutup yani dilini öğrenip vakitinde çok şeylerini bir kereden mümkün demeye hafızamızda, anlayışımızda dil öğrenip esnasında kolaylaştıracak bu mesele. Yani en gerekli şey kolaylaştırma. Çünkü Kiril elifbesinde yani görüyoruz K'ler, K sesi, iki işaretinin belgileniyor, N sesi, iki işaretinin belgileniyor, G sesi, iki işaretinin belgileniyor ve umumen yazıya baktığında göz pek şaşıra. Ü sesleri doğru aks olunma yani göz yazıldığında o zen altında yumuşak işareti yani bu onlaysızlıklar. Eğer biz Latin yazısında bu sözlerini yazacak olsak bir ses bir arif olacak. Öler yan bir kereden yazıda gösterilecek yumuşaklık, incelik degen kaidemiz bir kereden anlaşılacak ve korunacak. Ve kullanışta kolaylık getirecek demek ki istediğim şu. Züleyha hocam, bugün biz nasıl ariflerini siz aytıp geçtiniz ama nasıl ariflerini gayip ettik, bunu dani anlatıp ettiniz. Bu men çizgen bir resim, eğer ona bir post taşıyacak olsak biz göremiz ki yazıda farklı seslerini, men şunu Arap urufatında kullanılan ariflerini, sonra Latin elifbesinde kullanılan ariflerini, Kiril elifbesinde kullanılan ariflerini biraz yansıtmaya isterim. Bakınız, eğer Arap elifbesinde uç H yani dil artı H faringal ve H degen sesler var ve arifler var. Ve bu alınma sözlerde mahsus konuyor ki değişmeler oldu. Mesela H arifte eğer bakacak olsak bahar sözünde, sonra halk sözünde ve hükümet degen bir söz var. Onu da eğer bir tahlil edecek olsak görüyoruz ki yan elifbesinde bu sesler yazıda gösteriliydi. Uç ariften iki arifte değiştirildi. Çünkü H ve H sesleri Arapçaya eğer pek ait olsa bizim Kırım Tatar dilinde pek faringal H kalgan idi ve onu işletebilir. Ama orfografiya ve etimologiyası mümkün demeye saklanaydı. Yani bir elifbeden ikinci elifbeye geçiş meselesi aynı sözlerini aynı kalıpta aynı söz negizine boysunganı korunuyor. Sonra vakit geçtikçe Kiril elifbesine geçildi. Bu hükümet şimdi sözünü alayım. Biz pek çok işittiğimiz bu söz hükümet telaffuz edilir. Lakin bu söz alınma bir sözdür ve negizinde hu
hukum degen yani vlast, hükümdarlık yani hakimiyet degen sözleri yani hep birbirinin ara bir güçlü aralarında bir bağ var. Biz ise hükümet yazganda bu sözün ne kadar hakimiyetle bağlı olanını korup olamayız. Bunu kim korup olar? Men gibi bir tilci. Çünkü biz toxtamay bir grafikadan ikinci grafikaga avuşup metinler ve onlarla uğraşamız. Lakin bizim halkımızda bu sözler o kadar karışık kaldı ki hayat sözü gibi, hükümet sözü gibi ve daha bağır gibi sözler. Pek sirek bu sözlerdeki olan mahsus seslerini telaffuz etken insanın demeye kalmadı. Bunu anlamak için de dilimizin zenginliğini göstermek için bu seslerini tekrar yazığa kestetmemiz gerekli ben düşünüyorum ve böyle bir düşünceye sahip olmamın da sebebini söyleyeyim. Derler ki dilinin zenginliği onun tarihinin bağlı. Bazı dilciler ya da bazı insanlar değil ki dilinin zenginliği onun asırlar devamında nasıl akış olganının, nasıl yazılganının ve ne kadar kullanganının bağlıdır. Ama eğer de biz şimdi yalnız Kirilce yazımızı alacak olsak biz pek kıt bir vakitka sınırlı kalacakız. Bizim ne tarihimiz var, onu yok ettik. Ne dilimizin zenginliği var, onu yok ettik. Ve bu Kiril elifbesinde yazılarla bu bizim zenginliğimiz diyecek olsak yanlışacağız. Bu gerçekten bizim alımızını pek sınır içine kaldırar. Ama doğru eğer bakacak olsak bizim medeniyetimiz asırlar evvel tarihke malik ve buna koz taşlamamız gerek, buna sahip çıkmamız gerek. Ve deyin ki eğer de biz Kiril yazısından hükümet sözünü kendikeleyip o hükümet sözüne biz eğer de yanı Latin alifbesine göre yazacak olsak hükümet yazmak yanlıştır ve hüküm sözü, hükümet sözü yazılması gerek. Ben nedeni sebebini söyleyeyim. Çünkü bütün Türkiye dilleri hususen Özbek dilinde, Azerbaycan dilinde, demeyeyim Türkiye Türkçesinde de bu söz hükümet yazılar yani bu alınma sözü. Ve umumen dediğimde böyle bir kaide var. Alınma sözlerinin alıngan dilde nasıl yazılar ise öyle kabul olması gerek. Ve şu şekilde yazılması gerek. Başka bir mesele, ben bu mesela birisi dese ki ben bu sözünü hükümet olarak bilmeyeyim ve yani telaffuz edip olamayım. Tamam yani telaffuz etmeyi bilirsiniz ama yazıda bu haş yazılması gerek. Çünkü alınma dilinde yani asıl dilde yazılışı bu yani haşlı yazılan. Ve bu mesele yani bu bir mesele değil yani haşların bağlı olan şey. Bizde 97 senesi kabul olungan şimdi ekranlarda kodlayanınız elifbini kabul etkende haş yani arifniye ona ait olmayan ses bağlandı. Yani H sesi art sıra seslerden olan H arifine bağlandı. Halbuki bütün dünyada H arifine faringal ses bağlanmakta. İngiliz dilinde home gibi söz, Arap dillerinde ve de Türkiye Türkçesinde, Azerbaycan dilinde,
Kazan Tatar tilinde baş bu Karingal sesini aksetken bir ariftir. Onun için şimdi yani kabul olunacak elifbege tek mukayyetliğinin ve tekrar gözden geçirip bu ariflerini geriye getirmemiz gerek. Züleyxa ханым, çok sağ olunuz böyle meraklı ve gerekli söhbet için, böyle meraklı malumatlarını paylaştığınız için biz sizge can yürekten minnettarmız. Çok sağ olunuz. Sağ olun siz. Saygılı teleseyircilerimiz, biz ise yayınımızı devam etemiz. Hoşulganlarını biz tekrar selamlayımız. Я рада снова приветствовать гостей нашего эфира и гость нашей программы крымско-татарский историк, автор многих интереснейших книг. И сегодня мы будем говорить о книге, которая вышла совершенно недавно. Это «Крымские татары от этногенеза и государственности». И я рада представить гостя, автора этой книги Гульнару Абдулла. Ассаляму алейкум, Гульнара. Алейкум салям. Гульнара Ханум, поделитесь, пожалуйста, как возникла идея книги под таким названием, кто вас поддержал в этой работе. И я на самом деле начала читать эту книгу, и очень много впечатлений, поэтому дадим вам слово, потом я тоже расскажу о своих впечатлениях. Сағылыңыз. Но я уже неоднократно говорила, что на самом деле идея данной книги — это были мои сценарии моих работ на телеканале АТР. Мы делали цикл программ «Этническая история крымских татар». И понятно, что эфирное время не может вместить в себя всю эту информацию, которую хотелось бы передать зрителям, можно сделать это читателям. Поэтому тогда родилась идея именно создать, скомпоновать сценарии, расширить материалы. Каждая глава дополнялась интересными фактами, событиями, естественно, ссылками, сносками, источниками литературы. И, конечно же, они становились все больше и больше. Поэтому вот так вот родилась эта книга. То есть там не только этническая история крымских татар, как уже понятно из названия, от этногенеза до государственности. Потом здесь представлены и субэтнические группы крымских татар, и также остальные коренные народы Крыма, как караимы и крымчаки. И также уже становление крымско-татарского государства, которое зародилось уже в 15 веке, Крымского ханства, то есть начальный этап. Ну, возможно, продолжение книги также будет, поэтому, в принципе, сейчас идет работа над продолжением следующей книгой. Вот и для сомневающихся. Когда начинается и завершается этногенез крымских татар? Он еще не завершился, и этногенез крымских татар продолжается, потому что, ну, так как многие исторические факторы и события происходят с историей нашего народа, поэтому, естественно, что этнические процессы еще не завершены. Это, в принципе, наверное, как и у многих других остальных народов, можно также сказать, что еще этнические процессы не завершены. Конечно же, сегодня нет полноценной такой вот теории происхождения крымских татар, да? Ну, то есть все это из-за того, что, к сожалению, так сложились обстоятельства, что государство крымских татар перестало существовать в конце XVIII века. Ну а в принципе с этого именно периода и начинается такой момент, когда историю крымских татар начинают попросту переписывать. Это уже Российская империя, мы знаем, что в XVIII веке там вообще занимались фальсификацией истории. Там стояла задача исказить, не только исказить, просто переписать историю Крыма и доказать, что крымские татары к Крымскому полуострову не имеют никакого отношения. Им нужно было доказать, что это колыбель христианского мира и тому подобное, а крымские татары, как коренной народ, просто мешал на тот момент Российской империи. А естественно, что эту традицию переняли уже и СССР, и сегодняшняя Россия, но постсоветский синдром, к сожалению, не прошел, и до сих пор сегодня еще постсоветские историки, академические историки стремятся не признавать на самом деле теорию происхождения крымских татар. И они до сих пор, некоторые из них, отрицают, что в этногенезе крымских татар приняло более 30 народностей, племенных союзов. И как бы они ни говорили, а факты, археологические факты к тому же приводит к тому, что все-таки
доказуемо то, что первыми носителями, да, первыми жителями были тавры, кемерийцы. И это был тот первый компонент, который принял участие уже в этногенезе крымских татар. Ну и со временем уже все остальные скифы, сарматы, готы, гуны, эллины и тому подобное, вплоть до вот ордынского периода. Ну, естественно, что вот именно от ордынского периода отталкивались именно историки Российской империи в свое время. Им было очень важно показать, что крымские татары пришли сюда со времен монгольских завоеваний Чингисхана, то есть с 13 века крымские татары якобы проживают на Крымском полуострове. Но естественно, что это не так. На самом деле к 13 веку вот именно хохромлы, крымские татары, как народ, только начинает формироваться, потому что естественно, что этот был полуостров, большой плавильный котел, в котором приняли участие все этнические группы, которые происходили через Крым. И, как я уже говорила, племенные союзы и народы. И, в общем-то, это действительно на самом деле уникальный этнос. Если мы сегодня посмотрим на крымских татар, то очень разные по типажам и по традициям некоторым, потому что в результате сформировалось 3 субэтнические группы, официально 3 субэтнические группы, потому что есть историки, и в принципе я тоже склоняюсь к такой версии, что 4-й субэтнической группой могут быть урумы. Это крымские христиане, которые потомки их эллины. Они также не разговаривали на крымско-татарском языке, только исповедовали христианство, но христианство византийского патриархата арианского толка. Это существенные различия, по которым, в принципе, в свое время Российская империя не смогла доказать, что они являются христианами, преемниками и тому подобное, потому что это все-таки течение другое было христианское. Вот, собственно говоря, на протяжении тысячелетий формировался наш народ в пределах Крымского полуострова и Северного Причерноморья. Ну и территория Крымского ханства была гораздо шире, чем сам Крым. Где начинались и заканчивались пределы государства? На самом деле это очень интересный вопрос, так как именно таких вот границ, четких границ не существовало, даже в разные периоды существования Крымского ханства. Если мы обратим внимание на титул крымских ханов, то он звучал примерно так: «Я великий хан, великий падишах, Дэшты Кыпчака, престольного Крыма и всех татар» и тому подобное, перечисляя все остальные народы. А другие, если мы будем обращаться к источникам путешественников, дипломатов европейских, которые посетили в свое время Крымское ханство, то здесь они, как многие, повторяют одну и ту же информацию, что Крымское ханство заканчивалось по Днепру, Киев, Канев и Черкассы были пограничными городами на тот момент с Речью Посполитой. Но сначала с Великим княжеством Литовским, потом, когда уже с Польшей объединились, с Речью Посполитой. На самом деле, то есть границы были достаточно велики. Ведь не секрет, что Крымское ханство является преемником Великой Орды. То есть в империи чингизитов через то, что именно гераи, они были чингизиты. То есть здесь именно стоит обратить внимание, что правители были чингизиты, да, но народ никакого отношения к монголам и ордынцам в какой-то степени к ордынцам имел, только степные части, да, но, в общем-то, на полуострове не имел. То есть он формировался на протяжении, как я уже сказала, тысячелетий. А здесь как раз-таки вот тот самый момент, когда гераи были потомками чингизитов. Это как тот же самый момент, когда Могольская империя существовала, да, там им правили, народ был один, а правили династия совершенно другая. Ну и в данном случае, это такой пример, может быть, так международный. Но и на самом деле мы сегодня, если посмотрим на карту Украины, то мы можем четко сказать, что Одесская, Николаевская, Херсонская, частично Запорожская и Таманский полуостров – это были территории Крымского ханства, где проживали это были провинции, да, это был Буджак, Едисан, Едичкул, Джумбулук и Кубань, где проживали достаточно такие знатные роды, нагайские роды, которые в разное время, они, населились именно на этих территориях. Ведь на самом деле уже и к 15-му, к 16 веку неком кочевом народе нагайцев, я имею в виду, говорить не приходилось, потому что хорошо известно, что на этих территориях процветали города, велась активная торговля с соседними странами, был чумацкий шлях, который не только соль вывозил, но и обмен товаров был. То есть это продолжение такого шелкового пути с
с Европой. Поэтому это бескрайние степи, где выращивалась пшеница, которая продавалась в Европу и в Османскую империю. Поэтому эти провинции были достаточно богатыми. И не только в экономическом плане. Если экономика хорошая, то процветала и культура. Но, естественно, что костяк именно Северного Причерноморья, то есть Одесская, Херсонская, Николаевская современные области, населяли потенциальные воины Крымского ханства. Ну и сегодня на территории Украины проживают урумы, которые говорят на крымско-татарском языке, сохранили обычаи, музыку, традицию. Почему урумов называют частью крымско-татарского народа? Но они и есть часть крымско-татарского народа. Просто, как я говорила, они уже сохранили только свою веру христианскую. А на самом деле здесь вообще нет никаких различий, потому что это эллины, которые в свое время называют этот период колонизацией, потому что действительно эллины прибыли с Малой Азии. Здесь очень важен тот факт, что они не с материковой Греции, даже не с островной Греции прибывали. Эллины прибывали с Малой Азии. Это территория современной Турции. Один из главных городов это был город Милет. И здесь они основывали такие свои колонии, притесняя местное население из поздних тавров на тот момент, которые уже как бы консолидировались со скифами. Но тем не менее, как бы со временем на протяжении столетий народы прекрасно уживались. И тем не менее, как бы эллины, они были достаточно большим пластом, вот действительно, которые занимались торговлей, которые занимались экономикой в свое время до нашей эры, в 4-5 век до нашей эры. И здесь важно сказать, что вот именно та прослойка, она и сохранилась как раз-таки, но она то есть приняла и тюркские черты, то есть им досталось от скифов, от готов, прошу прощения, от гуннов и от ордынцев, от копчаков, то тюркское. То есть они приняли тюркское. То есть они есть тюрки, по сути, точно так же они формировались, только сохранили свою веру. И вера, кстати, им досталась от готов в свое время. Потому что именно то, что арианского толка. И, конечно же, то, что мы сегодня наблюдаем, все наши пещерные монастыри христианские, это наше наследие крымских татар, потому что эти монастыри принадлежали урумам. И там, конечно же, они свои богослужения совершали на крымско-татарском языке. И этот факт, о котором писали те же самые дипломаты, посещавшие Крымское ханство. То есть, в принципе, можно сейчас сказать просто другое дело, что, опять-таки, их эта составляющая христианская и сыграла такой неприятный инцидент в 1778, 77-78 годах, когда их депортировали уже после того, как Крымское ханство фактически было под, здесь было достаточно много было военных российских, еще это было не присоединение, такое, в кавычках, не оккупация Крымского ханства, но тем не менее уже русский фактор присутствовал в Крыму. И тогда Екатерина поручила знаменитому полководцу Российской империи Суворову произвести эту акцию по депортации крымских христиан, то есть это были урумы, это были армяне, чтобы их вывести за пределы Крыма и говорить о том, что мы заботимся о своих христианах. Но, конечно, никакого отношения и родства к этим христианам Россия тогда, Российская империя, не имела. Это было очень важно для них, потому что, чтобы со временем заявить о том, что они имеют права на христианское наследие в Крыму. Конечно же, выделились определенные деньги на то, чтобы депортировать урумов и армян, но эти деньги присвоил себе Суворов. И поэтому, к сожалению, в Приазовье выслали людей буквально в пустую степь, и они выживали как могли, и именно как раз-таки в конце 70-х годов XVIII века очень много урумов погибло. Об этом еще писал караимский священник Казария, который буквально через несколько лет поехал туда и наблюдал эту картину и оставил свои воспоминания о том, в каких условиях проживали урумы. Ну и сегодня мы можем наблюдать то, что урумы
откуда они переселялись. Это и Бахчисарай, это и Урзуф, и Алупка, и Ялта. То есть эти поселения сегодня как раз-таки в Донецкой области и существуют, возле Мариуполя. Ну и Мариуполь, Мариамполь – это тот город, который основали урумы. Но, к сожалению, опять-таки Российская империя приложила свою руку, и сегодня урумы, к сожалению, забыли свою историю. Они приняли Московский патриархат на сегодняшний день, и очень сложно сегодня доказать им то, что они к этому Московскому патриархату никакого отношения не имеют. Да, при том, что они, интересно, они сохранили даже на территории Мариуполя название крымско-татарских сел, Бишуй. Да. Крым перенесли в сторону Украины, но сами, не зная своей истории, приняли совершенно другую сторону. Проходит такая информация, что на территории Крыма вот крымские татары сформировались, и было два народа лилипута, это крымские татары, которые сформировались под влиянием разных этносов, и был отдельный народ, как Нугай. И не стали разделять эти народы, и объединили в один этнос. Вот имеет ли право существовать такая версия? Ну, версии вообще имеют право существовать, поэтому, в принципе, говорить о том, что, Нугая, во-первых, Нугая жили и на Северном Крыму, да, и это никак, это неразрывно, это тот же самый народ, как и мы, то есть они абсолютно подчинялись законам крымского хана, то есть здесь их не разделяли как бы так такового, да, они были гражданами своего государства. Вот. Другое дело, что, конечно же, это субэтнос, так же, как и Орта-Йолак, и Ялыбойлю, и Нугай. Это три субэтноса, да, таких основных из крымских татар. Но, опять-таки, сегодня, как мы можем наблюдать, после 1944 года, после депортации, крымских татар депортировали в разные места, и тут уже произошло такое смешение. Да, мы же прекрасно помним и знаем, что у нас было такое, что девушку в соседнее село не выдавали замуж. То есть настолько должна была сохраняться чистота крови, следили за, в принципе, за семейными ценностями, да, были старейшины в каждом селе, которые буквально чуть ли не подбирали жениха с невестой друг другу. Что касается после того, как случилась депортация, здесь уже, конечно, на вот эти вещи уже не так строго обращали внимание, поэтому вот как раз-таки у нас сегодня очень много таких вот браков, когда и Нугай с Ялыбойлю, и Бахчисарайский с Ялыбойлю. То есть и это, в принципе, в этом и есть ценность нашего народа. Мы не утратили свой народ, мы, наоборот, укрепились, и как бы такая вот трагедия, она сплотила людей. И, конечно же, говорить о том, что этногенез продолжается, это важно. Сегодня продолжается еще этногенез крымских татар. А Орта-Юлах, Нугай, Ялыбойлю, чем эти субэтносы отличаются между собой? Антропологически, традициями, некоторыми традициями, и, конечно же, как я уже сказала, это внешне, антропологически, а некоторыми традициями внутри, да, нельзя сказать сегодня общины, но на тот момент тогда была еще община. Ну и характерами, конечно же. Характерами особенно. Типажи, характеры. И это опять-таки мы возвращаемся к нашему этногенезу, потому что в зависимости, вот, например, горный предгорный Крым, где проживали тавры, готы, да, там сохранились свои традиционные черты, да, лица. И были такие даже этнографы, которые писали о том, что очень зачастую вот именно южнобережных принимают, что вот у них там генуэзского много, да, там итальянского. Но это совершенно не те типажи, которые могли бы повлиять на именно этногенез, да, на внешность. Есть такие этнографы, которые еще в XIX веке говорили о том, что это как раз-таки таврский типаж. Большие носы, впалые щеки, продолговатое лицо и рыжеволосые. И это типаж тавров. К сожалению, мы сегодня не знаем, как выглядели тавры, если только мы будем производить там, да, какие-то реконструкции. Будет ли это в ближайшее будущее, да, не факт. Но тем не менее, когда-то это будет, когда-то мы увидим, как выглядели на самом деле тавры в цвете, да, так сказать. Но вот именно один из этнографов, Харузин, утверждал, что как раз-таки это больше таврский такой типаж. Что касается, опять-таки, в разные регионы, там средняя полоса Крыма, да, там в зависимости, где какие больше этносы оставили свой след, то на это и повлияло на типаж крымских татар, на внешность, на антропологическую, конечно, особенность. А крымские чингине, они кто?
Их еще называют урмачели. Есть несколько версий, почему, как они появились в Крыму. Кто-то говорит о более позднем периоде, кто-то говорит о более раннем, но все-таки складывается такое впечатление, что как раз-таки потомки ромов, да, которые они периодами попадали в Крым, они уходили периодами в разные периоды. Некоторые есть, которые чуть ли не с Испании. Есть и такая версия, что есть часть, которая пришла с Испании, которая часть пришла с Византийской империи. И то есть вот на протяжении, опять-таки, веков, да, они проживали на территории Крыма, потом на территории Крымского ханства. Они также считались подданными, для них были определенные льготы, причем с некоторых урмачелей, как их тогда называли в Крымском ханстве, налоги даже не брали. Люди, которые жили своей общиной, обособленно, в своих кварталах. Примечательно, что они могли право жить в разных городах Крымского ханства, кроме столичного Бахчисарая. В Бахчисарае они могли только жить в пригородах, в отдельных кварталах. В самом городе они не имели права быть. После захода солнца они обязывались покидать столицу. Но в таких городах, как Карасу-Базар, Кизлев и остальных, они, конечно же, проживали. Но проживали они в своих отдельных кварталах. Кто-то занимался ремеслами, кто-то занимался музыкой. И мы можем сегодня смело говорить о том, что, конечно же, они внесли особый вклад в наш народ, особенно в музыкальную культуру. И мы прекрасно знаем, что позднее название части Хоркьера Салачик под Бахчисараем. Вот это была такая народная консерватория под открытым небом, где действительно музыканты Чингине, они не знали нотной грамотности, но они прекрасно владели слухом, они настолько тонко чувствовали звуки, ну, именно в музыкальной культуре, и они действительно были богами в этом деле. Да? И это очень важно, потому что в свое время, ну, естественно, Чингине, они, естественно, были мусульманами, и то есть они полностью все приняли крымско-татарское. И в 1944 году, конечно же, они разделили судьбу крымских татар. То есть они не отделяли себя никаким образом от народа. И, в общем-то, мы можем гордиться, что в нашей составной, да, в нашем народе есть и урмачели. Да, и о музыке я добавлю, потому что крымско-татарская музыка, она настолько сложная, и для того, чтобы исполнить то или иное произведение, нужно действительно обладать определенными навыками и где-то даже даром. Караимы и крымчаки. Кто эти народы и какой вклад они внесли в крымско-татарскую государственность? Это действительно уникальные народы, которые, к сожалению, сегодня находятся на грани исчезновения. Мы знаем, что по последним статистическим данным караимов около 2000 всего проживают в мире, а крымчаков того меньше, около 800 человек. Сегодня происхождение караимов и крымчаков остается, да, такой определенной загадкой для многих, потому что тоже есть разные версии происхождения в свое время. Кто-то утверждает, что они относятся к еврейскому этносу, но здесь большие-большие вопросы. Сегодня как бы евреи причисляют караимов и крымчаков к себе, к своему народу, но, к сожалению, есть такие труды, как Гумилева, да, где он точно пишет, он придерживается тюркско-хазарской версии происхождения караимов, и он пишет о том, что, в принципе, еврейский народ, в общем-то, считал караимов, ну, мы возьмем это в скобочки, да, потому что это не политкорректно, но они называли его неполноценным. И сегодня, когда они говорят о том, что они евреи и причисляют к себе, но это не совсем правильно, потому что караимы все-таки тоже, как и крымские татары, и как и крымчаки, крымские татары, они формировались на территории Крыма. В них принимали народы, те, которые принимали в крымских татарах, но сегодня говорить об общем корне с крымскими татарами тоже не приходится, потому что это самостоятельные народы, самостоятельные, как караимы. Если мы будем говорить про караимов, то те караимы со своей религией, самостоятельная религия, караизм или караимизм — это самостоятельная религия. И зародилась она еще, в общем-то, в Северной Африке и Испании. Испании в тот период, когда Испания была еще частично под арабским халифатом. В общем-то, последователи и первый, да, ну, как бы сподвижник караимизма, он родился в Кордове, и Ибн Дауд. И получается, что сегодня
караимскую, ну как караимизм исповедуют в мире, но очень мало. И в основном это Северная Африка. Но так как у нас караимы тоже приняли эту веру, и все-таки есть больше предположения, придерживаются многие историки тюрко-хазарской версии. Потому что Крым входил в состав хазарского каганата, и мы прекрасно знаем, что часть Украины входила в состав хазарского каганата, и мы прекрасно знаем о том, что в хазарском каганате прекрасно 3 религии уживались, да, это христианство, иудаизм и ислам, и караизм. Получается, что караимы все-таки имеют отношение к хазарскому каганату, но что у караимов, что у крымчаков существуют их не научные труды, да, но есть у них свои, вот, например, у крымчаков были свои джонки. Это такие определенные были тетради в каждой семье, где они записывали не только свою родословную, они записывали туда молитвы, они записывали все, что происходило в их семье. И в этих джонках, которые, к сожалению, очень поздно перевели, да, там была графика еврейская, но тем не менее, как бы это было написано, не могли долго перевести, это было написано фактически по-крымско-татарски. Но как бы мы знаем, что все-таки отдельно крымчакский язык существует, но он очень-очень-очень схож с крымско-татарским языком. И вот когда расшифровали совершенно недавно эти джонки, и очень удивились тому, что, например, там говорится о том, что они не есть дети Израиля, и они пришли с Алтая, и в их молитвах очень часто звучит слово «Аллах» и «Тенгри». А Тенгри, как мы знаем, тенгрианство до ислама тюрки исповедовали, это была вера в единого Бога. Вот. То есть это говорит о том, что и караимы, и крымчаки — это тюрки, которые точно так же, как и остальные в свое время, как те же самые скифы, да, и заканчивая кыпчаками, они пришли с Алтая. То есть это тоже тюркский народ, который в свое время принял, крымчаки приняли иудаизм, а караимы приняли караимизм. То есть и здесь разница в том, что караимизм, они живут по Ветхому Завету. То есть они полностью отрицают Талмуд, у них есть Танах, это то же самое, что Тора, но только это Ветхий Завет, который полностью соответствует христианской Библии, древней, да, Древнему Завету. Вот. И здесь то же самое, что в их храмах что-то схоже с исламом, потому что на Ибн Дауда в свое время очень повлияли мусульманские богословы. Один из них был Ханифа, и они очень повлияли тем, что поэтому в караимизме очень много таких мусульманских элементов. То есть они точно так же признают всех пророков, в том числе Иисуса тоже пророком. И то же самое, как мы знаем, что в караимских кенасах это тоже условно все коврами, люди должны сделать омовение, прежде чем зайти в свой храм, разувшись, а мужчины и женщины разделены. Женщины на 2-м этаже, мужчины в нижнем зале. То есть достаточно интересно то, что это уникальные этносы, уникальные народы, которыми еще предстоит заниматься. В моей книге также посвящена глава каждому из этих народов, но я могу сказать точно, что это не последняя, да, там истина в последней инстанции, поэтому очень важно, чтобы мы тоже изучали этот народ досконально. Если мы знаем, что караимами занимался в свое время их представитель Феркович, но мы прекрасно знаем, что Феркович жил уже в Российской империи, вернее, он уже как ученый состоялся после оккупации Крымского ханства, и он состоялся как ученый уже на территории Российской империи. И именно ему, так как он был предводитель, Кахан, ему было дано поручение написать историю о караимах. Но, естественно, это был государственный заказ, это никто сегодня не отрицает, и поэтому Ферковичу пришлось писать в угоду Петербургу тогдашнему. И сегодня, когда приводили в наши дни, уже проводили анализы документов, которыми пользовался Феркович, то ли это Феркович, то ли он покупал документы древние, которые там были исправлены, подправлены, и радиоактивный анализ показал о том, что это не подлинники, это подделки. И, в общем-то, Горковий, тоже представитель караимского народа, он отрицал версию Ферковича о том, что караимы являются потомками евреев и являются детьми Израиля. И если с караимами было все понятно, и караимы смогли доказать, что они тюрки и ничего общего не имеют с
с еврейским народом. Мы это прекрасно наблюдали во время оккупации, во время Второй мировой войны, когда Крым был оккупирован, и как уничтожали евреев, мы тоже прекрасно помним. Да? Как немцы расстреливали евреев, а крымчаков они не тронули, потому что с крымчаками, прошу прощения, с караимов они не тронули, с караимами было все понятно предельно, а вот крымчаков они причисляли к евреям. Но здесь дело в другом, потому что в 20-х годах 20 века, когда уже отгремела революция, было модно быть евреями. И именно караимам, прошу прощения, крымчакам, было настолько молодым крымчакам, было настолько внушали о том, что они дети Израиля, они евреи и тому подобное. То есть они в это и верили. То есть на самом деле был уничтожен пласт исторических книг, да, то есть люди... Вот в этот период Российской империи же не только были источники, там, документы крымских татар уничтожены, но уничтожены же были документы караимов и крымчаков, и поэтому вот именно крымчаки потерялись в этот момент, и в своем времени, да, они не смогли доказать, кто они, что они, и им внушали, новая власть внушала, что у них совершенно другая история. Но и дело в том, что в 1944 году, конечно же, крымчаков достаточно много расстреляли немцы, и они, конечно, подверглись геноциду. И, наверное, тогда, потому что они не смогли доказать свое тюркское происхождение, и они, к сожалению, подверглись вот этим вот расстрелам, и поэтому их численность значительно уменьшилась на территории Крыма. Но и опять-таки в другом, когда после оккупации Крыма немцами, как в 1944 году, крымских татар депортировали, караимов не тронули, караимы остались проживать на территории Крыма и сохранять свои традиции, обычаи. Вот. Но, тем не менее, какую роль, если мы сейчас вернемся назад немного, да, отвечая на ваш вопрос, какую роль они играли в Крымском ханстве? На самом деле крымчаки были достаточно, и караимы, и крымчаки, они были достаточно вольготным населением. И, например, караимам был доверен монетный двор и государственная казна крымского хана. Среди караимов и крымчаков были дипломаты, которых отправляли в европейские державы наравне с крымско-татарскими дипломатами. То есть в их руках было сосредоточено как раз-таки город Кыркьер, который со временем переименовали в Джуфт-Кале. Чуфут-Кале — это уже позднее название, и оно совершенно неправильное, потому что даже караимы говорят о том, что это не Чуфут-Кале, а все-таки Джуфт-Кале, двойная крепость. В городе, конечно, проживали караимы. Они также выполняли такую определенную роль полицейских в этом городе, потому что там же находилась и государственная тюрьма со временем. То есть они выполняли свою определенную функцию. Опять-таки, это были люди, которые занимались торговлей, люди, которые, в общем-то, поднимали ту же экономику страны. Да? Такие вот достаточно интересные. Они фундамент хороший заложили в государстве. И изначально, потому что известно, что еще до создания Крымского ханства в 1397 году, когда хан Крыма Таш Тимур с частью крымских татар ушел в Литву, в город Тракай, с ним же покинули части караимов. И сегодня, наравне как с литовско-польские татары, также часть караимов проживала в городе Тракай и проживают до сих пор. Это крымские караимы? Это крымские караимы. Везде, где бы сегодня на территории Украины не проживали караимы, они все выходцы из Крыма. Потому что дело в том, что те, которые попали в Литву, это же было, в принципе, одно государство, да, Украина, Речь Посполитая, Украина входила в состав Речи Посполитой, и вот как раз-таки Галицко-Волынские области, да, то есть с Литвы, так же, как и крымские татары, как же и крымцы, так же и караимы, они переселялись и в северные области Польши, и современные Украины, в Галич и Волынь. Поэтому сегодня их следы там тоже есть. Но, к сожалению, не сохранили язык. Если бы они сейчас могли бы сохранить язык. Они сохранили такой бытовой язык, да, то есть они говорят на крымско-татарском языке. Да, они говорят на крымско-татарском там можно языке. И с диалектами определенными, но есть караимский, например, да, словарь, есть крымчакский язык, то есть они отдельно говорят о том, что, в принципе, это очень близкий к крымским татарам. Практически крымско-татарский. Да. Никто не писал так о крымских ханах, как вы. Кто для вас стал идеалом правителя? Писали, конечно, о крымских ханах, и, в принципе, писали многие историки 17 и 18 веков. Для меня все крымские ханы, они неподражаемые, каждый индивидуален по-своему, и я не
могу как-то там отдельно там выделить что-то больше для своей страны сделал, кто-то меньше. Конечно, безусловно, были определенные лидеры, такие как Мингли Герай, который, да, сконсолидировал государство после своего отца, продолжил политику своего отца. Такие яркие, как Мухаммед Герай IV, такие яркие, как Крым Герай, последний такой герой, да, из династии Гераев, который смог очень много сделать для своего государства. Каждый из них по кирпичику вкладывал многое в свое государство, делал его достаточно комфортным для проживания. К тому же мы прекрасно знаем, что Крымское ханство — это не монархическое государство, не абсолютная монархия была. Крымское ханство достаточно было с элементами демократии, если мы говорим современным языком, потому что должность крымского хана — это была выборная, от отца к сыну, к сожалению, не передавалась, хотя некоторые ханы делали попытку передавать власть там своему подрастающему поколению, да, и были достаточно примеры хорошие. Например, все дети Девлета Герая, которые из них только несколько стали крымскими ханами, и каждый из них был индивидуален и ярко проявил себя на политическом поприще и военном поприще. Некоторые из крымских ханов, которые действительно экономический расцвет был велик, тот же самый Ислам Герай III, который известен по освободительной войне Богдана Хмельницкого, а он отменил вообще ряд налогов для населения, потому что не было нужды в налогах для государственной казны, потому что достаточно процветающее государство было. И это заслуга практически всех Гераев. Они продолжали политику, у них была четкая направленность. И, конечно же, важно было, чтобы суды были в надежных руках, была экономика в надежных руках и военное дело. То есть это такие три составляющие кита, да, на котором держалось государство. И, естественно, каждый из них давал достаточно много средств на развитие культуры, потому что в Крымском ханстве существовали благотворительные фонды, а, как правило, благотворительными фондами ведали либо матери, либо жены, либо сестры крымских ханов, ну и не только, были и достаточно из богатых, влиятельных династий женщины, которые содержали благотворительные фонды, и туда как раз-таки крымские ханы зачастую перечисляли свои деньги на благие дела, на строительство мечетей, школ, общественных заведений, бань, больниц и тому подобное, на строительство мостов, фонтанов. То есть это было очень важно, потому что это была такая традиция. Очень было важно делать добро, то есть заниматься благотворительностью. Если человек состоятельный, если он из достаточно богатой семьи, аристократ, это было очень важно для них заниматься благотворительностью. И крымские ханы, конечно же, это очень поддерживали. Ну и крымские ханы, многие из них были очень творческими. Да. Сохранились сегодня и произведения некоторых крымских ханов. А если говорить о военных походах, о победах? Побед было, конечно, гораздо больше, чем поражений, но и поражения тоже были. То есть это вполне нормальное. Все, что в любом государстве происходит, то же самое в Крымском ханстве. Были свои интриги при военных походах и тому подобное. Но то есть военные походы были значительными, и сегодня у нас есть достаточно информации, достаточно много открытых источников, которые пишут о военном деле, которые говорят о военном деле, переведены многие, например, из арабики, там, османских историков, да, которые присутствовали во время военных походов, потому что зачастую Крымское ханство в союзе с Османской империей воевало, если это касалось иранских походов, либо это касалось европейских походов. На самом деле Крымское ханство, по своей такой инициативе крупных военных походов редко вело. То есть, если это нужно было помочь соседу, да, там, например, соседу как Гетьманщине, да, украинскому казачеству, либо это нужно было помочь там Речи Посполитой и в союзе с Османской империей. То есть было здесь важно, конечно же, война, понятно, что война всегда это доход, всегда это контрибуции, если ты побеждаешь в войне. И, конечно же, многие крымские татары, многие стремились принять участие в военных походах. Но дело в том, что некоторые крымские ханы, не все придерживались той политики, что надо обязательно отправиться в военный поход. А были те, которые считали, что это нецелесообразно для моей страны в данный момент поддерживать Османскую империю и идти воевать с Венецианской республикой, которая для меня никакого такого политической нагрузки не несет. Да? Я не заинтересован в этом. И многие ханы отказывались. Отказывались также совершать походы, так называемые персидские походы в Иран против династии сефевидов.
были такие, но зачастую принимали участие тоже. В зависимости от того либо иного хана, от той политической ситуации, которая складывалась в тот или иной отрезок временной. Поэтому было и такое. Ведь известно, что династия сефевидов, это тоже, в принципе, там есть и тюркское влияние, и даже давние-давние потомки, еще родной дядя Хаджи Герая, он выдал свою дочку за трапезунского императора, а от этого брака родилась еще одна дочь, которая вышла замуж за то есть путем вот этих браков, чтобы я уже долго не перечисляла, в пятом поколении является, что от крымских ханов идет от крымской династии Исмаил I, основатель династии сефевидов. У него корни по материнской линии происходят из Крыма, но в почти пятом поколении. Вот, то есть об этом тоже всегда помнили, и в Казвине помнили, и в Бахчисарае помнили. Поэтому были такие случаи, когда даже хотели династические браки заключать. Но, по-моему, наверное, только один из принцев был женат на персидской принцессе, а в принципе ни одного хана не было персидской принцессы в женах. И здесь важно сказать, что вот опять-таки, возвращаясь к военным кампаниям, к военным походам, у крымцев была особая тактика. Почему османы очень любили привлекать крымцев? Казалось бы, да, большая империя, у них есть степахи, у них есть янычары, а крымцы, они были более мобильные, у них была такая легкая конница, и они владели в совершенстве боевым искусством. Они владели боевым искусством под названием каракаплан, и это боевое искусство не распространялось. То есть мы не можем сегодня сказать, что янычары владели этим боевым искусством, к примеру, да? И когда шли крымцы, европейские монархи боялись, и боялись действительно потому, что сегодня Османская империя, сегодня турецкие историки зачастую не проговаривают роль крымцев в военных походах. В основном-то приписывается вся заслуга янычаров. Но на самом деле сохранились и данные, что впереди янычар сначала шла крымская конница, а после уже янычары. И когда крымцы завоевывали, побеждали, все лавры победы доставались, к сожалению, янычарам. И такие были моменты. И, то есть это связано с тем же самым знаменитым визирем Османской империи Кара Мустафа, который не смог свое фиаско принять, да, но он выбил победу из рук крымского хана. Конечно же, такие вещи не оставались в стороне, и крымские ханы об этом всегда помнили. То есть важно было, и поэтому многие после этого и отказывали вступать с османами в совместной военной кампании. Но, тем не менее, мощь и слава крымской армии гремела далеко за пределами Крымского ханства. Я думаю, здесь будет уместно вспомнить о Девлете Герае. И в этом году как раз мы вспоминали его, проходили в Киеве мероприятие. Давайте о его вкладе, о Девлете Герае сегодня и мы вспомним. Девлет Герай I — это действительно очень уникальная личность. И так как его потомки тоже себя проявили, да, его дети, которые впоследствии пошли по следам своего отца. Но Девлет Герай действительно этот покоритель Москвы, да, как сегодня он вошел в историю. А на самом деле, конечно, могло бы этого похода и не быть, если бы его сам не спровоцировал московский князь, который, согласно одним источникам, он стремился себя назначить чуть ли не потомком византийских императоров. И на предупреждение крымского хана никак не реагировал. Известно, что Московия до 1700 года официально, де-факто и де-юре оставалась данницей, оставалась вассалом Крымского ханства. И поэтому, когда вассал Иван IV, на тот момент он был официально московский князь, потому что тот титул, который он принял, царь, был не совсем законным, но об этом стараются не говорить, то есть его называют чуть ли не первым царем Московии. Когда он собрался примерить шапку, вернее, корону византийского императора, это, конечно же, возмутило Девлета Герая. И Девлет Герай после нескольких предупреждений, видя то, что никак не реагируют на его предупреждения в Москве, он собрался идти в поход. Он прекрасно понимал, в каком состоянии находился Иван IV, и не секрет никакой для кого, что страдал психологическими расстройствами Иван IV. То есть у него были неадекватные абсолютно поступки, то он просил прощения, то он делал то, что он хотел. И вот, в общем-то, в принципе, по этому поводу
собравшись на диване, Девлет-Герай принял решение идти на Москву. На Московию, и сжигать он ее абсолютно не собирался, но он действительно долгое время ждал Ивана IV, когда тот к нему явится, вассал явится к своему сюзерену, но Иван IV просто убежал из города, и он прятался на севере своей страны на тот момент, да, не дождавшись. Некоторые источники пишут о том, что в тот день, как раз когда запылала Москва 3 мая, был сильный ветер. Москва была деревянная, все, в принципе, посады, которые возле Москвы, они тоже были деревянными. И вспыхнул пожар. И действительно, пожар очень сильно разгорелся из-за того, что был сильный ветер в сторону Москвы. Даже московские летописи пишут о том, что не крымский хан поджег Москву, а Москва загорелась. И поэтому крымскому хану он вынужден был отвести свои войска в сторону, чтобы не подвергать их опасности. Но, конечно же, случилось то, что случилось. И вот как раз-таки вот в этом году была круглая дата такого похода Девлета-Герая к Москве, и он, в принципе, добился своих результатов. Он оставил своих послов, письмо к Ивану IV с тем, что если ты снова не возобновишь выплату налогов, и не будешь мне подчиняться, я снова приду к тебе, и ты должен будешь принести мне присягу. То есть, приблизительно такой был текст письма, который он оставил. И, в общем-то, получается, что Девлет-Герай добился своего. Но уже буквально в этом же году явились московские послы в Бахчисарай, не послы, а посланники, потому что они привозили, в общем-то, больше налоги, да, и они не могли себя именовать послами. И тогда, конечно же, покаялся, Иван IV официально покаялся, но тем не менее он никак не мог свыкнуться с той мыслью, что он потерял корону византийского императора, потому что были очень много вложено средств, сил и тому подобное, чтобы добиться этого права. И, в принципе, не отступился. И на следующий год то же самое случилось, то, что Девлет-Герай совершил поход, но здесь случилось так называемое Молодинское сражение, в котором якобы Девлет-Герай потерпел поражение. На самом деле Иван IV не собирался воевать с Девлетом-Гераем, только один из его князей предпочел сам инициировать поход, то есть сражение с ханом. Он буквально просто вероломно напал на лагерь крымского хана, окружив его и, в общем-то, нанеся удар. Но, тем не менее, говорить о том, что это Молодинское сражение, которое сегодня очень раскручено в Москве, в России, они очень часто говорят, как они смогли победить Девлета-Герая, крымского хана, и что после этого ни одного крупного похода крымских татар на Московию не было. На самом деле это все чистейшего неправда, потому что совершались и другие походы, и не только крымскими ханами, но и их колгами, то есть наследниками, достаточно молодыми людьми совершалось, то есть прекрасно могли пересечь этот рубеж. Ака был такой естественный рубеж, река Ака, и прекрасно доходили до Москвы. И естественно, что после этого Московия не прекратила выплату своих налогов в Бахчисарай, в казну крымских ханов, она даже увеличила, и Ивану Грозному нужно было как-то загладить свою провину, то, что свою то есть без его ведома совершил поход этот самый князь Воротынский, и надо было как-то этот момент сгладить, и Иван IV даже предложил увеличить налоги. Ну и возвращаясь к сегодняшним событиям, мы знаем, в истории в период Крымского ханства было много побед. После 1783 года крымские татары не хотели жить под протекторатом северного соседа. И сегодня мы видим, в истории очень много повторяется. Могут ли быть в истории все-таки форс-мажоры? Есть ли положительный финал сегодняшних событий? Или как история, как это видите? Конечно, могут. Тем более мы сегодня живем в такое совершенно непредсказуемое время, когда в один момент, в один день может поменяться все. На самом деле это же больше и геополитические такие определенные игры, которые происходят. Форс-мажоры случались, и мы это знаем не только по истории Крымского ханства, крымских татар, мы это можем и в мировой, в мировой практике это наблюдать.
Конечно же, я верю в то, что в самое ближайшее время Крым обязательно вернется в состав Украины. Возможно, это будет совершенно иной Крым. Это будет крымско-татарская автономия, как мы того все хотим. И, в общем-то, я верю в это и верю, что это случится уже в самое ближайшее время. А я рекомендую нашим зрителям обязательно прочитать книгу Гульнары Абдулаевой «Крымские татары. От этногенеза до государственности». Здесь можно познакомиться с историей крымских татар и тем самым лучше узнать историю крымско-татарского народа, узнать о том, что у нас было очень много связей. И, Гульнара Ханум, ожидается ли презентация книги? Да, мы сейчас ждем украиноязычную версию. После того, как выйдет украиноязычная версия книги, будет обязательно презентация. И более того, хочу сказать, что на русском языке книга будет и в Крыму в самое ближайшее время. И где можно приобрести книгу? Я надеюсь, что в крымско-татарских магазинах, в том числе я надеюсь, что будет и в Хазине. Поэтому в самое ближайшее время обращайтесь. Я надеюсь, что там она будет скоро. И для украинских зрителей также расскажите, где можно приобрести книгу. Книга, в общем-то, продается во всех книжных интернет-магазинах, в книгарне Е в первую очередь, и, в общем-то, на Якоба, Розетки, то есть везде можно купить, и также на рецепции телеканала АТР. Ну а мы заканчиваем наш эфир, и я напомню, гостем нашей программы была автор очень многих книг, крымско-татарский историк и автор вот этой прекрасной книги «Крымские татары. От этногенеза до государственности» Гульнара Абдулаева. Будьте с АТР, информационную программу «Бугунь» продолжат мои коллеги. Сенденішме мұрадын үшін болса, өмірінде әр шейін юртшын олса. Барсын yıllar айлансын білгеніндей, барсын yolun шашырсын yıldız, күн, ай. Сен айланма достчығым, ақ yolundan, doğru қара, iç ürkme сақ солundan. Халқа байрам шенліклер болған екен, ят еллерге оңғанлық толған екен. Сен ұнытма, сүрінмек ек олғанын. Ақ yolunda ялнызның бек болғанын. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Яратаным, Allah'ım, 99 ismin var. Ya Rabbim, Kırımlarga isteklerini bir yutunda devletlerini. Senden hayrı yok kimsemiz. Vatan için dua etemiz. İmdad bekle, Kırım hürmette. Rahim eyle açsın hizmette. Bizni Kırım'da yarattın, yardımın ile. Sürgünden kayttık. Endi halkımız Kırım'ında devletli olsun ve
ватанымызға. Біз үшін азиз Қырымымыз, так мұнда açsın бақтымыз. Сенден хайры yok anlayacak. Yaratanım aç bізге хучақ. Қырымларға elini uzat. Yardım ver ya Rabbim. Bir bізге imdat. Bu aziz toprak ecdadım yeri. Қырымларының tükenmez yeri. Adda bizlerini vatanımızға. Sayıp alayıq Қырымызға. Қырымлар kalbi tek sana eman. Ecdatlar yerini bağışla. Amin. Озым өзіме эм аким, эм лукман эким. Кендім кендіме құтылыш, теселі де озым. Алдым дереже, энімні бойымны өлчедім. Озым озымны, 5 ененен орып қойдым. Дақ топесын ортмек üçün керек неже томалақ. Юнны ағартсаң тінтсең, Yıpım olacak yumuşak. Bak, güneşke aldanıp, dağda açtı ağbardağ. Onun başına daha nice karlar yağacak. Hardan ap-ak uzak bayırının topesi, kış ayının cilvesi ağbardağ kokusu. Ordım ozumnu ve soktum, tomalak ettim. Umut dünyasıdır bu. Umut dünyası. Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 4 часа в этой студии с гостями мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня. Я напомню нашим телезрителям, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссера периодически выводят номер телефона +3 807 103 419 41 58. Звоните к нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Можете присоединяться по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы. Ваш голос важен для нас. Подписывайтесь на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров в записи. Выкладываем все наши программы в записи. И не забывайте подписываться на наш сайт atr.ua, поддержать телеканал АТР. Вы можете, подписавшись на наш Patreon. Сегодня ваша поддержка помогает нам продолжать работу на информационном фронте. А я наш эфир хочу начать со следующего информационного сообщения. Первый заместитель министра иностранных дел Украины Мнеджи Пар сообщила, что в крымских санкционных списках находится около 5500 физических и юридических лиц. Об этом она сказала во время международного круглого стола «Политика деоккупации Крыма и роль санкций», сообщают в пресс-службе Министерства иностранных дел України. Давайте послушаем их цитату. Саме санкції разом із міжнародною політикою невизнання спроб Росії легітимізувати окупацію Криму поряд з політикою міжнародної ізоляції Кремля здатні вплинути на поведінку країни-агресора. Санкційна політика стала зрештою вагомим і, мабуть, єдиним ефективним важелем для невійськового стримування Росії. Це також значні втрати надходжень до державного бюджету Російської Федерації, які Кремль міг би використовувати для подальшої модернізації своїх озброєнь.
Віктор Таран, політичний аналітик, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Вікторе, вітаю вас, салям алейкум. Вітаю вас. Пане Викторе, только что послушали цитату первого заместителя министра иностранных дел Украины имени Джипар относительно санкционных списков и людей, которые находятся в них. Скажите, вот насколько персональные санкции эффективно бьют по России? Ну, мені особисто здається, що персональні санкції – це гарний і дієвий спосіб тиску, але не в контексті Російської Федерації. Тому що в Росії ми знаємо зовсім інше ставлення до цінності людського життя, до цінності людини. Воно там нульове. І якщо Путін буде знати, що на когось із його там оточення наклали санкції, але це нічого для нього не буде означати, там же ж, як там лозунг, постраждав за отечество, молодець. Тому я вважаю, що це добре, що ми нагадуємо нашим міжнародним партнерам про цю проблему, добре, що вони тривають, але набагато ефективніше будуть економічні секторальні санкції. Пане Виктор, мы видим, что с каждым годом ситуация на территории временно оккупированного Крыма и Донбасса ухудшается. Если взять Крым, то милитаризация полуострова продолжается, репрессии продолжаются. Но вот санкции, которые были введенные западными странами против России, вот с 2015 года такими же и сохраняются. Как вы думаете, почему не радикализируются санкции с радикализацией агрессивных действий России на оккупированных территориях? Тут декілька причин. Одна із причин полягає в тому, що Росія протягом 16-17 року активно працювала на корупцізації західного істеблішменту. І досить вдало. Ми, наприклад, бачили ситуацію в парламентській асамблеї Ради Європи, досить дивні голосування. Ми бачимо заяви окремих політичних лідерів європейських, там, Австрії та інших країн. Тому і стосунки з Італією, з іншими країнами можна продовжувати. І такі персональні відносини дозволили Путіну унеможливити подальше загострення санкцій, посилення санкцій. І, на жаль, те, що ми зараз спостерігаємо і в Європі, це і запуск, імовірний запуск Північного потоку-2 і все інше, воно особисто мене не надихає на великий оптимізм, що санкції будуть посилитись. Ну і крім того, Україна себе веде досить дивно. Ми знаємо, що Україна в тому році закуповувала електроенергію в Росії, зокрема, це скандал. І в таких умовах пояснювати європейцям, що ви повинні посилювати санкції під час, коли Україна торгує з Росією офіційно, досить складно і проблематично. Тому тут треба міняти і свою політику українську, бути більш жорстким в питаннях торгівельних відносин з Росією, и только тогда можно вымогать далее посыльные санкции. А какие аргументы должна приводить Украина в разговоре с нашими западными партнерами? Для початку Україна має зробити так, щоб до нас не ставили питання. Бо на кожен аргумент України буде дуже просте питання. Ви ж купляєте електроенергію в Росії? Купляєте. Чому ви від нас вимагаєте більшого? Там, чи інше? Чи бітум в Білорусі і в Росії? Все, тобто аргументи закінчені. Тому тут треба повністю нова стратегія економічна. І яка б мінімізувала і показувала б в динаміці, що ми, якщо купляємо, то критичний імпорт у росіян. И тогда это был бы аргумент для европейцев. Да. Пане Виктор, вы затронули тему Крымской платформы. Стало известно, кто будет представлять Францию на саммите Крымской платформы, а именно посол Франции в Украине сообщил о том, что Францию на Крымской платформе представит министр иностранных дел Французской Республики. Давайте послушаем его цитату. Скажемо це ще раз, що Крим не є частиною нормандського формату і мінського процесу. Тому так ми будемо представлені. Наш міністр закордонних справ пан Ле Дріан представлятиме Францію як на саміті Кримської платформи, так і на святкуванні 30-ї річниці незалежності України. Это высокий и достойный уровень. Ну, в принципі, так. Тобто, якщо Франція президентська республіка,
Якщо дивитися по вертикалі, президент, прем'єр-міністр і далі міністр закордонних справ. Да? Це та людина, яка відповідає за зовнішні зв'язки. Тобто це людина, яка стоїть в ієрархії високо, і це та людина, яка може і повинна оголошувати політичні заяви як на Кримській платформі, так і під час Дня Незалежності. У нього на це всі повноваження. І я думаю, дуже було б важливо, щоб українська влада і українська опозиція, і активісти, і люди, які переживають за ситуацію з Донбасом та Кримом, ми правильно би вчинили певний інформаційний тиск, щоб добитися від пана міністра правильних заяв. І, можливо, якщо ми піднімаємо питання посилених санкцій, про яке ми говорили на початку програми, можливо, навіть варто перед ним поставити пряме питання, чи готова Франція до посилених санкцій, економічних санкцій. І, повторюсь, у міністра закордонних справ достатньо повноважень дати позитивну відповідь і потім працювати над його імплементацією. Це не заступник міністра, не знаю, там, енергетики, який приїжджав на інавгурацію до Януковича, да, там, чи міністр розвитку сім'ї та спорту. Ні, це людина, яка відповідає за зовнішній вектор. Пане Виктор, вы выше сказали, намекнули на то, что вы не очень позитивно смотрите на результаты Крымской платформы. Почему такой скепсис действительно и у многих аналитиков? Тому що я вважаю, що Кримська платформа, вона відіграє дуже важливу роль в інформаційно-пропагандистській війні, яка триває між Україною та Росією в рамках нинішньої гібридної війни. Ми піднімаємо питання теми Криму. Ми не даємо її забувати. До нас приїжджають шановані люди з європейських країн, які входять в керівництво країни в естеблішмент. Ми можемо отримати від них певні гарантії підтримки України. Це дуже добре, але, на жаль, на мою думку, треба більш серйозніші дії для того, аби Крим повернулося. Тому що, якщо результатом саміту буде просто чергова декларація, що Крим – це Україна, це добре. Але це не наблизить нас до повернення Криму. Для мене таким би результатом був би це ухвалення спільного рішення про посилення економічних санкцій. Або торгівельних санкцій. Оце для мене був би гарний результат. Поки що я такого настрою не бачу, що делегати готові за це делегувати. Тому у мене обережний скепсис. Но ведь с другой стороны, если Украина собирает такого уровня саммит, приглашает на различных уровнях министров, президентов тех или иных стран, то Украина ведь наверняка должна прийти сама с какой-то дорожной картой деоккупации Крыма и предложить сама, как она видит этот процесс, чтобы те присоединились к нему. Дивіться, давайте визнаємо об'єктивно. В світі немає прецедентів, коли деокупація відбувалася шляхом дипломатичних переговорів. Немає. Деокупація відбувалася виключно шляхом тиску на агресора. Або військового тиску, або санкційного тиску. І коли у агресора ціна питання виростала, що вони не могли отримати, вони просто йшли з цих територій. Бо військовим, інший шлях, військовий. До військового, воювати з ядерною державою, після того, як, до речі, Крим зараз мілітаризувався, тут завели додаткові військові контингенти, це мало реально, були об'єктивні. Це колосальні людські жертви, на це ніхто не піде. Тому тільки посилення тиску. Дипломатичними переговорами, самітами, форумами, побачте, це неможливо. Це моя думка, я історик і за Першою світою я можу це довести на конкретных исторических прикладах. Да, кстати, просветите меня, пожалуйста, пане Виктор, а после Второй мировой войны был ли такой прецедент, что в связи с санкционным давлением та или иная страна уходила с оккупированной территории? Ми можемо навести приклади, коли розпадалася або Британська імперія, або Бельгійська імперія, чи Французька, коли відбувалася, до речі, чи Радянська імперія, там відбувалася комбінація. Був санкційний тиск, чи, наприклад, проти СРСР з часів Афганістану, афганської війни, а також були внутрішні протести, які відбувалися всередині країни. Це було на прикладі країн Британської імперії. До речі, там на Британію або Франції. До речі, нагадаю, проти Франції так само чинився тиск. Він був від їхніх партнерів. І всередині країни так само були протести.
які, до речі, призвели до того, що уряд тоді Де-Голля пішов у відставку, нагадаю. Да? От. Але тут був ще дуже великий фактор, що місцеве населення так само чинило не обов'язково збройну боротьбу, да? Вони виходили на протести. Згадаємо, в Індії, це страйк в Бомбеї моряків там, ну, чи інші країни. Тому це має бути колективна гра. Тільки санкціями прецедентів немає. Вот если говорить о последних недавних исторических событиях, наверняка, которые будут прописаны золотыми буквами в учебниках истории, это вот история с освобождением Карабаха, карабахского конфликта. И вот многие аналитики начали сравнивать и экстраполировать опыт Карабаха на Донбасс и на Крым. Ведь там тоже были Минские соглашения, которые длились 26 лет, и в которых, кстати, принимали участие такие страны, как Соединенные Штаты Америки, Франция. Да? Вот по-вашему, пане Виктору, насколько правильно и корректно опыт Нагорного Карабаха экстраполировать на Донбасс и на Крым? Ну, ми тоді можемо згадати ще і операцію «Буря», яку робила Хорватія проти Сербії. Тобто, теоретично це можливо, але тоді нам треба до цього системно готуватися. І так само, як це робила, наприклад, саме Хорватія чи робила Туреччина, вони повністю модернізували армію. Вони заручалися сильними союзниками. Якщо брати Азербайджан, то вони заручилися підтримкою Туреччини. Ну, ми ж об'єктивні в тому, що Туреччина надавала не тільки військову підтримку, але й надавала підтримку дипломатичну, а дехто вважає, що, ну я принаймні читав, доказів немає, що нібито навіть давали загони найманців, які проходили, ну, і які воювали на стороні Азербайджану. Тобто, якщо Україна буде готова до такого сценарію, то тоді вона повинна до нього готуватися повноцінно. Як мінімум, вже починає... Туреччина, до речі, теж може виступити союзником в цій історії. От. Але тоді до цього треба готуватися роки, бути системним, модернізувати армію. А про яку модернізацію армії можна говорити, коли станом на сьогодні зірвані всі оборонні закупки для армії в цьому році? Це ж відомий факт, я не видумаю. Тобто армія зараз, ми не те, що не модернізуємо, ми навіть не можемо забезпечити тим, що треба, необхідне. Тому сценарій цікавий, сценарій можна розглядати, але тоді треба, щоб керівництво держави повністю поміняло свій і риторику, до речі, риторику нагадаю, що Азербайджан постійно повторював, що Вірменію ми повернемо, в тому числі з цілим сценарієм, і повністю поміняти відношення до армії і до реформування армії. Ну і, звичайно, це тоді треба займати таку, знаєте, тактику, знаєте, там, скорпіона, сидіти і чекати потрібного моменту, коли вдарити. Пане Виктор, еще вопрос, который я хотела с вами обсудить, это, конечно же, кадровые изменения в правительстве Украины. Сегодняшняя, как известно, Верховная Рада Украины приняла отставку министра внутренних дел Арсена Авакова. Я напомню нашим телезрителям, что он был главой МВД более 7 лет. За проголосовал 291 народный депутат. И на посту министра внутренних дел он предложил смены нескольких премьеров. И работал, я напомню, Арсен Аваков при двух президентах, Петре Порошенко и Владимире Зеленским. И сейчас озвучивается, значит, потенциальная фигура на должность министра внутренних дел Украины. Это Денис Монастырский. В Слуге народа сообщают, что уже завтра Верховная Рада должна проголосовать за его назначение. Пане Викторе, для начала, насколько для вас стало неожиданным решением Арсена Авакова подать в отставку? Что это означает для України? Ну, буде об'єктивним, що рішення про відставку, воно було неочікуване для більшості політичних аналітиків та експертів і політиків, які спостерігають за політичним життям, тому що ніщо не передвіщало таких різких рухів. Да? Тобто, були певні питання, були проблеми, були неузгодженості з Банковою, але потім в 7 років Арсен Аваков був і в гірших ситуаціях, і інформаційних, і медійних, і він залишався на посаді. Тому мені здається, що конкретно в цій ситуації не Авакова пішли, а Аваков пішов. Він прийняв рішення піти
І для цього в нього були свої певні мотивації. Які ці мотивації, ну, тут ми можемо про це дискутувати, але, повторюсь, на мою думку, це було його рішення. І хоч воно формально оформлене як спільне рішення між Зеленським та Аваковим. Вот относительно мотивации. Я в эти дни читаю различные аналитические статьи, комментарии в Фейсбуке многих аналитиков, политиков. И вот, знаете, мнения разделились, и часть говорит о том, что Аваков вот что-то почувствовал. И это вот его отставка, это вот сейчас такое затишье перед бурей на фоне запуска Северного потока-2, на фоне настаивания со стороны Ангелы Меркель имплементации формулы Штайнмайера и так далее. Согласны ли вы вот с такой позицией некоторых политических деятелей и аналитиков? Ну, я теж про це писав у своєму Фейсбуці. Я б додав би сюди ще ймовірні протестні акції на осінь, які запланувала опозиція у зв'язку з підвищенням тарифів та, скажімо так, запуску ринку землі з великими корупційними ризиками, да, що вже призводить до протесту селян в регіонах. Ну і ще б додав би ймовірне бажання Офісу президента скинути на Авакова провали у справі убивства Павла Шеремети, да, ситуацію з Ріфом Антоновим. Я нагадаю, що 20 липня буде рівно 2 роки, як Ріфа Антонова Кузьменка посадили за грати, і дехто вважає, що 20 числа мали оголосити про відставку Авакова. Ще називають версії, що останні арешти депутатів «Слуг», яких ловили в стані наркотичного сп'яніння, і що Аваков відмовився їх відмазати, та навпаки складав там на них повноцінні протоколи. Да? І ми зараз знаємо про Брагера, про Юрченка, ми знаємо ці всі скандали. Тому я думаю, що однієї версії тут немає. Думаю, це, знаєте, в футболі називається перебір жовтих карточок і перебір інформації. Думаю, що Аваков зрозумів, що ситуація погіршується, він як політична тварина за Аристотелем, це позитиві, да? Яка володіє колосальним досвідом та інтуїцією, вона зрозумів, що зараз піти краще зараз, самому, в середині липня, тихенько, да? І перечекати, поки ці всі хвилі цунамі пройдуть, включаючи ті, які ви називали. А на осінь можна буде повернутися в ту чи іншу політичну команду, в ту чи іншу політичну гру. І повірте, Аваков з його досвідом, зв'язками в правоохоронних органах, фінансовими можливостями, зв'язками в Харківському регіоні, не тільки, це потужна фігура, яка посилить будь-яку команду, і який буде ще вистрибуваний. І я не виключаю навіть, можливо, в команді Зеленського знову. А пане Виктор, вот какая ваша оценка? Вот какой был Арсен Аваков на посту министра внутренних дел? Ну дивіться, а якого ми Арсена Авакова оцінювати? Вам оцінювати Арсена Авакова 14-15 років, який робив добробати, який зберіг Харків від сепаратистів, да, які там, чи який штурмував Слов'янськ, який починав реформу поліції і дорожньої патрульної служби. Чи вам оцінювати Авакова 16-17 року, коли починаються перші скандали в міністерствах, коли там з'являється керівником апарату Чеботар, коли виникають скандали з різними закупками, коли призупиняється люстрація і грузинський десант, він там зі скандалами намагається піти з МВС. Чи вам оцінювати Авакова з 18-19 року, коли він вже тоді був ближче до уряду Гройсмана, і він, по суті, був одним із тих, хто забезпечив чесні та прозорі вибори, він не дав розвиватися жодним, ну скажімо так, брудним схемам на виборчих кампаніях, не дав нікому. Його чи оцінювати його разом уже в команді Зеленського. Там були, і тут ми можемо згадати як позитивні моменти. Це повністю реформа Державної національної служби та модернізація. Вперше за багато років. Да? Тепер наша ДСНС – це Державна служба національної ситуації. Одна з найкращих в Східній Європі. Але з іншого боку, дивні справи проти активістів. Да? Ми згадуємо побиті двері на Банковій, да? І вже справу Ріфа Антоненка. От, бачите, от я вам називаю ті речі, з яким, ну, і ще можна сказати, там, Кагарлик там, чи інше. От бачите, ми бачимо таку багатогранну річ, і бачимо 50 відтінків сірого і білого-чорного.
Він як потужна, сильна фігура за ці роки набрався різного. Тому оцінюйте кожен самостійно його. Але, на мою суб'єктивну думку, він ще не зіграв свою основну партію, і він ще своє зіграє, і по цій останній партії будемо його оцінювати. Многие политические деятели, которые обвиняют президента Украины в узурпации власти, и в частности, вот недавно в моем эфире был экс-министр социальной политики Андрей Ерева, и он оценил крайне негативно отставку Арсена Авакова, и говорят зачастую о том, что таким образом сейчас весь силовой блок уже будет под руководством непосредственно президента Украины. Есть ли у вас такие опасения? И во что это может вылиться? Я погоджуся, про це написав прямо на Фейсбуці, про те, що відставка Авакова – це забрали останній запобіжник від авторитаризму Зеленського. Він дійсно цього не давав, і коли починалося переслідування активістів Майдану, ті саме там Тані Чорновілці, за дивні справи, ДБР робили такі певні політичні просування, він виступав на захист майданівців. Давайте не забувати, це майданівський міністр. Тому, да, така небезпека існує. Але повірте, я б не став би її переоцінювати, тому що всередині МВС це ж однорідна структура. Там є Нацгвардія, поліція, там є люди, які пройшли війну на Сході, майданівці. Я не уявляю, щоб ці люди пішли б, робили б жорсткі репресії проти майданівців, якщо б це вуличні акції протесту. Тому там все дуже неоднозначно, і говорити, що це цілісна мономашина, репресивна машина, як це було за часів Януковича чи Кравченка за часів Кучми, однозначно ні. Це вже структура, яка може принести сюрприз Зеленському, якщо він захоче встановлювати остаточний авторитаризм. А как вам фигура Дениса Монастырского? Ніяк. Людина, яка... я Дениса не знаю, але, дивіться, є структура. Понад 300 тисяч чоловік. Державна служба надзвичайних ситуацій, Нацполіція, Державна прикордонна служба, міграційка, прикордонники, Нацгвардія. Да? І це ще не все перечислив. Так? Це в тому числі військові групування. І ними має керувати людина, яка не має жодного управлінського досвіду на рівні виконавчої влади, помічником народного депутата, а потім головою комітету, яка не з системи, а я нагадаю, Аваков системи. Давайте подивимося, хто були його батьки. Де він був, де вони служили, тому Авакова там зустріли по-своєму. І тут ставлять таку людину. Ми чудово розуміємо, що у нього дуже швидко почнуться управлінські факапи, і він повинен буде або повністю переформатувати міністерство, міняючи людей Авакова, наближених до Авакова, але тоді йому треба мати мінімум 20-30 управлінців високого рівня, які здатні будуть замінити цих людей. Або він буде спиратися на людей Авакова, і тоді він стає маріонеткою. Тому, як? Давайте почекаємо хоч би 3-4 місяці, подивимося на перші кроки. Але поки що я дуже скептично ставлюся до того, що він зможе в найближчі терміни стати тією людиною, яка повноцінно замінить Авакова і зможе повноцінно керувати такою величезною структурою, нагадаю, в складі якої понад 300 тисяч чоловік. А напрямки я вам назвав. Дійсно, подивимось на кроки. Пане Вікторе, ми з вами вже не упоминали про Донбасс, упоминали про формулу Штайнмайера. Вот спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию войны на востоке Украины, советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что формула Штайнмайера по урегулированию конфликта уже 7 лет как фактически имплементирована в украинское законодательство. Вот его цитата. Наші поправки до них не містять такої позиції, що спершу в ОРДЛО проводяться вибори, а потім Україні переходить контроль над кордоном. Усе навпаки. Але парадокс полягає в тому, що формулу Штайнмайера уже фактично імплементовано в українське законодавство. Вона прописана в законі про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, ухваленому ще у 2014 році 10-м пунктом. Вона там є.
Я напомню нашим телезрителям, что буквально несколько дней назад состоялась встреча президента Украины с канцлером Германии Ангелой Меркель. И не только он встречался с руководителями Германии, и на пресс-брифинге после встречи, переговоры длились более 4 часов, Ангела Меркель и Зеленским, Меркель заявила о необходимости имплементации формулы Штайнмайера в украинское законодательство, а также она сообщила, что желает, чтобы на оккупированной территории Донбасса были проведены выборы. А президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, призвал лидеров Германии и Франции надавить на Россию, чтобы ее руководители согласились на встречу в нормандском формате и завершили войну на востоке Украины. Сегодня стало известно, что пресс-секретарь президента России Песков заявил, что все лидеры нормандской четверки поддерживают идею проведения такого очередного саммита, однако конкретных обсуждений по срокам пока нет. Вот его цитата. Вы знаете, что все участники нормандской четверки говорят в пользу такого саммита, но конкретных прикидок по срокам пока нет еще. Также президент Украины на пресс-брифинге говорила о том, что ему нравится идея кластеров, которые уже акцептовала Германия, Франция и Украина. И сейчас эти кластеры находятся в России, и сейчас ожидается подтверждение акцептования со стороны России. Пане Викторе, давайте попытаемся вместе с вами понять и разобраться, о чем идет речь. Меркель говорит о формуле Штайнмайера. Президент говорит о том, что вот акцептован с 3 сторон, акцептованы эти кластеры. Понимаем ли мы, что включают в себя эти кластеры? Потому что ни формулу Штайнмайера, ни эти кластеры в виде документа здесь мы не видели. Мы видели какие-то сливы в средствах массовой информации России, но вот никто не видел никакого документа по этим 2 кластерам и Штайнмайеру. Що це? Ну, ви абсолютно праві, їх ніхто не бачив. Більше того, пан Арестович, ця заява, яку ви процитували, вона свідчить, що або Арестович помиляється, бо він просто не розбирається в процесах, або він свідомо вводить в оману, з метою перекласти відповідальність Зеленського. Говорячи, Зеленський не винен в тому, що він має імплементувати це, бо це нібито було при попередній владі. Я нагадаю, формула Штайнмайера з'явилася після так званого Мінська-2, а Мінськ-2 був у лютому 2015 року після Дебальцева. Тому про який 14-й рік він говорить, про 10-й пункт, коли тоді про це і не говорилося. Тобто тут різниця півроку подій. Тому повторюсь, тут заява, для мене, я розумію, що він просто хоче прикласти відповідальність Зеленського. Це логічно. Він має його захищати як речник. Але це шкодить країні, тому що замість того, щоб чесно сказати, що, друзі, ці кластери ніхто не бачив, ба більше того, сьогодні пан Гармаш, Сергій Гармаш, який є членом тристоронньої групи української, теж заявив, що він не бачив цих кластерів, які нібито, як заявив Єрмак, уже погодила Україна. Тобто я так само не розумію, про що йде мова. Я бачив 2 зливи в ЗМІ. Це російський, це Сурков в лютому цього року, і французько-німецький кластери. І там дійсно передбачається, що спочатку відбуваються вибори в ОРДЛО. Навіть так, чого приймається закон, якого ще немає, до речі, в Україні. Тому має прийнятися закон, потім амністія, потім формування військових парамілітаричних угрупувань, які будуть на базі бойовиків, які будуть зберігати мир та контроль за виборчим процесом, потім вибори і лише потім повернення контролю з боку України за україно-російським кордоном. Так прописано в кластері російському і франко-німецькому. Но мы ведь не можем на это пойти. Звичайно, ні. Тому до мене дуже багато питань, що саме Єрмак погодив, про що вони говорять. І чому вони брешуть, коли говорять, що це було імплементовано в українське законодавство в осінь 2014 року. Бо цього не було. Так? Але це чергова брехня з Офісу Президента, так я не здивований. На жаль. Тобто, і тому підсумовуючи, давайте дочекаємося хоч якогось документу. Давайте почекаємось
щоб ми показали той кластер, який ведемо ми. До речі, я не виключаю, що Офіс президента просто боїться показати ці кластери, бо якщо там дійсно те, як ми зараз проговорили, то дійсно нас чекають вуличні протестні акції. І тут ми вертаємося до теми нашої розмови, чому пішов Аваков. Ну, це просто, бо він не хотів перетворитися на жандарма, який мав би розганяти ці протестні акції. Що, в принципі, цілком логічно. Но ведь Ангела Меркель по поводу формулы Штайнмайера, насколько я понимаю и насколько я прослеживаю, ничего нового не сказала, потому что формулу Штайнмайера утвердили в коммюнике еще в 2019 году, разве нет? Дивіться, формула, як такої формули Штайнмайера не існує. Да? Її придумали росіяни, це російський наратив, і вони його активно просувають. Да? І тому дуже погано, що на цей наратив повелася українська влада. Крапка. Да? Тобто давайте називатися іменами. Ні в Мінську 1, ні 2 не було. Це колись свій час міністр закордонних справ СДЕК Штайнмайер, він оголосив, що це може бути так і може. Да? Тобто під російські лекала. Тому Україна може повним право піднімати питання про її нереалізацію. І Зеленський мав такий шанс в грудні 2019 року в Парижі. Чому він цього не зробив публічно ще раз, а замість цього підписав комюніке, для мене не зрозуміло. Сейчас, как нам видится, как мне видится, Минские соглашения, нормандский формат находится в патовой ситуации. С одной стороны, наши партнеры по нормандскому формату настаивают на имплементации этой же формулы Штайнмайера, этих кластеров, которых мы, к сожалению, не видели. На это пойти мы не можем, потому что это идет вразрез с нашим национальным интересам. Если говорить о новом каком-то формате, на это не соглашается Россия. Вот как вы думаете, что может сработать как дефибриллятор над нормандским процессом, над минским процессом, чтобы он в каком-то виде уже начал двигаться вперед, понятно, по нашим интересам? Ніщо. Дивіться, я вам поясню. Дивіться, ми чомусь вирішили, що має бути так, як хоче Україна. Насправді зараз вже відбулася певна, судячи із заяв, є чітка коаліція між Францією та Німеччиною та Росією в тому, аби на умовах Росії нам впихнути Крим. Да, в тих умовах, про що ми говорили. Чому? Все дуже просто, тому що є інші загрози. Є загроза Китаю і за те, щоб Росія стала на бік Америці в цій війні, да? Значить, Америка має надавити на Україну. Да? Це певні негласні переговори. Є ризики Талібану, який зараз активно захоплює Афганістан і за деякою інформацією виходить на кордони Таджикистану та Узбекистану, погрожуючи там кордонам східним. І Росія так само говорить, що якщо я буду воювати з Талібаном, да, то я тоді маю з України питання закрити на наших умовах. Тому всі аналітики говорять про одне. Найближчим часом посилиться тиск з боку Франції, Німеччини та Америки на імплементацію Мінська на умовах Росії. Це говорять всі міжнародники. Запад нас сливает, получается? Ні, ми самі сіли Запад, коли сказали, що ми дружимо з Китаєм. Коли ми заявили, що ми хочемо дружити з Китаєм, впроваджувати тут китайську модель управління, коли лідери наших партій починають зніматися в відеороликах до сторіччя Комуністичної партії Китаю, то наші європейські партнери так роблять. Як? Тобто ми робимо самі такі кроки. Ми відмовляємося, да? Ми робимо дуже дивні заяви. Ми розказуємо, наші спікери від влади розказують про зовнішнє управління з боку європейців, да, а потім ми дивимося, а чому ж Захід не хоче за нас воювати? Ми купуємо електроенергію в Росії, ведемо торгівлю з Росією. Потім питання, а Запад нас сливає? Ні, ребята, не так. До 19-го року була сильна, потужна позиція, яку тримала Україну. І Україна не гралася з Китаєм, Україна купила електроенергію чібітом в Росії. Да? Ми чітко називали, хто є хто. Да? Ми чітко говорили, що Китай порушує права уйгурів. Ми не обіцяли Китаю безвіз. Ви знаєте, що зараз Зеленський домовився з Китаєм про безвіз. Жодна країна світу цього не робить, бо розуміють загрозу з боку Китаю. І в цій ситуації, коли ми повністю зливаємося під Китай, Захід каже, окей,
Вперед, друзья! А как это повлияет на наши отношения с Соединенными Штатами Америки? Потому что для Соединенных Штатов Америки первым вызовом как раз стоит Китай. Погано. І тому зараз, наскільки мені відомо із відкритих джерел, питання візиту до Зеленського, якщо він не переноситься, то навіть якщо він відбудеться, це буде такий, знаєте, ну формальний там «Привіт, друг Вова, привіт, друг Джо, давайте сфотографуємося. Ми вас будемо підтримувати в вашій боротьбі з корупцією, а ви будете підтримувати нас». Остання заява американців вже продемонструвала, що вони не задоволені Зеленським. Заява про те, що в Україні через корупцію втрачається 40 мільярдів доларів, це третина ВВП, це найжорсткіша заява, яка була за часів від Кучми, якої пам'ятаю. Згадайте, про Порошенко яка була заява? Той самий Байден робив. В країні є корупція, яка роз'їдає її як язву, да? В парламенті. Треба боротися. Ну, тобто це такий метафоричний образ. Да, ми розуміємо, що є корупція, боріться. При Януковичу, там, боріться з корупцією, рухаємося. Заяви від першої особи Держдепу, що в Україні з конкретними цифрами розкраданнями такого не було. Це свідчить про різке незадоволення американцями. І в цій ситуації, якщо ми зараз не налагодимо стосунки, то нам буде дуже складно отримати підтримку і допомогу Україні в боротьбі з Росією. І в тому числі за повернення Криму. Ми це повинні розуміти. Шкода, що цього не розуміє Зеленський. Сегодня как раз должна состояться встреча канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом США Джозефом Байденом. И интересно, вот будет ли там подниматься вопрос Северного потока-2? Почему спрашиваю? Потому что как раз-таки российский газопровод не остался в периферии переговоров Зеленского с Меркель. Буде, але я поки що гарних новин для України не бачу. То есть мы Северный поток уже полностью потеряли, это понятно. То, что его достроят, уже понятно. Но, как вы думаете, после 2024 года, когда заканчивается наш контракт, что ждет Украину и будет ли Запад, в частности Германия, каким-то образом содействовать вопросу сохранения какого-то объема газа транзита через Украину? Ну, какого-то объема будет, да, вот. Що там, 5, якісь мінімальні для того, щоб система не померла, буде, ми ж обіцяли. Але в тих об'ємах, як це було, там 20 мільярдів кубометрів, 40 мільярдів, всього не буде. А росіянам і німцям це не вигідно, німцям в першу чергу. Тобто для чого вони будували цей потік? Явно, щоб заробляти. І для чого їм тут Україна? Єдина гарна новина, яка може в них бути, це, я не знаю, чи ви про це встигли поговорити. Сьогодні було дуже гарне рішення Європейського суду по Північному потоку-1, да. Який виграла польська сторона. Вони зобов'язали тепер, щоб Північний потік-1 наповнявся лише на 50% російськими вуглеводами. І там дуже цікаве рішення, дуже цікава мотиваційна частина, яка говорить, що порушується принцип солідарності, доброчесності, коли тільки «Газпром» і Німеччина експлуатують цей провід. Дуже цікаве рішення. Але це рішення було ухвалено, дивіться, у 2011-му побудували, в 2016-му почалися проблеми, 21-й, це через 10 років. Через 10 років від початку запуску Північного потоку-1. І то в зовсім інших політичних умовах. Тоді, можливо, через 10 років після запуску, можливо, ми будемо мати якесь рішення суду. Але це не точно. Ще раз. Да. Нагадаю, Північний потік був добудований за останні 2 роки. Це дуже легко перевірити відкриті джерела. Він будувався, майже весь побудований за останні 2 роки, не за попередню владу, при цій. Ми прозівали цей момент. Мы прозевали этот момент, когда можно было тестить. Скажите, а не разделяют ли наши угрозы все же в европейских странах относительно энергетической и территориальной безопасности? Или они вообще не видят вот такую опасность? Дивіться, як ви думаєте, а що для них більше небезпека? Китай, проти якого зараз об'єднуються Європа і Америка, які починають зараз створювати великий інфраструктурний процес, який вони називають виклик «Одна країна, один шлях». До речі, остання заява пані Меркель. Вони приймають оперативно 6 країн Балканського регіону в ЄС. Албанію,
Північну Македонію, Сербію, Чорногорію. Це заява була на цьому тижні, кілька днів назад. Чому? Так і прописують негласно. Пояснюють, у зв'язку з тим, що Китай настільки сильно зайшов на ці території, ну ми знаємо кейс Чорногорії, да, з кредитами китайськими, що вони розуміють, що треба рятувати ці країни і готувати єдність, да, проти Китаю. І в цій ситуації вони будуть діяти дуже прагматично. Врятувати може тих, хто хоче врятуватися, і ту кількість, що може врятуватися. Якщо Балкани хочуть до Європейського Союзу і хочуть інтегруватися, вони будуть рятувати. Якщо Україна не хоче, а хоче йти до Росії, там, не знаю, один народ, один, там, як вони там, частина каже, чи як влада каже, яка різниця, чи до Китаю, то європейці кажуть, окей, хлопці, це ваш вибір. Це ваш геополітичний вибір. Тому кожна заява уряду, яка зараз робиться, вона шкодить Україні і дає підстави друзям Путіна говорити в Європі, що друзі, та ми б не проти з Україною дружити, та вона сама не хоче. Ну, от подивіться на них самостійно. От в чому найбільша проблема. Розумієте? Тобто, не можна врятувати того, хто не хоче врятуватися. Позиция Соединенных Штатов Америки по этому вопросу сейчас изменилась. До этого, во время каденции Трампа, руководство Соединенных Штатов Америки выступало категорически против этого российского газопровода и всячески пыталось санкциями надавить. А сейчас Байден отказался вводить новые санкции против Северного потока-2. И очевидно, что он не хочет подвергать такому тест-драйву отношения с Германией. Правильно я понимаю? Так. Тому що на фоні зіпсованих стосунків між Німеччиною та Америкою, які були в тому числі зіпсовані за часу Трампа, необхідно щось дати і показати, що Німеччина далі сильна. І там не тільки поступки по Північному потоку-2, там ширший комплекс, там в економіці, там ширші речі будуть робитися. Тому що Америка розуміє, що Німеччина їм потрібна в геополітичному протистоянні із Китаєм і в ситуації з Росією. І в цій ситуації Німеччина їм ближче. Ще раз, геополітика – це прагматизм. И, пане Виктора, последний вопрос. Что делать Украине после 2024 года? Не превратится ли наша газотранспортная система в индустриальную руину? Я боюся, що вона перетвориться раніше. Тому що Росія – це та країна, яка порушує всі міжнародні договори. І це означає, що навіть той договір, який вона заключила про обов'язкову прокачку певної кількості об'ємів газу до 2024 року, вона його може порушити. Причину вона знайде 101 причину. Не знаю. Сонечко засяяло, у Путіна той настрій, бандерівці окупували частину газопроводу, дають можливість поганяти газ. Я не знаю, Росія придумає привід. Да? Тому я боюся, що вже з наступного року нас чекають різке зниження подачі газу, при умові, звичайно, при умові, що осінню запуститься повноцінно газ. І наші партнери, які ще борються, це Польща, це країна Балтії, ми маємо подякувати, окремі конгресмени, які реєструють поправки в Конгресі США, ви правильно кажете, Байден не хоче, а ви не хочете його заставити. От якщо наші союзники, звичайно, не втримують, буде сподівання на них і все-таки вдасться. Якщо цього не вдасться, то повірте, це перетвориться в рухи набагато швидше. Дякую вам дуже, пане Вікторе. Чохсал, у нас Віктор Таран, політолог, був з нами на прямом зв'язку. Ташикюрлер. Я хочу перейти к следующей не менее важной теме, к теме, которая очень активно сейчас обсуждается в средствах массовой информации, а именно статья президента России Путина о историческом единстве русских и украинских народов. И президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал эту статью. Он в ответ на статью президента Путина о братских народах Украины заявил, что у Путина нет времени на личную встречу в нормандском формате, но есть время для написания больших статей. Давайте послушаем цитату президента. Уверен, что настоящая суверенность Украины возможна лишь в партнерстве с Россией. Наши духовные, человеческие, цивилизационные связи формировались на протяжении веков, восходят к тем же истокам, закалялись совместными испытаниями, достижениями и победами. Наше родство передается из поколения в поколение. Она в сердцах, в памяти людей, живущих в современных России и Украины, в кровных узах, которые объединяют миллионы
наших семей. Вместе мы всегда были и будем многократно сильнее и успешнее, ведь мы один народ. Президент РФ вже почав писати українською мовою. Значить, ми все правильно робимо. У мене не було часу прочитати всю статтю, бо вчора у мене були важливі зустрічі. Частини, які я прочитав, я побачив там глибоку роботу. Дійсно, президент Росії витратив багато часу, там багато архівної роботи. Можу тільки позаздрити, що стільки часу президент такої великої держави може собі дозволити і витратити на таку детальну роботу. Що стосується часу, ми постійно говоримо про нашу зустріч. І на зустріч між президентами України і РФ у президента Росії не вистачає часу. Я просто не знав, на що він витрачає свій час. І зараз я бачу результат. Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что трактовка истории президентом России Путиным в статье об историческом единстве не отличается особой оригинальностью, потому что переписывать историю начали еще российские цари. Давайте послушаем его. Переписувати історію почали ще російські царі, коли присвоїли назву «Русь» своїй Московії. Так само продовжив це в часи вбивства правди Сталін, який не тільки знову розповідав про колиску братських народів, але й наочно показав своє ставлення до братських народів шляхом голодомору, масових депортацій та інших геноцидних практик. От вам і братство народів по-російськи. Ми про це знаємо, тож заберіть його собі. С нами сейчас на прямой связи российский журналист Игорь Яковенко. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте. Игорь, как вы считаете, зачем Путин снова завел эту шарманку о единстве украинского и русского народа, об историческом единстве, о братском народах? Вот что это такое, зачем? Ну, причина достаточно простая. Дело в том, что, если очень коротко, примерно за тем же, зачем Адольф Гитлер написал свой труд под названием «Майн Кампф». Это было сделано для того, чтобы обосновать определенную политику. Разница только в том, что Гитлер написал «Майн Кампф» в 1925 году, а пришел к власти в 1933. А у Путина было совершенно наоборот. Он сначала пришел к власти, а потом уже задним числом стал пытаться обосновывать свою политику, написав вот этот свой «Майн Кампф». Значит, понятно, что то, что написано, это полный бред, по той простой причине, что украинцы не считают себя одним народом с русскими. Это доказывают и многочисленные социологические исследования. Ну и достаточно спросить просто выборочно своих знакомых украинцев. Точно так же надо сказать, что русские тоже не считают украинцев одним с собой народом. Тоже есть исследования, когда, в общем, это доказывается, это вполне очевидно. Поэтому это абсолютная ерунда. Ну, примерно такая же ерунда, как и то, что написано в гитлеровском «Майн Кампфе». Вот, собственно говоря, и если коротко, то так. Но даже тот факт, что было опубликовано на русском и украинском языке, свидетельствует о том, что это два разных народа. Потому что вот подавляющее большинство русских, которые не знают украинского языка, они не очень хорошо понимают. Поэтому я, например, когда прихожу к вам, когда вы меня любезно приглашаете, я прошу обращаться ко мне по-русски, потому что я, конечно, много понимаю, но не точно. А уж говорить на украинском языке человек, который не знает его, не изучал его, либо с детства, либо как иностранный, не может, не говоря уже о том, чтобы писать на украинском языке. Это не может ни один русский, который не изучал украинский как иностранный. Поэтому это два разных народа. Путин написал полную ерунду. Мы даже не обсуждаем историческую составляющую этого материала, потому что она полностью абсурдна. Мы действительно говорим о том, что это политическая статья, и многие политические деятели в Украине, аналитики, увидели в этой статье территориальные претензии Путина к Украине и заявили о том, что таким образом Путин готовит почву для попытки аншлюса Украины. Вот вы согласны с такой позицией? Ну, безусловно, это вот его одно из самых знаменитых мест в этой статье, где он говорит, ссылаясь на Собчака, говорит вот об этом принципе. С чем вошли, с тем должны выйти.
И когда Пескова спросили, должна ли в этой связи была Россия выйти, положив на место Карелию, положив на место Калининградскую область, там часть Сахалина, Курила и так далее, Песков сказал совершенно потрясающую фразу, что, оказывается, Россия не выходила из Советского Союза. То есть, оказывается, мы все, граждане Российской Федерации, до сих пор живем в Советском Союзе. Но это полный бред. Но если уж говорить о том, кто был бенефициаром выхода из Советского Союза, во-первых, известно, что Россия фактически первый и самый главный, ну не считая стран Балтии, вышла из Советского Союза, а во-вторых, бенефициаром стала, безусловно, Россия, потому что она при выходе забрала себе все ядерное оружие, и самое главное, это членство в Совете Безопасности. То есть то, что стало результатом победы во Второй мировой войне. Хотя в этом участвовали все республики Советского Союза в этой победе, но Россия себе присвоила это целиком. Таков был договор. После того, как Путин начал вести свою агрессивную политику, ну, этот договор был расторгнут фактически, потому что ядерное оружие было дано в обмен на гарантии территориальной независимости, территориальной целостности, что было нарушено. Поэтому это все, да, безусловно, это вот эта статья, это обоснование возможной будущей войны. Песков сказал, что Путин готовился по архивам довольно тщательно, но вот многие аналитики увидели почерк Суркова в этом материале. Как вы думаете, имеет ли место здесь риторика Суркова? Я не знаю, я не уверен в том, что это именно Сурков. Откровенно говоря, почерка Суркова, Сурков, он все-таки фантазер, у него там немножко другой стиль, но это не так важно. На самом деле, я думаю, что вне зависимости от того, кто именно был вот таким литературным журналистским негром, который написал вот этот опус, важно, что здесь действительно мысли Путина. То есть заказ был, безусловно, его. То есть это не просто кто-то написал, а Путин, не читая, подписал. Там на самом деле следы из старых школьных учебников истории за 8-9 классы советских. Там и, так сказать, какие-то отпечатки, отблески, так сказать, текстов Мединского, вот этой лжеистории. Там много чего намешано. И фактически воспроизводятся очень многие следы того, что происходит на российских ток-шоу постоянно. Но самое главное, что это действительно сами идеи это Путина, это те тараканы, которые живут в путинской голове. И самое главное, что это действительно, так же как «Майн кампф» Гитлера было обоснованием его дальнейшей политики, так и вот этот текст Путина является обоснованием политики. Это, конечно, никакой не исторический, никакой не научный труд, это, безусловно, политический текст, это декларация о намерениях. Игорь, а как вы думаете, почему именно сейчас Путину было важно высказаться на эту тему? Чего он хотел этим добиться? Наверняка мы можем предполагать, что такой материал он был не спонтанным, в особенности тогда, когда он обещал, что этот материал будет опубликован еще на прямой линии. Ну, сам Путин это объяснил в разговоре с журналистами. Он сказал, что этот материал является, в частности, ответом на закон о коренных народах, который был принят в Украине, и который, ну, это прямой текст самого Путина. Он так объяснил, сказал, что это был триггер, вот этот закон о коренных народах. Но это полное безумие, потому что уже 1000 раз все зафиксировали, что этот закон не содержит ни малейших признаков дискриминации в отношении русского народа, потому что этот закон совсем про другое. Закон про коренные народы Крыма. И вне всякого сомнения, там, ну, если так считать, что в этом законе нет не только русских, но и украинцев. Ну, просто нет украинцев. Поэтому с таким же успехом можно было врать о том, что этот закон дискриминирует в Украине самих украинцев. Ну, полный абсурд. Но вот, тем не менее, Путин сказал, что это было триггерным событием. Я думаю, что это, конечно, полная тоже ерунда, это неправда. В данном случае я убежден в том, что это целью является, с одной стороны, необходимость отвлечь россиян от, так сказать, тех проблем, которые есть в самой России. Это очень серьезная проблема с пандемией.
Это очень серьезная проблема с бедностью. Там 1 миллион гектаров в Якутии горит леса. Ну, в общем, проблем выше крыши. И резкое снижение уровня жизни. От этого надо отвлечь. Как отвлечь? Переключить на внешнюю агрессию. Переключить на то, чтобы в телевизоре без конца орали в Украине об обиженных. Там же идея, в чем еще сходство очень серьезное с «Майн кампф». Значит, в «Майн кампф» Гитлера постоянно говорится о том, что немцев обижают. Немцев обижают в Австрии, у немцев отняли жизненное пространство. Здесь постоянно педалируется тезис о том, что русских обижают. Россию обидели, русских ограбили, русские ушли, так сказать, из Советского Союза ограблены. В этом сходство. Вот эта вот идея вот этого веймарского синдрома, она доминирует, она, видимо, рассчитана на то, чтобы мобилизовать нацию обиженную. Ничего этого, конечно, не произойдет, потому что эффект от оккупации Крыма прошел, и больше граждан России на этой мякине не проведешь. Это совершенно очевидно. Но замысел именно такой. Спасибо вам большое. Дуже дякую. Сагулнас Игорь Яковенко был с нами на прямой связи, российский журналист. А я с вами не прощаюсь. Мы прерываемся буквально на пару минут. А далее вернемся в эту студию и продолжим наш эфир уже на крымско-татарском языке. Не переключайтесь. Коршкенча. Олерісем Дефне Еленас мені қабірде. Азиз Украинамнан кеніш чөлі торынды. Ишітілеп ве көрініп тұрсын. Озы үйле кең чөллер, қайнақ нер еңілдісі, ұчырымлы сайыллер. Озы душман қаныны ақызған сон деңізге, чеменлеріні ве қыла етмек чүн. Шымды есе яраданны білмейм мен ақчын. Дефне еленіз ве қалқыныз, бұғавларны ұзыныз. Халис душман қаныны үрриет üzerine сузыныз. Улу сербест айлеңізде ұнытманыз мені де. Хайриетлі сөзіңізде тұтыныз еп хатырде. Марифчы, нешірчі, драматург ве публицист Асан Сабри Айвазов Алупка көйінде майысының 6-сында 1878 сенесі дүнияға келді. О елке тасыны иптидаи мектепте алды. Медреседе оқыды. Медреседе оқуыны бітіріп, мектеплерде муалlimlik yaptı. Sonra bilgi seviyesini yükseltmek maqsadıyla ketip, İstanbul ve Kayır üniversitetlerinde tahsil aldı. Асан Сабри Айвазов çetel memleketlerden qaytıp kelgen son, başta Baku şehirinde neşir etilgen Hayat adlı gazetada muarir olup çalıştı. Sonra Karasu Bazar şehrinde Abdurashid Midiyev ile beraberlikte Vetan Hadimi namında gazeta çıkardılar. Асан Сабри Айвазов Vetanı Kırımga avdet olgan son 1913 senesinden başlap Kadimi Bahçesaray'da İsmail Gaspralı tarafından çıkarılgan Tercüman gazetasında çalışa başladı. İsmail Gaspralı 1914 senesi vefat etken sonra Асан Сабри Айвазов tercümanın baş muariri oldu. Sonra o Ahmetçit şehrinde Millet dep adlandırılgan gazeta neşir etti ve aynı zamanda Kırım Milli Kurultayı reisi vazifesinde bulundu. Асан Сабри Айвазов publitsist olmak ile beraberlikte hem yazıcı, hem dramaturg, hem de acayip edebi tercüman edi. Anneciğim neredesin? Kel, neden bu alga kaldık? Gibi bedi eserlerle bir sırada Ivan Turgenev, Anton Çekhov, Lev Tolstoy, Avrupa edebiyatından Knut Gamsun, Longvili gibi müelliflerinin işlerini Kırım Tatar tiline tercüme etti. Асан Сабри Айвазов'ның icadi umur faaliyeti gayet gürlegen vakitte o Bolşevikler tarafından
Ондан репрессияға ұғырап 1938 сенесі апрелінің 17-сінде вақшыжы өлдірілді. Асан Сабри Айвазовның «Неден буалға қалдық» пьесасындан күчік бір парча. Сейдбек, шымды біз не ішлейлім? Авропалыларның культурасы фенадыр дие жайыл мақалалым. Абдулислам, хайыр евладым. Хоша сим хоша. Азрети Фахири Каинат Эфендіміз саллаллаху алейхи веселлям бешіктен мезара қадар илім араңыз бұйырдықлары кебі, илім нереде олса да гидіп алыңыз бұйырмыштыр. Авропалыларның илімі ве марифыны, финуни ве санайысыны алыңыз. Ихтират ве кешфиетлеріні де огреніңіз. Милли мектеплерімізе соқыңыз. Анализаныңызға тержімейдіңіз. Бинаен алейх Авропая гидежеңізде бір-біріңізе лисаны милли бұлынур ісе сізе бұйық бір силядыр. Әр ерде сызы селаметі чықарыр. Еліңізде исламиет лисан кебі бір құвет олур ісе Авропаның атешы сызы яхамас. Мамафих не Франкистанның Парижі, не Алманияның Берліні, не де Ингілтерінің Лондрасы, не де Авропа майышеті миллет ве қавмиетіңізі ұныттырамыз. İşte bizim fıkrımız budur, evlatlarım. Assalamu alaikum, xayrlı akşamlar. Saygılı ATR telekanalının teleseyircileri bugün informasyon programmasını seyretesiniz. Studiyada sizler için men Gülsüm Halilova çalışam ve növbetteki bölümümüzde Kırım Tatar tilinde keçirip Kırım ve Kırım içerisinde Kırım etrafında olup geçken hadiselerini müzakere edeceğimiz ve men studiyamızga teşrif buyurgan musafirimizni taqdim etmege memnunum. Kurultay delegesi ve cemaat erbabı Edem Ağa Dudakov. Assalamu alaikum, hoş geldiniz Edem Ağa. Kırım'dan geldiniz, bugün Anaqtada bulunup Ukrayna'nın paytaxtındasınız. Bizlerge, yani en baştan geliniz şundan başlayıp, siz sınırını geçtiniz. Koronavirüs ile bağlı bir sınırlamalar sınırda oldu mu? Nasıl geçtiniz? Bu sefer aslında koronavirüste bakmadılar. Ötken sefer Ukrayna tarafına geçkence anda Kızıl Krest var idi, işte ondan varıp anazilerimizde aldılar. Bu sefer bu da yok idi. Ama Hızman böyle işte davetnamesi var idi üniversitetten, pekim onun üçündür. Biz gösterdik onu ve serbest geçtik bu tarafına. Ya aslında şimdi işgal etilgen Kırım'da koronavirüs ile bağlı vaziyet nasıl, neden ibaret? Çünkü biz algan haberlerge göre, yani işgalcilerin bergen haberlerine göre koronavirüs ile bağlı hastalık Kırım'da çoğlaşkanını göremiz. Antirekordlar ne yazık ki kun-kunden daha da ose bilmem ne kadar mümkün bu malumatlarga işanmağa, fakat siz andan kelesiz malumat hakkında bizlerge tavsiyata tarif ediniz. Aslında öyledir. Bahçesaray'da pek vaziyet yaramay. Bunun da sebebi gene toylar başladı, gene dualar başladı. İşte fırsatını faydalanıp aytmayı isteyeyim semendeşlerimize bu şeyleri toktatmak gerek. Bahçesaray'da gene de Kırım'da en ağır vaziyet Bahçesaray'da bizim halkın arasında pek çok. Evet de Bahçesaray'da bu deniz boyuna Bahçesaray'da bu Alma Tamak tarafta evet anda pansiyonatlar var, anda bizim halklar çok tanışıyor. Ondan da pek çok gelirler. Çünkü Moskova'dan gelirler, al gelirler o koronavirüsü. Onda çalışanlar işte hastalanıyorlar. Bunlara geçiyor. Evde kayıtıp evde başka horanların adamlarına geçiyor işte. Öyle bir problem o. Her bir yerde olan problem ama Bahçesaray'da ağır vaziyet. Ama kendi de yani bu Kırım Tatarı bizim mentalitetimiz bu böyle kütlevi toplaşular neticesinde aynen bir yıl evvelsi de olğanı ki biz bunu yayınlarımızda her daim aytkan edik. Demek cenazeler ola, toylar ola, kütlevi tedbirler, dualar ve ilahri ve halk katnay bir-birine ve bu sebepten mi yani Kırım Tatarlar arasında çoğlaştı?
koronavirius? Bilesiniz, halkımız bu devletin içinde, işte bu hükümetin geçsin aynı bir grup olup kaldı. Bitti birbirine bir toyları olsa, bir başka merasimleri olsa, birbirlerini kol tutayım deyip çok adam geldi. Bu şey var. Ama hepsi bir, ne olsa da ben anlayayım onları, niçin gelirler. Hapishaneye olanlar var, onlar dualar yaparlar işte. Onların evlerine gelirler. Ama ben bilesem telefonla da etmek mümkün. Mutlak bu duaları katlamaya gerekmiyor. Eğer yakınlarınız bir toy yapacak olsa gelip tebrik, evlerine bir kahveye girip bir tebrik edip mutlak blaban toy da yapmak gerekir. Ben bilesem bir nikah merasimini geçirip de halınlarını toktatmak gerek. Çünkü kartlarımız öyle pek çok oluyor o şeylerin için. Bu da bizim kartlarımız bu nasıl Tatarlığı tutan, Tatarlık özegi var, dilini bilen söyler. Ne kadar insanlar işte İzzet Ağay, Zidine Faydın Ağay, Şemyezade. Onun için mesela canları ağırmasın, anama da bakmaya bazıları gelmeye isteyirler, toktatayım, aytayım gerekmeyi. Telefonla bağlanınız, laf etiniz. Şimdiki zaman indi 84'ten geçti anam. Onun için bu şeylerden pek saht olmak gerek. Allah uzun ömürler versin. Ya sözde hükümetinin sizce yeterlice mi faaliyetler alıp barıla bu koronavirüs infeksiyasının kuruluş yönelişinde? Bu VOZ'dan geçken son bunların vaksinası şimdi çok su yapmaya başladı. Ben de mesela için yapınız diyeyim. Şimdi başka vaksina hepsi bir yok. Ukrayna'ya gelip bu vaksinaları hepsi alamaz. Onun için yerli vaksinanı da yapmak gerek ben diyeyim. Çünkü bu işi toktatmak gerek nasıl olsa da. Ama andadan bir problemler çıkayım. Bilesiniz bu kapalı millet. Eğer mesela üçün vaksina alacağına gelsin de vaksina olmazsa şimdi böyle çok yerde bile tutarlar. İşte bu balinsaların, poliklinikaların başkaları fizrasfor koyunuz ama kaytarmanız halkı diyorlar. Bu kapalı devletleri aslında böyle oluyor. Nasıl diyeyim? Korkak adamların bu rehberlerin içinde bir korku var. Beni işten bırakırlar, buna vaksina yetmedi, buna yapmadı, laf çıkmasın deyip yaparlar. Son gelip FSB, gelip prokuratura bu adamları tutaylar. Öyle şeyler de olup kalıyor. Ama bu nasıl diyeyim serbest hükümetlerde bu şey olmuyor. Çünkü insanlar aytıyorlar. Bugüne vaksina bitti, sizi yarına geçirimiz, yarın yapalım. Ama kapalı. Böyle totaliter rejimlerde bu şeyler olmuyor. Onun için fırsattan faydalanıp aytayım vaksina yapkanda bakınız. Size de fizrastor yapmasınlar. Bu da var. Çünkü şimdi Saratov'da çıktı bu Kafkaz'da çıktı bu bazı yerlerde. Bu tekrar tutuldular bunlar. Şimdi ardından yürüp tuttular bunları. Ben aytmayayım ki onlar bu vaksinanı satalar. Ondan bir nisbeti var. Vaksina yapmayayım da bir hüccet alayım. Vaksina yaptım diyor. Bunda iki türlü var. Bildiğiniz isteyler. Ama vaksina bitti da bunu kaytarmayayım, laf çıkmasın, bir yerde var bir şey yazmasın bu insan diye fizrasor yaparlar. Çünkü adam biliyor ona vaksina yapıldı. İkinci nöbet var. Vaksina yapmayayım ya da bir hüccet alayım da bir spravka alayım da anda yazılsın ben aldım deyip. Bu tarafta var. İki tarafını tutarlar. Ya bu vaksinanı misal olarak yapmağa istemegen öyle insanlar da var. Ukrayna anahtasında da çok böyle insanlar yapmağa istemiyorlar. Hususan Kırım'da aytacak olsak bu Rusya'nın Sputnik 5 vaksinasının hiç yapılmağa benim bilgenlerim arasında istegenler yoktur. Yani zorlaylar mı bu mutlaka bu vaksinanı? Pek zorlamalar. Lakin devlet nelerde kontrollerine çalışkan betonda zor oluyorlar. Böyle sizi nasıl zor olacak? Birisi zorlamayın. Lakin ben uzunca söyleyeyim, bana bu şimdiki vazifeyi kurup
Ne olsa da bu vaktsina da VOST kontrolden geçti. Şimdi yapmaya gerek başka çünkü vaksina gelmeyecek. O almaya da istemeyi. Böyle Çin'den de almaya istemeyi. Kendini. Yani Avrupa'nınki o 100% alınmaz. Tek bu vaksin olacak. Ondan göre ben bilmeyeyim. Onda da onlar göstermiyorlar. Bana biz bakayım başka vaksinalar. Elbette ben medik değilim ama okuyuk. Angliya'da, başka yerlerde bir tanesinin bir zakupırk oldu, bir şey oldu, bir şey oldu. Ama bu kendi vaksinanın için bu problemlerini birisine aytmaydı. O da var. Odan çok bir korku çıkarıyor. Ama hepsi bir vaksina almak benim için, ben öyle düşünüyorum gerek çünkü hayatlarımızı bir kurtarmak gerekmiş bir nasıl edip. Ben bilesem hepsi bir faydası çoktur bu zararından deyip umut ediyorum. Eğer misal olarak Ukrayna hükümeti sınırda bu vaksinalarını beruf gibi bir programını gerçekleştirseydi, sizin fikrinizce bu vaziyetini bir şekilde güzelleştirir edi mi? Yani vatandaşlarımızın andan gelip mındaki Avrupalı ya da Hindistanlı ve ilahri vaksinalarının bunu almaz. Rus vaksinasına işanmayan söyleri elbette bir gelmeye imkanlarını kıdırırlar. Öyle olur. O da bir fayda olur ben diyeyim. Tek mutlak o Tatarlar için değil, aslında sınırda koymak ve etmek. Böyle vaksinalarımız var. İsteyenler Kırım'dan gelsinler ve vaksinaları bu yerde yaparmaz diye. Çünkü içinde iki grup söyleri var. Bir grup da iki grup deyip haytayık. Bir grup aslında yapmayı istemeyi. Nasıl olsa da vaksina. İkinci grup Rus vaksinasından korkaydı, başka vaksinalara razı. Avrupa vaksinalarına da bir isteğilik var. Avrupa'dan çıkmak, Amerika'dan çıkmak. Hindistan'dan bilmeyeyim, işitmedim. Ama Kırım'da hem Rusya'nın kendisinden de kendi vaksinasından gayrı vaksinası yok. Şimdi 3 türlüsü çıktı. Ama bir vaksina Sputnik V, VOS nelerden işte ciddilerden geçti. Edim ağa, bunun beraberlikte sizin diğer meselege geçerken sizin böyle mütehassıslık sahanız deyip aytmağa mümkün. Çünkü Kırım'dan bu meselelerini aman yekeni aydınlatkan insanlardan birisiniz. Bu elbette ki bizim milli mirasımızın vaziyeti. Han Saray'ın vaziyeti, Han Saray etrafında ki binalarımızın geçenleri bizim yayınımızda siz Xalqa Sultan Dürbesi hakkında tarif ettiniz. Ben bu meselede biraz şimdi tavsiyatlı cevap etmeye sizden ister edim. Geliniz en baştan başlayalım. Şimdi Han Saray'ın vaziyeti, yani bu restorasyon işler vaziyeti nasıl seviyede? Şu aslı bir yerde bir iş göstermeyen firmalar çalışıyor. Başka firma yok. Onlar tender yuttu ve o tender boyunca işlerini alıvereyler. Ben de yine kaytarıp aytayım. Uzunu gösterdikken lisenziyaları indi bir 10, 20, 15 yıl, 50 yıl, 40 yıl olan firmalar var. Lisenziyalar o kadar yıl var. O lisenziyanın Kırım'a gelip çalışanlar yok. Öyle lisenziyalar. Çünkü ben bilesem bu sanksiya tarafından korkaylar. İkinciden kendi kaytarıp aytayım. Mesela için Rusya altın kalso değiller. Anda restorasyon işleri ve Kırım'ın işleri başka. Böyle aynı değil. Neyin farklanır? Farkı başka. Mimar başka. İşletken materyalları başka. Ustalık başka. Andan da koçup gelip de Kırım'a iş yapayım desen olmaz. Sovet hükümetin vaktine bu Akdeniz etrafındaki restorasyon işlerini bu mimarlık, Akdeniz mimarlığı değiller. Onu tek Ukrayna'da Ukrniyi restorasyon degen teşkilat yapar idi. Kalan teşkilatlar bunu yapmaya akılları yok. Onların bir türlü nasıl айтайım, опыт работы нет. Нет опыта работы в средиземноморской архитектурной среде. Onun için
bir laf yürgüzgendir. Bekim ustaları Türkiye'den getirirler diye öyle bir yürgüzgendir. Ama şimdi gene tuhtap kaldı. Ben bilesem bekim Türkiye'de Ukrayna'dan bir akıl tanışsalar o da kendi ustalarını vermegendir deyip ümitliyim ben. Ama asıl da Rus hakimiyeti yani Türkiye'ye ustalarının, mimarlarının gelmesi için hiç de müracaat etmedi mi? Yani çünkü... Onu ben bilmeyeyim. Bekim laf etkendirler. Çünkü UNESCO'dan bu mektuplar geldi. İşte restorasyonu yanlış yaparlar. Ukrayna bazı yerlerde bu fotolarımızı bize yapan fotoları gösterdiler. Onların işlerini gösterdiler Yaman tarafından. Onun için Bekim de bir teklif var idi. Ben onu bilmeyeyim. Onu bu bir kapalı hükümet onu eğer anda büyük elçileri birbirlerine bir laf yürütseler bilmez onu. Eğer Türkiye yok bu şimdiki zamanda Ukrayna bizge ruhsat vermezse biz anda girmeyeceğimiz ve çalışıp olmak dese bunu gizler. Aytmaz. Ve göstermez ki onlara bir müracaattan çıktılar. Bekim oldu, bekim olmadı. Onu tek onlar bilir, kendileri bilirler. Evet, Ukrayna'nın bekim bir kendi büyük elçisi var. Eğer o bu informasyonu bir işte kıdırsa, eğer tapsa biz de bilirik. Böyle Rusya'dan bu şeyleri bilmeyik çünkü o kapalı gizli bir informasyon. Aslında bu sözde restovrasyon işleri başlanılğanı vakit çok büyük bir böyle faal şekilde bu meseleler aydınlatıla idi. Ama şimdi ne yazık ki biz görüyoruz informasyon böyle sayfelerde bu mesele böyle artka çekilip kaldı ve hatta hiç korunmuyor. Bu neden sebep? Şimdi restovrasyon bu işlerinin hiç olmağını sebebinden mi ya da yeterlice bu probleme dikkat ayrılmağını sebebinden mi? Bir şey var. Birinci projekti onlar öyle bir tantanalı edip bir көрсетme istediler. Biz o projekti görüyorsun. Bu problemaları çıkarttık desiniz. Ne yapıyorsunuz? Bu kiremitleri dikiştireceğiz iken, bu balkaları dikiştireceğiz iken, bu proje boyunca gelişmeyen işler deyip, zamana uymayan işler deyip, o vakit bir dava götürmeyiz. Şimdiki projeklerini bir bilmeyi. Hem de Han Sarayı'nın içinde böyle bir harbi rejim olup kaldı. Mesela için sen Han Sarayı'da çalışsan bir binada ikinci binaya geçmeye hakkın yok. Herkesin kendi bir propuskuları var. Öyle. Çünkü öyle bir rejim yapıldı. Eğer de kim laf kaçırsa işsin boşaltılacak. Öyle. Onun için anda var. Gizli şeyler bir sebep bir malumat almaya çalışıyoruz. Ama Han Sarayı'nı işte bu problemi kurtaracak insanlar yok. Ben yakında bana Valeri Balayan'ın bir laf oldu. Dedi niçin öyle oldu dedi. Ben dedim baktınız. 44. yıldan son Maria Kustova var idi. İşte bu direktör olup çalışırdı. Moskvadan bir ne geldi. Bütün nelerini, выставkalarını başka müzeylere veriniz ve müze kapılacak deyip. O insan işte bu Severe Bubekirif'in lafında çünkü o çok Maria Kustova'nın 91. yılları, 90. yılları laf etken idi. O aslında Han Sarayı'nın içinde yaşardı. O pensiye çıkıp bunda evi de yok idi, de yaşardı. İşte o aytkan idi. Çıkıp Moskova'ya varıp aytdı. Bunları Kırım Tatarlar kurmadılar. Bunları neler kurdular? Persler kurdular. Andan gelen kullar kurdular. Bunu kapatmanız. Onların aslı bir türlü bağı yok deyip öyle bir Han Sarayımızı kurtarayım deyip böyle şey yaptı. Son ozu da ayıttı. Bu uydurmalar bütün men çıkargan uydurmalar ama o zaman Han Sarayı başka türlü kurtarmak mümkün değildi. Eğer выставkaları bütün çıkarsaydı içinde yavaştan kapalıp adamlar içinde olmalı. Bir evi alınız 10 yıl dursun aman dağlar gider. Adam yaşaması. İşte o da o zamanda
5, 46, 48 yılları Han Sarayımızı buraya etip kurtardı. Şimdiki zamanda öyle adamlarımız yazık ki yok. Anda çalışkan, главный архитектор olup çalışkanlar yazık ki yok. Yürü işte o kerameti gösterip bana iki türlü deyip. Onun teknolojisi var. Elbette keramet bir ustanın o vakit bir standart deken şey yok idi. Bir ustanın kerameti ikinci ustanın birkaç milimetre farkı var idi. Lakin bunu Türkiye'de de var bu problem. Ne paylaşıyorlar? Bir ustanın kerametini alıyorlar, şatının bir tarafını kapatıyorlar. İkinci ustanın kerametini 19. 18. asırdan alıp başka şatının başka tarafını kapatıyorlar. Üçüncüsünden alıp bir şatının bir tarafını kapatıyorlar. Yetmegen kerameti yerde bu eski pişirip onu birkaç tanesini koyuyorlar. Şimdiki bunların laflara gibi değil. Biz hepsini pişireceğimiz de yana koyacağımız. Bu da hepsi bir. Ben size kaç kere aytkan edim, hepsine de aytar. Bu da milli mirasımız olmayacak. Çünkü şimdi de pişirilgen keramet. Vakit neden yapıldı? Haysi millet yaptı ve teknolojisi. Ya onlar bu İspanya'dan algan kerametlerini de yerleştirdiler mi adamga? İşte o Han Camii'nin tepesine öyle de koydu. O şimdi metala çiripitsa gibi görünüyor. Yıltray. Çünkü evvelden o kadar presler yok idi. O işte balçağı basıp presler yok idi. Aslında kolda yapılır orada şeyler. Yani onun için güneş nurları çekildiğinde o güneş nurlarını Rusça aytkanda поглощает лучи. А bunlarınki kuzgu gibi отражает лучи. Onun için gündüz eğer varsanız da o kuramet de kurmayı. Aynı bir demirden yapılmış şey. Bu visual problem. Visual problemi aytayım. Ben aytmayayım tarih problemi. Tarih problemi bunu gösterken adam bu milli miras mı deyip sorarsa milli mirasımız değil. Onun için bunu tanımak mümkün değil. Onun için mesela için UNESCO ekspertleri gelseler aytacaklar. Ya bu binada bu şatının tepesinde milli mirasınız nesi kaldı? Bir şey yok. Onun için nasıl bunu biz alıp sizin milli mirasınız olmasa nasıl etip biz bunu bütün dünya mirası diye tanıyacağız? Evet de olmayacak. Bunu değiştiriniz, bunu yeniden yapacak olsanız yeniden yapınız restorasyondan. Çünkü balkaları da geçilmeyi. O zaman da bu stol gibi kleyligen balkalar var idi mi? Deregi keser der, onu birkaç yıl kurutur der, onu bir kuydurur der, içinde kurtlar girmesin diye kuyduruyan son kokusu var. Yanan yerine kurt girmiyor. Sonunun kireçin içinde bartlar der, içinde bakteriyaları olmasın diye son gene kurutur der. Bir mesela için emin dereginden yapan bu balkaları 2 yıl kurutur der. 2 yıl. Son koyar der içinde. Şimdi bunlar pek engin bir problem taptar. Var der zavota, böyle bir keramet, böyle bir balkalar yapınız, yapıp ver der, kelder koy der ve şimdiki elbette bir kulüp yapsaydı ben aytırdım, doğru yaptınız çünkü bu şeyi, bu balkaları, bu kleyden kurt taşımayı bular. Bu tutar. Ben aytmayın bu tutmayacak deyip. Ama bu milli miras değil. Eski teknolojiye zamana doğru gelmiyor. Bana bu en esas problem. Yapan işleri de, hazma işleri de problem. Harba işlerini bizim halk yapmayı. Ne etapta yapılaşın? İşte bilmiyorum işte. Aslında ben aytkandım o vakit. Bu şimali tarafındaki cürübede bir şeyler taptar, gizli ama gene de o vakit gene sizin yayımızda aytkan edim. Eğer bizim tarihçilerimiz bir şey bilse, kendi aytıp olmasa yavaştan bildirmeye mümkün. Evvelde nasıl yapardı? Bir Server Amerov gibi söyler, devletli bir nazirliklerde çalışır der. Yavaştan para verir der. Yavaştan kendisinden de bir şeyler bildirir der. Öyle adamlar taplardı. Son kurultayın da bir nesi olup kalgan dedi. Bana bakınız.
Xandan komünistlikten gelip kurultayın, birinci kurultay, bunda kurgan kurultayımız 91 yılda kurultayınız azası olğan idi Server Ağa Amerov. Şimdi de eğer kendiniz bir şey yapıp olmazsanız bana gene de aytayım. İşinizden korkaysınız. Çünkü basalar işten çıkarırlar bilseler. Ama bunu gizli informasyonu vermek mümkün. O informasyonu biz gelip şimdi bize bir şey olmaya gerek mi? Biz gelip bana ATR'ye veririz, başka bir internete çıkarırız ve aytarız. Biz handan ben bildiğim mesela için bu Kalga Sultan'ın toprağına kilseyi gene de indi toxtatar, indi yapmayacaklar deyip muftiyattan öyle ayttılar. Ama başladılar. Haberhandan geldi. Sadece bizim bir semendeşimiz yavaştan haber etti. Başladılar. 2 gün çalışırlar edin bellidir. Geldim, syomka yaptım, çıkardım, dava çıktı. Endi soramaya da gerek. Doğrusu aytkanda muftiyatın etrafında bir meclis kurdular ama o meclis toplanayım mı? Toplanmayı mı? Ben indi aytmayayım, ben bileyim bunlar niçin onu kurdular. Ama hiç olmadı cemaat. Bu hiç olmadı adamların gözünü göreyim deyip mene değil, siyaset yok bunda. Kalga Sultan'ın toprağını bir el uzatınız, bir şeyler yapınız şimdi bir stoğa da urmak gerek bazı sefer. Tek varıp anda Aksionov'a yalvarmağa yavaştan başka işleriniz yok. Hani bir gazetleriniz var. O gazetler ne için pısıp kaldılar? Kırım gazetesinden başka, Avdet gazetesinden başka birisi bir şey etme. Ya niçin aynen Kalga Sultan'ın toprağında bu kilise kuruluş kararı alındı? Başka toprak yok mu? İşte bunların 2014 yılına yapan işte işleri ben bileceğim, aslet yapan işleri. Onu toxtatmazlar, bu oyun. Ben o bir seferde size aytkan idim. Eğer Aksionov bir binayı yıkayım dese ona ne mahkeme gerek ne bekşeme. Kaç kere bina kendi düşmanların binalarını yıktı. Demek kolunda var. Bu hükümete geçecek şey. Onlar öyle çok yapaylar. Mahkemeyi de beklemeyler, bir şeylerden beklemeyler. Bu adamı bir şey için bir haza geçirmek gerek olsa, tapayım. Gerek olsa mahkeme basaysını, gerekme olsa binanı yıkaylar. Ya da bir şey oluyor. Ya da o binanın yerine yol geçecekler, çekilir diyor. İşte böyle yaparlar. Moskva'ya böyle şeyler çok yaparlar. Tek bu Kırım'da değil, başka yerlerde de. Ama manda hepsi bir demokratik şeyler oluyor. Mahkemeye veriyorlar. Mahkeme bakay o momente kurmaylar. Mahkeme bitey, onun tarafına alay, gene başka kurmaya. Bana Sovet vaktinde bile Kırım Tatarlar özünün bazı milli menfaatlarını, medeni sorunlarını, bilmeyeyim, tahsili sorunlarını çözmek için hükümetten, yani Sovet hükümeti, yani Sovet çeşit türlü hizmet sahalarında işbirlik yapmaya tırışaydılar ve böyle işbirlikler zaten var idi. İşte halkın menfaatını korçalamak için, sizin yukarıda aytıp geçkeniz gibi bazı bir malumatlarını öğrenmek için, o günü aldırmak için ve ilahiri. Yani bugün benim anlağanıma göre bunun yapılması bile Kırım'da şimdiki hükümetle, sözde hükümetle faydası yoktur. Çalışmanın faydası yoktur. Zira milletke hiçbir kenede menfaat bundan çıkıp olmaz. Yok, çalışkanlar var. Adlarını aytmacımız sözünüz, bizim tarihçilerimiz var. Çalışkanlar var. Ulardan bir fırsatla faydalanıp, uların yaxşı bir nelerini alıp bir informasyon çıkarlar. Bilesmi neden ben korkayım? Şimdi aslında toprak, devlet, millet, dil, medeniyetimiz böyle fikirle halk kayıtıp geldi vatanına, evet. Toprak bizim deyip. Şimdi ifak tüfek şeylerine. Misal için aytayım. Yakında bir Kültür Nazirliğinde çok zaman muavin olup çalışkan Yazay Aksionov'a yazgan da o ruhsat verdi bir tiyatrda ya da bir klubda avtonomiyanın 100 yıllığını bir
ufak tefek bir merasim geçirmek için. Bunun için balaban iş yaptı. Elbette yapar. Gizli yapacak olsan, bir klubun içinde yapacak olsan verirler sana, var yap. 100 yıllık o bili avtonomi bir zaman olmayacak. Bu avtonomi bir vakit kayıtmayacak. Bu devlet olunca ve sizin halkınız aslı mında, Kırım'da bir şeyin başında durmaz. Meclisiniz olmaz, kurultayınız olmaz. Tamam, bu şeyler bitti. Ama yapacak olsanız, gizli yapacak olsanız bana varınız, çalışınız. Ya da 18. maskelik. Tamam, Suriye'de şimdi yaptı bir paravoz koyup bir kadınla bir balayı koydular. Nasıl gittiler olar Kırım'dan? Belli değil. Özleri çıktı gittiler mi? Bir soldat yok. Al gittin. Bana koydarında ağlama istedim. Bana gelmende bu çölün içinde, bu tarlanın, eski tarlanın içinde ne yapsan yap. Ağla. Bana sana tiyatr gerek mi? Tiyatrda gelip bir postanovka verir. Közden uzak. Görmeyik de bilmeyik. Yapacak istesen bana bu şey sana bunda. Meydanda olmaz. Gelip Aksyonof'tan ya da Cumhurbaşkanı'ndan bir şey talep etmeye hakkınız yok. Lakin ağlamak, tamam bana sizge para ağlamak yer. Onu bu ufak tufak adamçıklar kursu kötündümne alayım deyip bunu sanki bir ne yaptılar? Rezervasiya yaptılar. Ağlamak için halkın bir rezervasiya yerini yaptılar. Bana bu rezervasiyanın içinde ağla sızla ne yapsan yap. Meydan senin için değil. Meydan Yedinaya Rusya için, meydan Aksyonov için, meydan bunların devlet için. Senin için değil. Bana ne oldu? Onun için ufak tüfek şeyler için eğer halkımıza fayda olacak gibi çalışsın, çalışmayı bilin. Tarihten bir malumat alayım, arşive girip bir malumat alayım. Biz de bu mesela için Alakat faciasının malumatlarını nasıl edip aldık, kimlerden çekip aldık, kim varıp bunları gördü. O bir problem olup işte faydalandılar o momentteki fırsatını çıkardılar bu neleri. Ya da şimdi bizim semendeşlerimiz Aluşta rayonunda NKVD cezvelini aldılar, sürgün etken cezvel. Elbette hatalar çok. Biz bunu bastık, Uskut, Tuvak nelerde kim soraylara verik. Tek Aluşta rayonu tapıldı. Anda çalışkan ballar çıkardılar o şey. Öyle olsa bu yardım. Ama varayım da kol tutayım, varayım bir tribunaya çıkayım ya da bir şey etayım. Bir yukarı şurada çalışkan bir insan. Ondan sonra da bana Yekaterina'nın büstünü koysak. Ne dersiniz deyip aslet soray. Kürsüsünü saklayayım deyip nasıl cevap veriyor bu insan, mecliste çalışkan insan? Nasıl cevap veriyor? Elbette eskiden olan şey, bunu Bolşevikler iktidarda olmak gerek. Böyle cevap veriyor. O aytmadı ki, tamam eğer bu tarihe işte uydurayım deseniz, ya bizim topamimamız kanda. Bu da 44. yıldan son silindi de, evet siz o büstünü koymaya isteseniz biz razımız. Lakin topamimamı da hoşayık. Bu tüm mesela için topamimamı 44. yılda geçirmeye mesela için onda çalışkan olsaydım, ben elbette varmadım beni çalışkanda ama çalışkan olsa hiç olmadı bile yeterdi. Çifte standart yapıyorsunuz. Eğer bu standart olsa, bu büst sizge gerek olsa, tamam, topamimika bu da tarihi bir. Bu da tarihi topamimika. Vasilivka, Masilivkalar yok idi tanda. Eskiden hem Dülber adlar. Tavırlardan kalgan adlar. Ayttı mı? Aytma. Demek dibindeki kürsüsü pekamet. Ama şimdi gene halkı toplayacak iken biz hepsimiz toplanmak, her bir cemiyetler toplanmak gerekmez. Anda keneşler, cemiyetler, şuralar hepsi toplanacak iken, gene bir şeyler yapacak iken. Soramayız diyeyimden bir şey kaldı mı satacak? Bundan başka. Bunu neye toplanıyorsa satmak için.
Şimdi satıldı bütün şey. Bana mende soraylar, mında gelen son. Halkımız nasıl yaşaydı? Elbette her şeye Ukrayna halkı çıkardılar, surgun yaptılar, bir kümeslerin içinde yaşadı. Son bir oda verdi, ona da kuvanay. Öyle şeyler oldu. Ya biz mi daha etkanda bu palatkalarda yaşaganda elektrik alan son kuvanırdık mı? Kuvanamız. Şimdiki zamanda öyle. Çıktık, aşağı düşmeyince yok bir şey. ATR yok, onun yerine bir propaganda kanal koyuldu, gazetlerimiz istegenlerini yazaylar, bir iki gazet kaldı, onu da halk aslı el uzatmasa ular da yok olacak çünkü devletten bular para alay, bular para almay. Düşmeye bana yaşlar aytan gidik Plintus. Plintus'tan dibine düşecek yok. Elbette bir ifak tüfek şeyleri kullanıyorlar. Halk buna da alışıyor. Şimdi biliyor meclisimiz yok, kurultayımız yok, bizi korçalagan adam yok. Bana soy sop toplaşayık da filancının anası hastalandı, test varıp bunda gelik, koronavirüs aldı, geldik geçirdik kendisini. Bana olan şeyler niçin halkımız toplanıyor? Ya başka şey yok da. Ya demek mında Ukrayna ana kıtasında yapılgan faaliyetler bir şekilde ruh veriyor mu Kırım'a? Misal olarak sonki vaxtları elbette ki 7 yıl içerisinde ne yazık ki çok böyle yapılgan faaliyetlerinin maktanmak için böyle büyük bir cedveli yoktur. Ama mühim hadiseler sırasında bu Tamir Halklar Kanunun leyhasının kabul edilmesi bu en azından böyle bir umut bağışladı mı Kırım'a Semedeş? Evet. Nasıl diyeyim? Halkımızın arasında bu şimdi laf gezi bir grup bir şey toplamak gerek, gene bir parti yapmak gerek ve ondan bir yerge geçmeye istiyor, işte bir pürsüt kazanmaya istiyor. Bu aslında siyasetçiler diyeceğim. Ama böyle sadık halkımız böyle değil. Bu da zamanlarda geçer. Bu zamanlarda geçer. Biz ballarımızı kurtarayık, tilimizi kurtarayık, tarihimizi kurtarayık. Elbette meydanlara bu kadar adamları hapishaneye alan son çıkacak adam yok çünkü herkes düşünüyor. Beni evden gelgende işte bana ayetiler, elbette atayede olacaksın oğlum çıkaran sağ ol. Bunu anamın lafı. İşte her Kur'an'da da öyle şey oluyor. Onun için sen çıkma oğlum, sen yapma oğlum, fikrin kalsın, bileyik, sen doğru aytıyorsun. Lakin bu şeyi şimdi yapmaya mümkün. Bana ne kadar adamları yaptı, balalarını kim bakacak seni alsalar. Böyle laf var. Onun için aslında tabii ki her zamana insan alışıyor. Kabul etmeyi ama yaşayışını Ukrayna. Bunda da bir yaşayışı, bir yollarını tapay. Birincisi biznes tarafına bana 2 yıl, sonki 2 yıl Türkiye'ni kapatan sonki 2 yıl bu Tavrida'yı yapan son çıkaran kurort geldi. Elbette çok bu Sudak tarafa geldi. Aluş'ta, Yalta o tarafadan çok gerimeler bu Gumbatı taraflara. Ama hepsi bir bu şimdi pandemiye olan son kanda gelirler, Kırım'a gelirler, Kafkaz'a gelirler. Çıkaran turistik neleri yaxşı oldu. Ne etmeye gerek? Elbette biz toxuvanıyıq, aytıq doğru. İşte semendeşlerimiz var, çalışıyorlar. İşte o biznesler toxtab qalğan, çıkaran çalışıyorlar. O da onlar için bir fayda. Ballarını okutmaya paraları var. İşte oluyor. Evlerini, ev kurmaya paraları oluyor. Ya ne yapacaksın? Başka bir türlü ilaç yok. Biznesi hepsi men gibi kapatmayacak. Ben mesela için bildiğim bu şey olacak. Onun için kapattım. Ama herkes yapıp olmayıp bunu. Bu doğru değil. Hepsine etmek, biznesinizi kapatınız da göçünüz başka yerde. Yaşamak. Halkımız yaşamak gerek, biznes yapmak gerek, ballarını okutmak gerek. Ama ballarının kafasından bu kodda ve onların ideolojisini
Manda doğrulatmak gerek ve baktırmayım. Ben niçin baktırmayayım? Ben aytmayayım ki Kod TV aslı bakmanız deyip. Anda eğer siyasetle bağlı değil bir yayım olsa, misal için bir konsert gösterseler, elbette çünkü başka şey yok. Elbette bakmak gerek. Sizler diye de aytayım. Anda yapıp olmasanız, eğer ilacı tapıp olacaksınız da yollarını kıldırmak gerek. Konsertlerini, mındaki adamlar çünkü bana koruyam, hepsi de suklana bu konsertlerden bakmaya. Mında konsert geçirip, o adamlar da ondan gelip, mesela için tiyatrımız bulundu. O adamları mında getirip, onlar konsert verip, çıkaran para kaydı. Buradaki halk, işte Kiev'te yaşayan halk, bunu dinleyip, siz de bir televizyon çıkarıp bunu bassanız, bu da bir balaban şey, tek siyaset olmaz. Çünkü siyaseti de gündüz, akşam programınızı bakaylar, gündüz bakmaya, bazı eski programlara, elbette bir kere bakarsın, iki kere bakarsın. Kalan bakmayasın istemiyorsun. Elbette medeni programlar çok. Bileyim, sizin de para problemanız pek kıyın. Bilesiz, siz anda kuruşesiz, biz mında kıtada kuruşuyuz. Ve meraklısı şunda ki, eğer ki anda sizin kuruşunuz anlayışlı olsa, mantıklı olsa, mında ne yazık ki biz mantık hükümette bazı insanların mantıksız hareketlerine karşılaşamız ve onların yine kuruşumuz mında da devam etmekte. Ne yazık ki. Bu basan hükümet bana şimdi biz ağa kardeşimize çıkarttı bir şey. Yaxşı ağa kardeş olsan gelip kadenin evini bastın da ağa kardeşlik yapaysın endi degmeye. Ama tek o değil parası var. Pek çok siyasetçilerinizi satıp alıyor. O siyasetçiler sizin için de ayak oluyor. Çünkü atayır kapalsın deyip ben bilesem onlar pek çok para veriyor. Ya nasıl düşünüyorsunuz? Demek bu sonki Putin'in çıkan demek makalesi Ukraynalılar ve Ruslarının tarihi birliğiyle bağlı makale. Bu Ukrayna'nın kabul etken tamir halklar leyhasına bir cevap olabilir mi? Kanuna cevap olabilir mi? Çünkü görgenimizge göre bu kanun hakikaten de çok açıklattı Rusya dereceligini. Aslında niçin açıklattı da bilmeyeyim. Ben bilsem o her şeyi anlay. Çünkü Rusya'nın kendisinde buna oşağın kanun var. Anda 12 millet. 90'cı yılları da kabul etkendir. Ulara var. Onda yazılmayan ki Ukrayna, Belarus, Rus aslı yok. Bu tamur halkların cedveli var. Bende de tamur halkın, uç tamur halkın cedveli var, tamam. Eğer de bu kanun Ukrayna'da mesela için bu Lvov tarafta ya da bu Zakarpatya taraflarında Rusini, Musini birkaç milletler var. Eğer anda kabul edilseydi o halklar için bir türlü bunlardan bir karşılık çıkmazdı. Evet. Kırım'a ne hakkınız var degeni. Tamam. Hem de halkı kozgatı. Bu Donetsk'de olacak halkları, Kırım'da yaşayan halkını, onları kozgatı. Rusları bile yapmalı. Kendi kanunu var, ben bilesem tabi o kadar cahil adam değildir öyle şeyleri çıkarmaya. Bu siyaset. Ya demek nasıl kıymet kesiyorsunuz bugün Ukrayna hükümeti yeterlice faaliyet alıp baramı? Çünkü siz misal Kırım'da bulunup çok şeylerini aydınlatkan insanlar sırasındasınız. İnformasyon cihetten alacak olsak bile çok mu mındaki matbuat vasıtalara müracaat edeyim sizlerge haberler almak için, aydınlatmak için yüz bergen problemlerini veylek? Yok, evet. Ben bilesem birinciden Ukrayna'nın probleması parası yokluğu. Parası azlığı. Onun için çok informasyon tarafına da vermedi. Mesela için bana bu anda bir iki antenalar koydu, bir şeyler yapacak iken Cenkoy'dan ondan uzak o antenalar geçirmedi. Cenkoy geçiş çıkaran sesleri geçti o kadar. Ben bilesem informasyon tarafından Ukrayna'nın bilesem totalitar sistemada yengil. Gerekli adamları, da Skabeyeva, da adam birinci bunu koyaysın, onlar bilirler ne etmeye, ne edecekleri. Onlar bilgen adamları görüp
toplayırlar. Yarından başlap bana bunu maktaysız, bunu yamanlatıysız. Tamam. Uş biti. Demokratiyada bu kıyınca. Lakin yani telekanallar bekim de yapmak gerektir. Da yaptar bir iki don mom bir şeyler yaptar. Ama ben bilmiyorum ne kadar onlar tesir edecek. Anda Tatar dilinde de veriyorlar bir iki şeyler. Aklıma düşse bir şey olmasa bazı sefer onlara da bakayım. Ama seyrek. Atayırın kendi bakıcıları var anda. Her zaman bakar. Onu ne yapmak gerek? O demek Atayır'a o kadar para vermek gerek ki bu 200 bin insan, ben balları, yaş ballarında koşmayayım. 200 bin, 250 bin diye anlayan söyleri bunu dinlesin de bilsin. Kod televizyona geçmesin de başka şeyler çünkü dil bilmek gerek. O ballar bir şeyler yapmak gerek. Ne yapmak gerek? Filmleri, Ukrayna filmleri, bu kadar korksanız Ukrayna filmleri Kırım Tatar dilini, onda da bir yaxşı seriallar belki var. Kırım Tatar diline geçirmek mümkün mü? Mümkün. Ne yapmak gerek? Demek Atayır'a para verse, Atayır bu şeyleri yapsa, çıkarsa bu filmleri göstermek mümkün. Atayır zaten uzun kuçunu multfilmleri yapmak mümkün. Tab o zamanda yapılgan multfilmleri göstertiysiniz. Aylandıra indi ballar da bakmaylar. Ama şimdi yanılara çıktı. Yanılar çıktı, Koremiz onları bakayıq. Bana bu şeyleri ben bilesem, bana indi Tamur halk deyip tanıdınız mı? Tanıdınız. Tamur halka demek bunun dilini, medeniyetini kurtarmak için para ayırırsa da bu şeyleri yapmaz. Eğer gene de devlet kanallardan yapacak olsa gene de geçecek abla, nasıl aytayım size, sade geçecek. Ama buna bu işini bilen adamlar olsa bana indi o filmler var, o kinolar var. Demek bunu yapmak gerek. İkinciden Türkiye'de çalışmak gerek. Bana bizim deputatlarımız var. Türkiye'de anda bizim Balaban diaspora var. Onları çevirmek için Kırım Tatar Türkçeleri bir şey kıyın değil. Anda da yapmak gerek. Fakat aytmak gerek. Medeniyetimiz pek aşağı düştü. Bana bu filmlerinizi Kırım Tatar diline geçirmeye para veriniz ve ruhsat veriniz. İki şey yapmak gerek. Bunları da yapmak gerek. Çünkü nasıl diyeyim, tek siyasetin olmay, adamlar bolduruyor, kendilerini basaylar, anda soyu hapishanede oturuyor. Her gün dinlemek siyasette böyle yarama tarafını kıyın. Bir filmde bakmak gerek. Kulmek gerek. Medeniyetimize bakmak gerek. Bana Rüstem Ağa Mehmetov, Bekim bunda gelip bir konsertler verip, bir şeyleri yapıp, bana bu şeyleri yapmak gerek. Buna koşmak gerek. Bunu anlatmak gerek. Deputatlarımız bu bizim dil değil. Bizim için hepsi bir. Bu da bizim dil, bu da bizim dil. Tapınız. Zelenski 5 yıl geçen son da 5 yıl kalacak. Demek onun çalışmak gerekmiş. Ben bileyim, o da 5 yıl kalacak. Bana dinleniz beni de. Yazınız bir yerde de. Bana ikinci kademsasına da geçecek. Bana göre Zelenski kalır. Yani çünkü şimdi zaten bakacak olsak çok da böyle alternatifler... Bana kalsa olmaz çünkü alternatifler yani adamlar yok. Eskilerini halk istemiyor. Ya zaten Zelenski'nin seçkenlerin sebebi eskilerini istemeyenler oldu. Yani Zelenski geri bergenler, Poroshenko'ya geri bermege istemeyenler. Benim. Poroshenko'ya Poroshenko onların içinde en bu hiç olmadı siyasi tarafı, bu diplomatik tarafını bilen insan. Dış işlerini. Evet de. Klimkin, o büyük adamlar. Lakin onlar şimdiki zamanda televizyonu bakayım, yavanlar bu Putin'in laf etkenlerinden bir şeyleri çıkarayı dinleyik. Adamlar anlamayın ki bu diplomatiya, ya, gözüne bakıp gülerim, öyle uzatırım, içimden aytarım, öldürürüm seni ama bir tutsam. Budur diplomati. Evet, Poroshenko bazı yerlerini böyle
mecbur oldu çünkü İlavatsk oldu, ordusu yok idi o zaman da hın idi. O iki yüzlük yapmak gerekti. Öyle de yaptı. Ama bizim vaziyetimizde de vaziyeti. Hepsi bir onun sebebi. Çünkü bu отрицательный reyting 45% o pek balaban. O olmaz. Onun için ben gene kaytarıp edeyim. Zelenski'nin çalışmaya yol kıdırınız. Bakıp göreceğiz çünkü sonki diseler ve sonki hareketler böyle bir muzbet dep aytmağa mümkün. Çünkü Birleşimde Kırım platforması olacak Avgust ayında. Tamır Halklar Kanunu kabul etildi, ses lağı etildi. Şimdi Rustem Umerov'un aytkanına göre demek bu sesima buslarıyla bağlı kanun leyhası kabul edilmesini bekleyimiz. Bakıp göreceğiz hakikaten bu işbirlik meselesinde nasıl etip olacak. Bana bilesiniz ne sormağa istedim sizden Edim ağamla yayınımızda da bir 8 dakika falan var. Sizince 30 yıldan sonra nihayet bu Tamır Halklar Kanunu kabul edildi. Sizin fikrinizce yani Ukrayna hükümet olarak ne için bu kadar çok uzun yıllar bekledi? Bizge ya da gerek ayırmağa bilmeyeyim 2014 senesindeki olgan Ukrayna'nı ve şimdiki olgan Ukrayna'nı ne kadar farklı bu iki devlet? Pek bağdan farklı. SBU ben bilesem Kırım'daki SBU Şimdi 2008 bekim yıldan FSB'ge 100% kontrol olup kalkan. Onun için onların veren malumatları manda veremeli. Kırım Tatarlardan saklı olmak gerekmez. Onlar böyle yapacak. İslamski terörizm, Türkiye'ye bakacak. Bu şeyler çıkaracak. Bunu Ruslar da fayda verirdi. Ben bilesem FSB dostluk var idi bu SBU'nun verirdi bir malumatlar bana sizge karşı çalışıyorlar deyip. Onun için o zaman Kırım Tatarlara Tamur halk tanıyım deyip hiç türlü gerekmez. Onlar korkardı. Ruslar karşı çıkarlar deyip. Ben bilesem o iki çok sayılar bu büyük siyasetçiyken Putin ama o büyük siyasetçi olsaydı timeciydi. Ne Kırım'ı ne bu taraf çünkü onun halkı çalışıyor da. Poroshenko elbette 2014 yıl prezident olurdu. Lakin her yıl nasıl olurdu? De Yushchenko, de son kaytardı Yanukovych, de gene bir Timoshenko, son gene Yanukovych kaytardı. Bana bu balans gene de olacaktı. Onların kafaları çalışsaydı bu şeyleri yapmayacaktır. Çünkü Ukrayna'yı tutan o zaman Kırım'ydı. O sebeple bir türlü bizim taraftarları Ukrayna olmaz. Onlar bizden korkardı. O işletir diyor ama bazı sefer anlayınlar vardı. Bu Günbatı tarafta yaşayan Ukraynalılar, onlar ruh, o şeyler onlar elbette bilirdi ne olacağını. Lakin çoksuluk bu tarafıydı. Onun için o zamandaki siyaset, şimdiki siyaset tamam başka siyaset. Ama onlar da misal biz sizin Hansaray meselesini laf ettik, buna kazmalar meselesini laf ettik. Malum olğanı gibi böyle sonki çok mühim ekspedisiyalar da 1925 senesi Hüseyin Baddaninski, Ahmet Ozembaşlı ve bizim birçok da o vakitki medeniyetşinas erbaplarımız tarafından yapılgandı. Sonra anlaşıldı sürgünlük, halk avdet yolu ve 2000-2005 yıllarında aman ayağa turmağa başlagan edik. Devlet hizmetlerinde, Bahçesaray rayon devlet memuriyetinde İlmiya Umerov çalışkandı. Siz devlet hizmetçiliginde çalışkan ediniz. Hiç mi o vakit imkanlar yok idi kazma işlerini gayradan tıklenmege, medeniyet için bazı bir hareketler yapmağa? 2002 sene galiba Hansaray'a babam para yollağa diyor. O Kravçuk değil, ikincisi kimdi? Kuçma. Kuçma vaxtında. O vaxt Kuçma vaxtında pek çok iş yapılgandı. Ve Kuçma'nın o zaman laf etkende 70 milyon euro gerek degende bu balaban para değil. Yaparak degeneydi ama sonki Yanukovych
gelen son birinci üçünkü geldi doğrusu aytganda Han Saray'da da gelgendi. Bana bu Havacının evine de gelgendi. Oturganda bir iki saatinde. Lakin bir türlü para meselesini çözülmedi. O vakitte pek böyle müracaatını çıkardık. Aslında bu ekspertleri çağırmak, UNESCO ekspertlerini çağırmak sebebi bu Mustafa'ya 2004 yıl birinci geldiler. Sonra 2011 yılda gelgenleri aslında bununla bağlıydı. Tez Han Saray'a restorasyon parasını geçirmek. Ama biz bilirdik o zaman Çubarov da çalışırdı bu meselede, Abdullayev da çalışırdı. Biz bilirdik Ukrayna vermez para. İş olmadı. UNESCO'nun kanunlarına göre yerli hakimiyet eğer 30% parasını verse 70% parasını ondan almak mümkündü. O zaman Jartinin laf etkinde biz bu meseleni ayttık. Bu kadar para eğer Ukrayna tapıp olmasa Han Sarayımızın problemesi pek büyük olacak. Ama o 30%'ni tapsanız eğer onların cedveline gelse halkara mirazı deyip o zaman para almaya mümkündü. Niçin? Çalışırdık. Lakin nasıl aytayım? Yani bu mali problemler Ukrayna'nın peşinden 30 yıldan beri hele de bugüne kadar gitti. Birinci yılları, 2000'li yılları hacısında kayıtma avdet problemaları birinciden durur. Han Sarayı'ndan. Son ikinci 5 yıl bu pasport alan. Çünkü biz Sovyet Komünizm pasportunu yürürdü çok halka. Bunlar o problemler, toprak problemleri, ev kurmak problemi. Bana 2005'ten başlayıp bu işler tikaran başladı doğrulmaya. ATR oldu. Çok iş yapıldı hepsi bir. Ve ATR'da o bir merkez oldu. Benim kızım, şimdi bana okuşa girecek kızım, o da işte bu multifilmlerden başladı. Eksiniz bir, ne deseniz siz büyük grupadan geçtiniz bu canlı sesi değil mi? Nasıl diyeyim? Tatlı sesten. Siz o zaman da bir ediniz. Siz ondan geçtiniz, o İFA grupadan geçti o zaman. Bana indi kaç yıl geçti. Edem ağamına 30 saniyemiz kaldı. Kırım vatandaşlarımız bizni şimdi seyredi. Ne etmeye seyrediniz? Birbirinizi kurtarınız. Ama boysunmanız. Bildirmek gerek. Ne beğenmeyiz. Problemlerimiz çok. Han Saray'ın problemi aslında. Hiç olmadı internet vasıtasından bu şeye çıkmaz. Kala Sultan'ın probleması var. İşancı yok. Bana şimdiki hakimiyette çalışan insanlar halkın bağı yok. Evvelki gibi değil. Ekaterina'ya püsk olmaya reyvelen söyler. Biliniz bunu kim olduğunu. Ballarınızı öğretiniz. Milli özelliğini koymak gerek. O balların yüreklerinden az bizim dedelerimiz, bizim babalarımız bize koydu. Biz kaytardık onları. Bizim dedelerimiz o sürgünlükte oldu. Babaları biz al geldik. Zaman gelir ballarınız bu hükümetin başına olur. Biz Kur'an hükümetin, yana hükümetin, yana avtonomiyanımızın başına olur. Ben işte böyle etmeyi istiyorum. Teşekkürler. Çok sağ olun Sedemağa vakit tapıp stüdyamızga teşrif buyurganınız için. Kurultay delegesi ve cemaat erbabı Edemağa Dudakov stüdyamızın musafiri edi. Zaman informasyon programması meni endi aşıqtıra. Buyurunuz saygılı dostlar. Ukrayn tilinde sonki haberler şimdi. Qartlıq hiç sevmeyim. Yaşlıq meni beğenmey. Milletke kol ayaklıyım ama o da hiç bilmey. Öz başıma kalam yolda bir şey gelmey elimden. Ağlayım.
Айтам алымны кимсе аңламай тілімден. Көкке учажағым келе, көк менден ұзақ қача. Ерде мені ютмақ істей йыландай ағызын ача. Үрке ютылмақтан жаным яшамақ істейм мен. Душман олса жаным ахалық, валлай, достайым мен. Шаштым артық, білмейм мен не ішлемек керек. Пек айлана башым билля, тітре içimде юрек. Көзлеріме перде ола түрлі шейлер, авалар, көзімілік көрамайым, кемлер мені саралар. Юмсам егер көзлерімні içim янмақтан көе. Açsam, бір чоқ осаллықлар тап бебегеме тие. Бойле чеке құлақларым бұрның дүнияның зорын тапмай көңлім іч бір ерде. Тұтмаға раат орын. Чөлге чықсам тек башыма ағланам өлеңлері. Айланам тав кенарларын, ясланам черенлері. Дuygularımны топлайым, көкке ерге бақынам. Әр шейде бір хошлық көрем дейім. Не үшін сықынам? Иште тавлар, иште гөллер бір-біріне бақыша. Иште сувлар ерден чыға әр бір яққа ақыша. Иште күнеш, іч қызғанмай, sıcak yaraqlar saça. İşte kuşlar toplanalar, korkmayıp uça, uça. Eşitesiniz mi? Meni ta unuttunuz mu? Men mundam. Bu mening toprağım. Mening hırımım. Політв'язню Яцькіну терміново необхідна допомога. В нього загострилися хронічні захворювання. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. Вона наголошує, що незаконно засуджений в окупованому Криму український політв'язень Іван Яцькін потребує фахового медичного обстеження та лікування. У нього загострилися хронічні хвороби ніг. Запалення судин призвело до утворення трофічних виразок. Він постійно страждає від нестерпного головного болю, каже Денісова. Втім, адміністрація СІЗО номер 1 окупованого Сімферополя, де утримується Іван Яцькін, ігнорує його прохання про допомогу. Людмила Денісова вимагає від російської омбудсменки Тетяни Москалькової допомогти бранцю, а міжнародні інституції просить тиснути на Москву. Бездіяльність адміністрації є грубим порушенням статей 2 і 3 Європейської конвенції з прав людини і статті 22 мінімальних стандартних правил поводження із в'язнями. Європейський суд з прав людини неодноразово наголошував, що ненадання необхідної медичної допомоги є катуванням. Закликаю міжнародну спільноту відреагувати на факти порушення прав та вжити всіх можливих заходів, аби припинити тортури стосовно українських громадян у місцях несвободи Російської Федерації.
Уродженця села Войкове Первомайського району Івана Яцькіна окупанти затримали в жовтні 2019 року та звинуватили в державній зраді. Окупаційні слідчі стверджували, що Яцькін передавав СБУ російські державні таємниці. У травні окупанти засудили чоловіка до 11 років колонії суворого режиму. Ремонтні роботи на КПВВ «Чаплинка» продовжено. Пункт пропуску на адмінмежі з окупованим Кримом не працюватиме до 15 серпня, повідомляють у Херсонському прикордонному загоні. Водночас КПВВ «Чонгар» та «Каланчак» працюватимуть у штатному режимі. Наприкінці травня в Херсонській облдержадміністрації повідомляли про закриття пункту пропуску «Чаплинка» з 7 червня на двотижневий ремонт, але пізніше терміни відклали. Крим накриє аномальна спека з 16 по 20 липня. Очікується, що температура підвищиться приблизно на 7 градусів вище за кліматичну норму, повідомляють в окупаційному управлінні МНС Криму. Людей закликають підтримувати вдома прохолодну температуру, уникати фізичних навантажень та перебувати в тіні. Також рекомендується носити світлий одяг та головні убори, більше пити та приймати холодний душ. За такої погоди, звісно, заборонено розводити багаття в лісах, палити, кидати недопалки, підпалювати траву або ж залишати під сонцем пляшки чи скляні уламки. Окупанти поранили 2 українських воїнів неподалік Новотошківського на Луганщині. Гатили з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Один боєць з пораненнями середньої тяжкості, інший у задовільному стані, повідомляють у штабі операції Об'єднаних сил. Їх евакуйовано до шпиталю. Крім того, окупанти били зі ствольної артилерії та важких мінометів уздовж всієї лінії фронту. У напрямку Новогригорівки російські окупанти застосували артилерію калібру 122 мм і міномети 120-го калібру. Неподалік Світлодарська збройні формування Російської Федерації вели вогонь з мінометів 82-го калібру. Поблизу Водяного, що біля Донецька, противник обстрілював наші позиції з мінометів 120-го та 82-го калібрів. Біля Красногорівки ворожі війська застосували міномети 120-го калібру. Захисники відкривали вогонь у відповідь. Відсіч ворожим диверсантам та охорона стратегічної інфраструктури. Біля адмінмежі з окупованим Кримом тренуються спецпризначенці СБУ, бійці Національної гвардії, Збройних сил України та поліцейські. В умовах, наближених до бойових, відпрацювали сценарій протидії диверсійним групам та перевірили захищеність об'єктів критичної інфраструктури на Арабатській стрілці та в Генічеському районі Херсонщини. Серед іншого, виконували десантування з гелікоптерів. Під час тренувань передбачені певні обмеження, повідомляють в СБУ. Зокрема, в деяких районах можлива тимчасова заборона проїзду. Також при собі просять мати документи, що посвідчують особу. Верховна Рада звільнила Арсена Авакова. Його відставку з посади міністра внутрішніх справ підтримав 291 народний обранець. Принципово не голосували лише 2 парламентські фракції – «Батьківщина» та «Опозиційна платформа за життя». Арсен Аваков просидів у міністерському кріслі рекордних 7 років, 4 місяці та 16 днів. Спікер парламенту Дмитро Разумков після голосування сказав, що варто подякувати Авакову за роки роботи. Втім, деякі нардепи закликали не лише до звільнення Авакова з посади, а й до кримінальної відповідальності. Інші закликають відправити у відставку весь уряд. Без перебільшення українці чекали з того моменту, як обрали нову Верховну Раду останнього 9-го скликання. Тому що там, в новому Кабінеті міністрів, ніколи не мало бути такої людини, як Арсен Борисович Аваков. Я вважаю, що ця відповідальність має бути не лише в тому, що його звільнять, а в тому, що за всі підлоги, за те все, що відбувалося в Національній поліції, яка зараз асоціюється з кришуванням, вбивствами, гвалтуванням, ця людина має понести і кримінальну відповідальність. З Арсеном Аваковим ми пройшли помаранчевий майдан, Революцію Гідності. Ми разом боролися з бандою Януковича і клікою Путіна, який буде відповідати в Гаазі. Але зараз мова
не про персону, не про персоналії, а про політику, про міністра уряду Зеленського. Нагадаю, Арсен Аваков днями сам написав заяву про звільнення. В тексті до Верховної Ради України просив прийняти його відставку відповідно до закону про Кабінет міністрів. Від руки дописав 2 слова «честь маю». Окремо на своєму Фейсбуці він подякував команді МВС за роки спільної праці, кожному офіцеру, рядовому та службовцю. Згодом президент України Володимир Зеленський представив фракції «Слуга народу» голову правоохоронного комітету Верховної Ради Дениса Монастирського як кандидата на посаду очільника МВС. Він, до слова, був відсутній, коли звільняли Авакова. За призначення Монастирського голосуватимуть у п'ятницю, 16 липня. Цього іракського юнака вже немає в живих. 17-річний хлопець був серед десятків пацієнтів, які загинули під час пожежі в ковідній лікарні міста Насирія. Його батько хоче отримати його тіло. У вогні також загинули дружина та тітка чоловіка. Що мене зробити? Кому плакатися? Мій син, моя дружина і моя тітка. 3 загиблих з однієї сім'ї. 2 ми поховали, але тіла сина все ще немає. Я не хочу чекати місяць або 40 днів. Поверніть мені сина, і мені стане легше. Він не єдиний, хто втратив одразу 3 родичів. У мене загинули 3. Тепер, якщо захворієте, сидіть вдома, не ходіть по лікарні. Клянуся, це не лікарня. Мій батько хоче померти, він втомився. Чим моя сім'я заслужила таке? Що такого зробили мої мати, бабуся і брат, щоб заслужити таку смерть? За даними Міністерства охорони здоров'я Іраку, у пожежі загинули 60 людей. З них понад 20 обгорілих тіл ще не впізнані. При цьому раніше іракське державне агентство повідомляло про 92 жертви. Більше сотні людей постраждали. Задні металеві двері були зачинені. Люди лізли один на одного. Ми задихалися, ми на силу вибралися. Деякі були обпалені, але моя мама пропала. Я не знайшов її. Я хочу її назад, навіть якщо це її останки. Відділення для ковідних пацієнтів побудували лише 3 місяці тому. Повідомляють, що при його будівництві використовували легкозаймисті матеріали. Крім того, у відділенні не вистачало пожежних виходів. За попередніми даними, пожежа почалася в результаті вибуху балона з киснем. У квітні схожа трагедія сталася в лікарні в Багдаді. Тоді загинуло 82 людини. Президент Іраку заявив, що в обох випадках винна корупція. Зі Старого Криму до Токіо кримського татарина проваджають на Олімпійські ігри 2020. Борець Ленур Теміров буде представляти Україну на Олімпіаді в Токіо. 31-річний спортсмен почав займатися греко-римською боротьбою ще в 6 років. Зараз його мета – привезти олімпійське золото. Подготовка проходила у нас поэтапно. Мы проходили сборы в разных городах. И последний хороший сбор был в горах у нас, в Закопанах, мы там провели сбор. И сейчас мы проходим предолимпийский сбор уже здесь, в столице, на олимпийской базе Кончи-Заспа. Это предолимпийский сбор уже, и 25 числа мы уже вылетаем в Токио на старт. В первых числах августа будем бороться. Незмінний тренер Ленура Ісмет Салієв пишається своїм підопічним. Під орудою свого наставника Ленур вже чверть століття. З ним і пов'язує всі свої звитяги. Першу міжнародну бронзову медаль Ленур завоював у чемпіонаті Європи ще юнаком. Згодом виборював медалі в кожній віковій категорії. А у 2019 році на чемпіонаті світу в Казахстані виборов ліцензію на Токійську олімпіаду у складі синьо-жовтої збірної. Для тренера Ленур Теміров як рідний син. Впевнений, борець гідно підготувався. Я думаю, он неплохо готов к этим Олимпийским играм. Вот. Надо хорошо подойти психологически и будем бороться за медали. Вот. Я думаю, он достоин завоевать медали. Уже был призером и мира, и был призером Европы был неоднократно. Ждем от него медали.
Підтримати та надихнути Лінура на звитяги прийшли лідер кримсько-татарського національного руху Мустафа Джемілєв, перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джепар, муфтій Духовного управління мусульман Криму Айдер Рустемов та керівництво меджлісу. Бажаємо, щоб кримсько-татарський національний прапор і державний прапор України був завжди, кожний його крок там супроводжував на Олімпіаді. Ну і зрозуміло, ми всі сподіваємося і бажаємо, щоб державний прапор України піднявся як прапор переможця. І коли той прапор державної України буде підніматися, Лінур буде тримати поруч і кримсько-татарський національний прапор. Бажаємо успіху тобі, друже. Національний стяг ручної роботи з золотою тамгою Лінур отримав і від колишнього політв'язня Ісмаїла Рамазанова. Бажає спортсмену звитяжного виступу, а небесно-блакитне знамено хай буде його талісманом. Лінури перемоги, тільки перемоги. В принципі, у зв'язку з цим разом з Ельміра Ханум я хочу подарувати цьому хлопцю, нашому спортсмену, прапор, наш кримсько-татарський прапор саме з золотою тамгою, для того, щоб цей хлопець приніс виключно золоту медаль з Олімпійських ігор і таким чином підняв кримсько-татарський народ ще вище. За кримсько-татарський стяг, за свій народ та всю Україну Лінур налаштований боротися лише на перемогу. Свої сили він зможе випробувати 2 серпня. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 40 минут в этой студии с гостем мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня, которые непосредственно касаются временно оккупированных территорий, в частности, Крыма. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире на экраны ваших телевизоров. Режиссеры периодически выводят номер телефона +3 8073 419 41 58. Звоните к нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Можете присоединяться по скайпу. atr.tv – это наш адрес. А я рада представить гостя нашей студии. Это Юрий Гримчак, екс-заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб. Пане Юрий, витаю вас, ассаляму алейкум. Доброго дня. Я предлагаю наш эфир начать со следующего информационного сообщения. Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джепар сообщила, что в крымских санкционных списках находится около 5500 физических и юридических лиц. Давайте послушаем ее цитату. Саме санкції разом із міжнародною політикою невизнання спроб Росії легітимізувати окупацію Криму поряд з політикою міжнародної ізоляції Кремля здатні вплинути на поведінку країни-агресора. Санкційна політика стала зрештою вагомим і, мабуть, єдиним ефективним важелем для невійськового стримування Росії. Це також значні втрати надходжень до державного бюджету Російської Федерації, які Кремль міг би використовувати для подальшої модернізації своїх озброєнь. Также Министерство иностранных дел Украины поприветствовало принятие Советом ООН по правам человека резолюции сотрудничества с Украиной и помощи ей в области прав человека, которая поможет сообщать миру о нарушениях прав человека в Крыму. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Документ передбачає, що Рада ООН з прав людини протягом наступних 2 років продовжить розгляд ситуації з правами людини в Україні на всій її території в межах міжнародно визнаних кордонів. Розгляд буде проходити в рамках інтерактивних діалогів з Верховним комісаром ООН з прав людини на основі підготовлених її управлінням доповідей про ситуацію в Україні з особливим акцентом на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях нашої держави.
Естественно, это важное информационное сообщение, в особенности накануне инаугурационного саммита Крымской платформы. Я напомню, что саммит должен состояться 23 августа этого года. И сейчас Украина, Министерство иностранных дел Украины ведет активную работу в привлечении различных стран к этому саммиту. И стало известно, кто представит Французскую республику на саммите Крымской платформы, а именно посол Франции в Украине Кен де Понсен сообщил, что на саммите Крымской платформы будет представлен министр иностранных дел Франции. І скажемо це ще раз, що Крим не є частиною нормандського формату і мінського процесу. Тому так ми будемо представлені. Наш міністр закордонних справ пан Ле Дріан представлятиме Францію як на саміті Кримської платформи, так і на святкуванні 30-ї річниці незалежності України. Пане Юрию, вот как человек, который работал в министерстве по вопросам Крыма, по проблемам суверенитета Украины, территориальной целостности, как вы в целом оцениваете Крымскую платформу и как вы считаете, может ли такой саммит приблизить деоккупацию полуострова? Я вважаю, що це важливо. Особливо, якщо врахувати, що, чесно кажучи, останні пару років якось менше, як на мій погляд, Криму уділялось уваги. І це перше. І друге, це все ж таки треба розуміти, що весь час треба нагадувати нашим міжнародним партнерам про те, що Крим є окупована територією, яка на сьогоднішній день потерпає від окупації. І сама по собі Кримська платформа і участь в ній, в даному випадку представників Сполучених Штатів, Великобританії, міністр закордонних справ Франції, це досить високий рівень, який дозволить знову повернути саму проблему того, що Крим був окупований, в більш актуальний порядок денний. І тому мені здається, що і пані перший заступник нашого міністра закордонних справ, вона теж правильно сказала, що санкції досить серйозно впливають на економічну ситуацію в Російській Федерації. І в тому числі і санкції за окупацію Криму теж туди йдуть. То есть, по-вашему, основной задачей Крымской платформы является інформаційний шум? Ви знаєте, ні, не те, щоб інформаційний шум, я прошу вибачення, я зараз не приймаю участі, що там готують, яку резолюцію, бо сама по собі платформа, це ж, знаєте, зібратися, поговорити, це правильно, але який же на виході повинен бути документ. Так, взагалі-то такі речі відбуваються. Тобто якась резолюція, якесь звернення до світу і тому подібне, до тієї ж Росії, покиньте наш Крим, умовно кажучи. Тобто це, мені здається, що і це саме, знаєте, дай Бог пам'яті, по-моєму, в 1940 році, 1940 році, Державний департамент Сполучених Штатів заявив, що ніколи не буде визнавати країни Балтії, окуповані тоді Радянським Союзом, як частину Радянського Союзу. Я просто нагадаю, що 2 роки чи 3 роки тому Держдепартамент, тоді Помпео був державним секретарем, вони таку саму декларацію видали стосовно Криму. Тому на сьогоднішній день ось така резолюція або звернення, або щось, це саме, я думаю, що це буде підвалене по звільненню Крыму. А какое это будет иметь практическое влияние? Мы знаем, что сейчас готовится Крымская хартия. Над этим документом, я так понимаю, уже сейчас работают активно в Министерстве иностранных дел Украины, и мы понимаем, что на саммите Крымской платформы страны должны поставить подпись под этим меморандумом. Підписи вони повинні підтримати. І ще одне, треба розуміти, що санкції, вони дуже серйозно впливають. На сьогоднішній день, знаєте, я їхав до вас, читав там статтю одну, російською, між іншим, видання про те, що 3/4 населення Російської Федерації сьогодні не вистачає, не зводять кінці з кінцями. Це експерти Російської Федерації кажуть про свою країну. Тобто всі розмови про велич Росії, вони втикаються, як завжди, в холодильник.
І тому на сьогоднішній день санкції вони впливають добряче на ситуацію в Росії. І я думаю, що це шлях мирного звільнення саме Криму, якщо стосується. Хоча ми там 3 роки тому розробляли варіант, якщо пам'ятаєте, тоді була ідея миротворців на Донбасі. Да. І це була, з нашої точки зору, тоді ми розглядали залучення миротворців на Донбасі як такий проєкт, який можна буде потім використати для Криму. Ну, поки що пішли іншим шляхом. Ну, подивимось. Ну вот к теме Донбасса мы еще вернемся. Вы знаете, что сейчас Крымская платформа будет. Приняли стратегию по деоккупации Крыма. Перед саммитом Крымской платформы мы видели, как приняли закон о коренных народах, который, кстати, входит в пакет законопроектов Крымской платформы. Как вы думаете, почему это не было сделано при каденции Порошенко? Знаєте, мені так подобається, чесно, мені подобається, ми за 5 років повинні були, побудувати Всесвіт. Ну, не встигали ми, Всесвіт великий. Ми не зробили до кінця судову реформу, ми не зробили до кінця пенсійну реформу, ми не зробили до кінця реформу армії. Слухайте, але ж у нас серйозні бої такі, з великою кількістю і втратами, в тому числі з нашого боку, і з бронетехніки, закінчили от якраз в 15-му році, влітку. Останні були такі серйозні масштабні бої під Мар'їнкою. Да. Тобто ми воювали, і у нас була війна, гаряча фаза, причому інколи ніхто не знав, чим закінчиться наступний день. Інколи не знали, який цей день закінчиться. Потім ми прийняли країну, в якій не було пусті рахунки казначейські, не було чим виплачувати пенсії, не було чим виплачувати заробітні плати, в тому числі бюджетної сфери. Була армія, яка нараховувала на той момент, якщо всіх зібрати в одному місці, до 6 тисяч військових, які вміють і готові взагалі тримати бій. Тобто ми займалися надзвичайно великими кількістю. Сказати, що 5 років – це такий термін, за який треба було повністю змінити все, це просто нереально. Бо сьогодні ми маємо 2,5 роки, фактично, нового президента, умовно кажучи. А можна я спитаю, а що за цей час зроблено, що так казати? Прийнятий закон, він правильний закон, його треба було приймати. Сказати, що він прямо зараз, сьогодні вирішить всі проблеми, погодьтесь, ні. Він надзвичайно важливий, хоча, якщо чесно, за останні 2,5 роки ми ще повинні були прийняти закон про нацменшин. Бо ми, коли приймали закон про функціонування державної мови, просто сьогодні там теж у нас там були баталії, то в той момент було сказано, що це закон, який забезпечив функціонування державної мови української як державної. Але потрібен закон про нацменшини і так далі. Ми сказали, що ми обов'язково його приймемо. От пройшло 2 роки. Ніхто нічого не робить. Армія сьогодні, дивився там у своїх товаришів, не купується ані бронетехніка, ані форма, ані берці, ані бронежилети. Нічого не купується. Замовлення немає. І багато чого іншого, вибачте. Тобто на сьогоднішній день сказати, чому не зробили, не встигли. Не все можна було зробити на той момент. Тому що в мене таке враження, що ті 5 років, коли ми були при владі, вони, знаєте, були як один такий спалах. 5 років кожного дня, причому ми ж не обговорювали, що у нас там депутата спіймали під наркотою. Такого ж не було. У нас були там безвіз, Томас, закон про мови, багато чого іншого. Реформа армії, реформа судової системи, бо перший етап судової реформи ми закінчили. Верховний суд був обраний новим і так далі.
те, що за 2 роки так і не спромоглися далі продовжити, ну це вже не наша провина. Ну, справедливости ради нужно сказать, что во внешней политике действительно Украина стояла на очень четких и серьезных позициях. И зовнішня політика. Кстати, сейчас говорят, что как раз-таки вот на внешней политике, во внешней политике мы зазнаємо поразки, як кажуть українці. Знаєте, я не знаю. У мене таке враження, що, от, знаєте, ну, назвіть мені хоч один успішний візит нашого президента за кордон. Ну, от Німеччина була, Франція, була Нормандський формат. Ми щось з цього виграли. Ми зробили якісь кроки кудись. Ну, якщо нарахувати, що Північний поток буде завершено найближчим часом. Тобто тут питання в тому, що зовнішня політика. За великим рахунком президент в Україні відповідає за 2 речі, згідно Конституції. Зовнішня політика і оборона. Вибачте, але там я бачу самі провали. Тому що на сьогоднішній день та формула, яку вигризали фактично, що про Україну без України не розмовляють, сьогодні вона фактично, ну, нашими партнерами уже игнорует. Давайте как раз обсудим с вами визит президента Украины в Германию. Буквально несколько дней назад состоялся визит президента Украины в Германию, где он встретился с руководством Германии, в частности, провел 4-часовые переговоры с Ангелой Меркель. И вот на пресс-брифинге после этих переговоров прозвучало очень много важных, на мой взгляд... Після, а не до? На пресс-брифинге после переговоров. Перед. Якщо мені пам'ять не зраджує. Тобто вони спочатку поговорили, а потім пішли вечеряти. І 4 години там розмовляли. Так, и вот на пресс-брифинге прозвучало очень много важных тезисов. Ангела Меркель настаивала на необходимости имплементации формулы Штайнмайера в украинское законодательство. Президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал кластеры, которые были акцептованы Францией, Германией и Украиной. И сейчас ждем подтверждения, как сказал президент, и акцептования с российской стороны. Вообще у меня для начала вопрос относительно понимания, что из себя представляют эти кластеры и формула Штайнмайера, потому что документов мы не видели. Есть ли у вас это понимание, что из себя представляють ці кластери? Ну, кластери були опубліковані в російській пресі. Наскільки вони відповідають дійсності, вибачте, знову ж таки, ну, я не можу сказати. Причому була точка зору представлена Німеччини і Франції, була точка зору України, і начебто є точка зору Росії, і вони між собою різняться. Мені не подобаються кластери. Чому, я поясню. Тому що Російська Федерація дуже любить, знаєте, виконувати свої зобов'язання. Знаєте, от першу сторінку виконуємо, да, а другу, третю пропускаємо і йдемо одразу на 5. І мені здається, що розбивка рішення, в тому числі по досягненню миру, покластерно, да, тобто пошагово, якщо хочете. Тобто оце зробили, далі йдемо. Вона саме несе загрозу того, що ну, в якийсь момент Росія просто зупинить її виконання і на цьому все скінчиться. Формула Штайнмайера, вона не зовсім була формула Штайнмайера, а мені здається, більше формула Лаврова, але вона передбачає проведення виборів на окупованих територіях без контролю, ну, фактично при наявності окупаційних військ. Тобто сказати, навіщо ця формула виникла в 2016 році, і в 2016 же році вона була благополучно похоронена. І про неї ми забули, там обговорення йшли, але вона так і не була офіційно затверджена. Але в 2019 році для того, щоб відбувся нормандський формат, за командою президента Зеленського наша делегація тодішня в тристоронній мінській групі погодила цю формулу. Я не знаю, навіщо ми це зробили, бо нормандський формат відбувся, він фактично не виконується. Ну, от я не знаю, ви дивитесь, там одним з пунктів було те, що Червоний Хрест повинні допустити
до ув'язнених в ізоляції, там в 32-й колонії Макіївській і в інших містах, де утримуються люди, яких ми хочемо повернути. До сьогоднішнього дня ніхто нікого нікуди не пускає. Вже рік у нас немає навіть натяків на обмін. Не те, що там готуються вони чи щось роблять. Нічого не відбувається. І вчора чи позавчора керівник представництва Червоного Хреста, яка була в Донецьку, вона заявила, що треба збільшувати гуманітарну допомогу і так далі. Це вітав хтось там з керівників цього так званого ДНР. Але у мене одне питання. Хлопці, я вам вірю, можливо, і треба гуманітарку збільшувати все. Але вас не пускають до наших ув'язнених. Де? Це пряма норма нормандської зустрічі. Вона там прописана. І досі це не виконується. Тому мені здається, що не все так просто. І тому мені здається, що коли пані Меркель говорить про формулу Штайнмаєра і щось там вимагає, ну, тут треба тримати удар вже пану Зеленському, тому що не треба було свого часу цю формулу взагалі згадувати. Бо ми завжди казали, що спочатку безпекові умови, і коли нам показували там 10-й пункт, що вибори, що контроль над кордоном переходить після проведення виборів на наступний день, ми погоджувалися і казали, добре, тоді давайте зробимо таким чином, ми заведемо сюди миротворчі сили, вони стануть на кордоні, не Збройні сили України, а миротворці. Тогда Россия на это согласилась, если... Ні, Росія тоді не погодилася. Росія не погодилась, тоді там була така весела історія, як весела. Наскільки це весело може бути в наших умовах. Була інформація, вона була розповсюджена в тому числі і в ООН, про те, що готується спільна резолюція за участю Сполучених Штатів, Великобританії, Франції, України про миротворців. Угу. І Російська Федерація в той момент погодилась на те, щоб миротворці були, вони внесли свою резолюцію про миротворців, що вони, да, давайте миротворці, але миротворці повинні стати на лінії розмежування. Так вони пропонували. Але питання в тому, що вони, знаєте як, це називається, вони погодились на те, що миротворці будуть присутні. І далі всі сказали, добре, резолюцію України, Франції, там, Великобританії і Америки в сторону, давайте вашу, але з нашими поправками. І там почалася достатньо серйозна дискусія. Тобто до того моменту Росія взагалі заперечувала будь-яку участь миротворців, а тут вона сама запропонувала. Ну тут їх трохи піймали на ініціативі. Але далі тоді була, умовно кажучи, використовуючи досвід Східної Славонії, це Хорватія, де була введена миротворча місія. Вона там була цивільна, поліцейська і військова. Ми вважали, що військова місія повинна перекрити кордон, причому виконуючи Мінські домовленості. А якщо чесно, то протокол про виконання Мінських домовленостей від вересня 2014 року, де одним з пунктів, що ОБСЄ повинно було забезпечити верифікацію кордону. Але, на жаль, вона не змогла фізично. Сейчас мы понимаем, что Минские соглашения были обречены. Тогда это не понимаете? А чому ви вважаєте, що вони обречені? Ну, мы же понимаем, что Россия бы в любом случае не согласилась на те условия, которые... Питання в тому, знаєте... Мы же видим, как сейчас все замыкается на нежелании России выполнять. А воно, ви думаєте, тоді були у них... Последовательность Минских соглашень. Я прошу вибачення. А коли Радянський Союз почав відвід своїх військ з території Німецької Демократичної Республіки в 89-му році, це тому, що вони так хотіли звідти піти, чи тому, що склалися такі умови, які, подальше перебування російських військ вже не радянських військ вже не передбачалося. Тобто Мінські домовленості, вони фактично закладають умови про те, що вперше за останні 30 років, а за великим рахунком ще більше, Росія була представлена в Мінських домовленостях не як посередник, а як сторона конфлікту. Це вперше. Подивіться, от Нагорний Карабах. Росія була. Хто вона? Вона посередник. Хто воює начебто між собою?
Арменія і Азербайджан. А за великим рахунком Росія, яка стояла за армійськими частинами Республіки Арменія. Але ж там Росія, і всі зрозуміли. І там були і інструктори, і війська, і так далі. Вот, кстати... Придністров'я один в один. Абхазія, Осетія. Всі такі території, там завжди Росія була миротворцем. Хоча відкрито приймала участь на стороні однієї з конфликтів. Вот к Нагорно-Карабахскому конфликту мы еще вернемся. У меня здесь возник вопрос, но для начала я предлагаю подключить к нашему эфиру Володимира Фесенка, політичного аналітика. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Володимире, вітаю вас, салям алейкум. Витаю вас. Да. Пане Володимире, как вы оцениваете визит президента Украины Владимира Зеленского в Германию и встречу с Ангелой Меркель? Вот на пресс-брифинге услышали ли вы что-то новое, заметили ли, возможно, какие-то прорывные решения? Ничего принципиально нового я не услышал, но у нас очень много опять каких-то разговоров, чуть ли не воплей про зраду, вот про формулу Штайнмайера. Да. На самом деле, формула Штайнмайера, напомню, впервые была еще в 2016 году согласована, когда еще когда работал еще нормандские форматы на уровне лидеров. После этого была пауза. Потом вот к ней в 2019 году вернулись и зафиксировали текст. И на встрече в Париже в декабре 2019 года, собственно, была договоренность, что это надо имплементировать в украинское законодательство. Тут Меркель ничего не придумала, она просто напомнила об этой договоренности. Но очень важно иметь в виду, что и в Минских соглашениях, и даже вот в этом тексте в формуле Штайнмайера речь идет о проведении выборов на основе стандартов ОБСЕ. А это предполагает безопасность избирательного процесса, его верификацию, контроль со стороны Центра избиркома украинского и многое другое, что россияне и сепаратисты не хотят выполнять. Так что тут нет ничего страшного, но есть сложная тактическая игра. Кстати, это предполагает и вопросы безопасности с контролем над границей. Не обязательно чисто украинским контролем, совместным, международным, но это тоже должен быть предмет договоренностей. На мой взгляд, у нас опять, вы знаете, ждали какие-то конкретные договоренности от встречи в Берлине. Как сейчас ждут каких-то конкретных договоренностей по Украине от встречи Меркель с Байденом. Да. Не будет конкретных договоренностей, не может быть. На данный момент, их не было, кстати, и раньше. На данный момент просто нет оснований для конкретных договоренностей. По Северному потоку-2 фактически сейчас речь идет не о том, как его остановить. Уже, к сожалению, поздно. 5 лет назад надо было пытаться это сделать. Кстати, даже Трамп ввел санкции не по просьбе украинской стороны, а из эгоистических интересов США в борьбе за рынок газа в Европе. И сейчас речь идет о том, каким образом компенсировать потери в Украине и по вопросам безопасности, и экономические потери, либо о том, как обеспечить продолжение транзита газа через украинскую ГТС после 2024 года. Это предмет переговоров. И думаю, что решение появится не раньше, чем через год-два, по опыту предыдущих переговоров. По Донбассу то же самое. Готового решения нет, и, скорее всего, Россия будет держать паузу в переговорах по разным вопросам до смены власти в ФРГ, а может быть еще будут ждать и французских выборов президента Франции. Посмотрим. Во всяком случае, ситуация сейчас очень сложная в переговорном процессе. Может быть, вот о чем может идти речь, это и то в Штатах, это возобновление отдельного канала переговоров между США и Россией, который будет тесно взаимодействовать с переговорами в нормандском формате. Это может быть какой-то формат Волкер-Сурков? Да, именно это я имею в виду. В свое время как это работало? Как раз когда Россия поставила на паузу переговоры в нормандском формате, фактически с 17 года по 19, тогда именно через переговоры Волкера с Сурковым и Киев, и Берлин, и Париж влияли на переговорный процесс. Мне об этом рассказывали в немецком МИДе. Они готовили предложения, передавали их Волкеру, потом Волкер уже согласовывал итоги своего визита и встречи с Сурковым, уже согласовывал и с нашей страной, а также с Германией и Францией.
Пана Володимира, и еще один вопрос, который я не могу, конечно же, не задать. Вопрос кадровых изменений в нашем правительстве, который сейчас активно обсуждается в средствах массовой информации Украины, а именно отставка Министерства внутренних дел Украины Арсена Авакова. Вот как вы оцениваете эту новость? Потому что многие политические аналитики говорят о том, что Аваков, возможно, почувствовал какие-то негативные изменения в нашей стране и решил вот уйти в отставку. Я вот, к сожалению, последнюю часть вопроса не расслышал. Что Аваков, вот последняя часть вот политические аналитики говорят, что Арсен Аваков учуял какую-то негативную наближающуюся ситуацию в нашей стране и тем самым вот ушел перед такой бурей. Ничего подобного. Вообще много конспирологии. Я сейчас не буду перечислять все конспирологические версии. Ну, по Кенту, например, уже опровергнуто, потому что решение было принято еще до визита Зеленского в Берлин, и встреча с Кентом никак не повлияла. Эта вот версия, которую вы процитировали, тоже не имеет никакого реального, скажем так, значения. Аваков ушел в отставку только по одной причине. Об этом его попросил сам президент Зеленский. Команда Зеленского и сам президент 2 года, скажем так, они пользовались партнерской поддержкой Авакова, они нуждались в партнерской поддержке Авакова как влиятельного политика, как опытного и самого эффективного министра, тем более в таком правительстве, как вот было молодое правительство Гончарука, да и у Шмигаля тоже. Аваков выполнял роль стабилизатора и в административном, и в политическом смысле. Но сейчас, вот, как я понимаю, и сам президент уже 2 года проработал, и офис президента, они пришли к выводу, уже достаточно набрались опыта, окрепли, политически усилились, особенно в результате механизма санкций СНБО. И они пришли к выводу, да, можно взять под контроль Министерство внутренних дел. Поэтому Авакова попросили, и об этом была договоренность, как и сам Аваков говорил еще в 2019 году, попросили освободить место. И он это сделал очень конструктивно, предельно лояльно по отношению к президенту, без всяких скандалов и конфликтов. Поэтому это была отставка по просьбе президента. И отчасти сработала, конечно же, ситуация, сложная, неоднозначная ситуация с расследованием дела об убийстве Шеремета, Павла Шеремета. Вот скоро будет на днях 5-я годовщина этого убийства. Ну, вы знаете эту историю, поэтому я как бы не буду в детали вдаваться. Было очень много вопросов, в том числе на пресс-конференции президента, о политической ответственности Авакова. И, возможно, офис президента решил снять эту проблему, в том числе через отставку Авакова. Дякую вам дуже, пане Володимире. Чохсаг, у нас Володимир Фесенко, голова правління Центру прикладних політичних досліджень ПЕН та політолог, був з нами на прямому зв'язку. Пане Юрію, а як для вас стала ли неожиданностью отставка Авакова? Все-таки 7 лет, ціла епоха. Я думав, що, скоріше за все, це відбудеться восени. Так. У мене таке враження, що взагалі осінню збиралося звільнити весь уряд. Щоб, ви знаєте, всі зобов'язання, які були, брались і так далі. Чому це сталося? Ну, версія, яку пан Фесенка, вона, на мій погляд, не дуже відповідає дійсності, тому що, вибачте, Шеремета розслідували 5 років, і я нагадаю, що сказати, що там був крайній Аваков, там крайніми було 2 структури, які фактично розслідували цю справу. Це поліція. А я хочу нагадати, що керівник поліції у нас прийшов новий вже за часів Зеленського, бо там був інший генерал. І взагалі за поліцію у нас сьогодні відповідає керівник поліції, хоча частково і керівник МВС. Тому тут треба бути. Плюс прокуратура генеральна, нагадаю, головним там була прокуратура, у нас згідно нашого Кримінально-процесуального кодексу, в будь-якому розслідуванні головна є прокуратура. Вони так і називаються – процесуальний керівник прокурора. Тому сказати, що так вже Авакова ситуація зі справою Дугар і там Кузьменка,
і рів сильно на нього впливала. Мені здається, що тут інша ситуація. Чому, не можу сказати. Поки що сам точно не знаю. Але всі розмови, які там розповідають, вони, по-моєму, не зовсім праві. Отак. Денис Монастырский на пост министра внутренних дел. От чесно, от я навіть не можу згадати. Ну, от у нас, що цікаво, от я, наче людина, яка живе політикою, да? Я професійний політик. Я в уряді Гончарука, от якщо за великим рахунком, я можу згадати Авакова, Маркарову і, мабуть, самого Гончарука. Все. В нинішньому уряді, Шмигаль, Аваков, а ви пам'ятаєте, хто? Кулеба. Ну, чесно кажучи, ніякого впливу, мені здається, на зовнішню політику він не має. Там у нас Офіс президента. Єрмак. Єрмак, так. Да. Він головний по зовнішній політиці, хоча повинен бути президент, це така справа. А ще ви пам'ятаєте кого-небудь з міністрів? От я теж не пам'ятаю, я вам чесно скажу. Так от Монастирський був таким самим. Його ніхто не буде пам'ятати. У мене таке враження, що вони їх набирають, знаєте... Так дело ж не в помощь. Можно перечислить всех министров, которые есть. Ткаченко, остальных. Людей без обличчя. От вони не мають... Я поняла, о чому. А? Я поняла, о чому, да. Да. Тобто, я там ще, можливо, Шкарлета згадав би, да? Це плагіатор, як казали, міністр освіти. Але от, чесно кажучи, буду йти по Верховній Раді, я його не згадаю в обличчя. Вони ніякі. От Аваков був Аваков, був Омельян, був Петренко, був Гройсман, був Розенко, був Рева, був цей, як його? Клімкін, Кириленко, Кубів. Ці люди, вони мали обличчя, вони були серйозними фігурами. Нинішній уряд, я вам чесно скажу, я вважаю, що цей уряд до осені існує, потім їх всіх звільнять і прийдуть нові. У мене абсолютно... Єдине, що може завадити, це ковід, третя хвиля і все. Хто такий Монастирський? Ви про нього знаєте? Ви знаєте, чим він займає? Я знаю, да, він був помічником у Антона Геращенка, працював в цьому інституті майбутнього, але це не біографія людини, вибачте. Не біографія. Вот у нас еще буквально 3-4 минутки. Тему, которую мы с вами уже затрагивали, я обещала по этому поводу задать вопрос, который мне интересен, потому что по Карабахскому конфликту, мы знаем, тоже были Минские соглашения. И с 89-го року. Чи з 90-го, да. Да, почти 30 лет. Минские соглашения. Не, Минские перемовины. И группа сидела такая самая. Переговоры и группа, и были серьезные же участники. Франция, Соединенные Штаты Америки, да. Но мы увидели, как был отрегулирован, частично отрегулирован этот конфликт. И многие аналитики говорят, что, в принципе, Нагорно-Карабахский конфликт показал нам, что минские договоренности, дипломатические договоренности – это хорошо, но, к сожалению, неэффективно. Вот как вы думаете, насколько корректно переводить, экстраполировать опыт Нагорного Карабаха на Донбасс и на Крым? Какие выводы для себя мы должны сделать? Я думаю, що... Знову ж таки, повертаюся у минуле, коли я там в уряді працював. І ми тоді казали, що ще, по-моєму, у 18-му році керівник нашого Генерального штабу, тодішній головнокомандуючий генерал Муженко, він в одному з інтерв'ю сказав, що ми готові. Це офіційна позиція, тобто не просто я там його розмовляв з ним. Він сказав, що ми готові протягом, умовно, 2 тижнів звільнити Донецький і Луганський окремі райони. Какой-то год? 18-й. Десь якраз влітку. І він сказав 3 роки тому. Але він сказав, у нас є єдина проблема. Ми не знаємо, якими силами і засобами назустріч нашій армії вдарить Російська Федерація. В чому була відмінність між Карабахом і Ордло і Кримом? Тому що там Росія завжди була, їх там нет, вона була начебто миротворцем. А у нас вона прямий учасник конфлікту. І тому... По Донбасу вони теж говорять, нас там нет? Да, але питання в іншому. Вони говорять, нас там нет, і дуже розповідають на всіх своїх пропагандистських передачах, що
Якщо ви спробуєте звільнити Донецьк і Луганськ, ну вони по-інакше це формують, да? Ви втратите державу. Офіційно. Да, мы будем защищать русскоязычно. Ми, причому Путін неодноразово заявляв, що як тільки що, ми війдемо туди вже по повній. Хоча вона і там, і зараз там. Да. Але, понятно, да? Тому, можливо, розвиток подій, як на мій погляд, можливо, декілька варіантів. Перший, вони такі самі підуть. І з Донбасу, і з Криму. Чому? Тому що утримання таких територій з кожним роком все накладніше, а грошей у них за великим рахунком кожним роком все менше. Це перше. Другий варіант. Ну, один з аналітиків написав, що як в той момент, коли, умовно кажучи, війська Талібану будуть штурмувати там Душанбе, да, то вже зараз, наскільки мені відомо, фіксують, що частини, які були зосереджені на кордонах з Україною, частина з них піднімається і переміщується вже на південь Росії і південь ще тодішнього Радянського Союзу, в тому числі там деякі полки і дивізії вже там трохи не в кушку знову заходять. Це другий варіант. Ну і третій варіант – це коли, знову ж таки, наявність, прихід чергового гуманітарного грузу в Росії буде для них набагато важливіший, ніж збереження Криму в тому чи іншому випадку. Це повториться ситуація 89-го року на території Східної Європи, коли Радянський Союз повністю вивів свої війська, тому що, вибачте, тут було або отримаємо ножки Буша, або ми не отримаємо їх, і тоді у нас голод почнеться. Я думаю, що і такий варіант можливий сьогодні в Росії. Дякую вам дуже, пане Юрію. Чуксагом. У нас Юрій Гремчак, екс-заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб. Я с вами не прощаюсь. Мы прерваемся буквально на 4 минуты. Далее эфир телеканала АТР продолжает информационная программа «Заман». А потом мы вернемся в эту студию и продолжим наши эфиры. Коршкинч. Kısmet etse, eğer yarın uyansam, dünya gene baş urar mort kalbime. Manglayından sızılgan alkanını siler dünya şaşmalagan lebime. Allanırlar menim siyah leblerim, kuvanırlar bulutlarga güneşke. Nurlar yağar, mıhlar yağar üstüme, beşik sınar. Kabır düşer ateşke. Ateşlerge aldanır hor sözlerim. Uçtan acığa kalbini aydar sabanlar. Tavırların izlerine tolgan su. Gözlerimde tamçı, tamçı parıldar. Kısmet etse yarın tağda uyansam, urulacağım barıp dünya kalbine. Kanatları kırık, kokusu yarılgan bir kuş olup, silineceğim lebine. Yarın tağda uyanmazsam tuğanlar. Denizime aytım göz yaş dökmesin. Kainatqa bildirmesin taziye. Aytım ona. Men qaytarım. Beklesin. İlkbaharını müjdelegen sarı tülpan. Bari solmasaydın hiçbir zaman. Güzel yosma, Goncan ile endamını, erkün sever, öper adım, saygılarman. Gönlümüzünü hoşlandırdın sarı tülpan. Ben de seni elden, yelden kıskanman. Uzaklardan
kökten, yerden çok suyamen, güneşlerinin, yıldızlarının közü yaman. Sarı tulpan, bahçamızı şenlendirdin. Pek az zaman, kırık gönlüm eğlendirdin. Yarın sen de kırılacak, olacaksın. Olacaksın, bu cihanga niçin geldin? Політв'язню Яцькіну терміново необхідна допомога. В нього загострилися хронічні захворювання. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. Вона наголошує, що незаконно засуджений в окупованому Криму український політв'язень Іван Яцькін потребує фахового медичного обстеження та лікування. У нього загострилися хронічні хвороби ніг. Запалення судин призвело до утворення трофічних виразок. Він постійно страждає від нестерпного головного болю, каже Денісова. Втім, адміністрація СІЗО номер 1 окупованого Сімферополя, де утримується Іван Яцькін, ігнорує його прохання про допомогу. Людмила Денісова вимагає від російської омбудсменки Тетяни Москалькової допомогти бранцю, а міжнародні інституції просить тиснути на Москву. Бездіяльність адміністрації є грубим порушенням статей 2 і 3 Європейської конвенції з прав людини і статті 22 мінімальних стандартних правил поводження із в'язнями. Європейський суд з прав людини неодноразово наголошував, що ненадання необхідної медичної допомоги є катуванням. Закликаю міжнародну спільноту відреагувати на факти порушення прав та вжити всіх можливих заходів, аби припинити тортури стосовно українських громадян у місцях несвободи Російської Федерації. Уродженця села Войкове Первомайського району Івана Яцькіна окупанти затримали в жовтні 2019 року та звинуватили в державній зраді. Окупаційні слідчі стверджували, що Яцькін передавав СБУ російські державні таємниці. У травні окупанти засудили чоловіка до 11 років колонії суворого режиму. Ремонтні роботи на КПВВ «Чаплинка» продовжено. Пункт пропуску на адмінмежі з окупованим Кримом не працюватиме до 15 серпня, повідомляють у Херсонському прикордонному загоні. Водночас КПВВ «Чонгар» та «Каланчак» працюватимуть у штатному режимі. Наприкінці травня в Херсонській облдержадміністрації повідомляли про закриття пункту пропуску «Чаплинка» з 7 червня на двотижневий ремонт, але пізніше терміни відклали. Крим накриє аномальна спека з 16 по 20 липня. Очікується, що температура підвищиться приблизно на 7 градусів вище за кліматичну норму, повідомляють в окупаційному управлінні МНС Криму. Людей закликають підтримувати вдома прохолодну температуру, уникати фізичних навантажень та перебувати в тіні. Також рекомендується носити світлий одяг та головні убори, більше пити та приймати холодний душ. За такої погоди, звісно, заборонено розводити багаття в лісах, палити, кидати недопалки, підпалювати траву або ж залишати під сонцем пляшки чи скляні уламки. Місцеві жителі вже фільмують підтвердження африканської спеки. Так у громадському транспорті Севастополя тримається плюс 45. Окупанти поранили 2 українських воїнів неподалік Новотошківського на Луганщині. Гатили з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Один боєць з пораненнями середньої тяжкості, інший у задовільному стані, повідомляють у штабі операції Об'єднаних сил. Їх евакуйовано до шпиталю. Крім того, окупанти били зі ствольної артилерії та важких мінометів уздовж всієї лінії фронту. У напрямку Новогригорівки російські окупанти застосували артилерію калібру 122 мм і міномети 120-го калібру. Неподалік Світлодарська збройні формування Російської Федерації вели вогонь з мінометів 82-го калібру. Поблизу Водяного, що біля Донецька, противник обстрілював наші позиції з мінометів 120-го та 82-го калібрів. Біля Красногорівки ворожі війська застосували міномети 120-го калібру. Захисники відкривали вогонь у відповідь.
відсіч ворожим диверсантам та охорона стратегічної інфраструктури. Біля адмінмежі з окупованим Кримом тренуються спецпризначенці СБУ, бійці Національної гвардії, Збройних сил України та поліцейські. В умовах, наближених до бойових, відпрацювали сценарій протидії диверсійним групам та перевірили захищеність об'єктів критичної інфраструктури на Арабатській стрілці та в Генічеському районі Херсонщини. Серед іншого, виконували десантування з гелікоптерів. Під час тренувань передбачені певні обмеження, повідомляють в СБУ. Зокрема, в деяких районах можлива тимчасова заборона проїзду. Також при собі просять мати документи, що посвідчують особу. Верховна Рада звільнила Арсена Авакова. Його відставку з посади міністра внутрішніх справ підтримав 291 народний обранець. Принципово не голосували лише дві парламентські фракції – «Батьківщина» та «Опозиційна платформа за життя». Арсен Аваков просидів у міністерському кріслі рекордних 7 років, 4 місяці та 16 днів. Спікер парламенту Дмитро Разумков після голосування сказав, що варто подякувати Авакову за роки роботи. Втім, деякі нардепи закликали не лише до звільнення Авакова з посади, а й до кримінальної відповідальності. Інші закликають відправити у відставку весь уряд. Без перебільшення українці чекали з того моменту, як обрали нову Верховну Раду останнього 9-го скликання. Тому що там, в новому Кабінеті міністрів, ніколи не мало бути такої людини, як Арсен Борисович Аваков. Я вважаю, що ця відповідальність має бути не лише в тому, що його звільнять, а в тому, що за всі підлоги, за те все, що відбувалося в Національній поліції, яка зараз асоціюється з кришуванням, вбивствами, гвалтуванням, ця людина має понести і кримінальну відповідальність. З Арсеном Аваковим ми пройшли помаранчевий майдан, Революцію Гідності. Ми разом боролися з бандою Януковича і клікою Путіна, який буде відповідати в Гаазі. Але зараз мова не про персону, не про персоналії, а про політику, про міністра уряду Зеленського. Нагадаю, Арсен Аваков днями сам написав заяву про звільнення. В тексті до Верховної Ради України просив прийняти його відставку відповідно до закону про Кабінет міністрів. Від руки дописав 2 слова «честь маю». Окремо на своєму Фейсбуці він подякував команді МВС за роки спільної праці, кожному офіцеру, рядовому та службовцю. Згодом президент України Володимир Зеленський представив фракції «Слуга народу» голову правоохоронного комітету Верховної Ради Дениса Монастирського як кандидата на посаду очільника МВС. Він, до слова, був відсутній, коли звільняли Авакова. За призначення Монастирського голосуватимуть у п'ятницю, 16 липня. У Києві вшанували пам'ять борців за турецьку демократію. Тих, хто влітку 2016 року чинив спротив спробі державного перевороту в Туреччині. Захід почали турецьким гімном та молитвою. Посол Турецької республіки в Україні Ягмур Ахмед Гюльдере подякував співвітчизникам, які не допустили перевороту в країні. У саду троянд, які висадили у Києві в 2019 році, в пам'ять про загиблих представили фотографії тих подій. Серед присутніх були дипломати, представники турецької громади та меджлісу кримсько-татарського народу. Бажаючі залишили свої побажання у книзі пам'яті. Трагедія забрала життя 251 людини. Координатор організації «Тіка» Джунейт Есмер згадує жахливу ніч з 15 на 16 липня 2016 року. 15 липня – один з найскорботніших днів в історії Туреччини, тому що тоді наші співвітчизники здійснили зрадницький вчинок щодо власної держави. Ми обурені і засуджуємо тих, хто брав участь у спробі перевороту, та дякуємо всім, хто не допустив цього. В Туреччині цей день відзначають як День демократії і національної єдності. Ввечері 15 липня 2016 року в Туреччині почалася спроба заколоту. Військові проголосили, що цілковито взяли владу у свої руки і заявили про запровадження воєнного стану та комендантської години. У спробі державного перевороту взяли участь понад 8 тисяч військовослужбовців. Було задіяно 35 літаків, 3 кораблі, 37 вертольотів, 70
54 танки, 246 БТРів. У відповідь президент Реджеп Таїп Ердоган закликав людей виходити на вулиці. Влада Туреччини поклала відповідальність за заколот на рух ісламського проповідника Фетхулаха Гюлена, який з 1999 року живе в США. Сам Гюлен відкинув звинувачення в причетності до путчу. Станом на ранок уряд взяв ситуацію під повний контроль. Майже 3000 солдатів були затримані та засуджені. Цього іракського юнака вже немає в живих. 17-річний хлопець був серед десятків пацієнтів, які загинули під час пожежі в ковідній лікарні міста Насирія. Його батько хоче отримати його тіло. У вогні також загинули дружина та тітка чоловіка. Що мене зробити? Кому плакатися? Мій син, моя дружина і моя тітка. 3 загиблих з однієї сім'ї. 2 ми поховали, але тіла сина все ще немає. Я не хочу чекати місяць або 40 днів. Поверніть мені сина, і мені стане легше. Він не єдиний, хто втратив одразу 3 родичів. У мене загинули 3. Тепер, якщо захворієте, сидіть вдома, не ходіть по лікарні. Клянуся, це не лікарня. Мій батько хоче померти, він втомився. Чим моя сім'я заслужила таке? Що такого зробили мої мати, бабуся і брат, щоб заслужити таку смерть? За даними Міністерства охорони здоров'я Іраку, у пожежі загинули 60 людей. З них понад 20 обгорілих тіл ще не впізнані. При цьому раніше Іракське державне агентство повідомляло про 92 жертви. Більше сотні людей постраждали. Задні металеві двері були зачинені. Люди лізли один на одного. Ми задихалися, ми на силу вибралися. Деякі були обпалені, але моя мама пропала. Я не знайшов її. Я хочу її назад, навіть якщо це її останки. Відділення для ковідних пацієнтів побудували лише 3 місяці тому. Повідомляють, що при його будівництві використовували легкозаймисті матеріали. Крім того, у відділенні не вистачало пожежних виходів. За попередніми даними, пожежа почалася в результаті вибуху балона з киснем. У квітні схожа трагедія сталася в лікарні в Багдаді. Тоді загинуло 82 людини. Президент Іраку заявив, що в обох випадках винна корупція. Зі Старого Криму до Токіо кримського татарина проваджають на Олімпійські ігри 2020. Борець Ленур Теміров буде представляти Україну на Олімпіаді в Токіо. 31-річний спортсмен почав займатися греко-римською боротьбою ще в 6 років. Зараз його мета – привезти олімпійське золото. Подготовка проходила у нас поэтапно. Мы проходили сборы в разных городах. И последний хороший сбор был в горах у нас, в Закопанах, мы там провели сбор. И сейчас мы проходим предолимпийский сбор уже здесь, в столице, на олимпийской базе Кончи-Заспа. Это предолимпийский сбор уже, и 25 числа мы уже вылетаем в Токио на старт. В первых числах августа будем бороться. Незмінний тренер Ленура Ісмет Салієв пишається своїм підопічним. Під орудою свого наставника Ленур вже чверть століття. З ним і пов'язує всі свої звитяги. Першу міжнародну бронзову медаль Ленур завоював у чемпіонаті Європи ще юнаком. Згодом виборював медалі в кожній віковій категорії. А у 2019 році на чемпіонаті світу в Казахстані виборов ліцензію на Токійську олімпіаду у складі синьо-жовтої збірної. Для тренера Ленур Теміров, як рідний син, впевнений, борець гідно підготувався. Я думаю, он неплохо готов к этим Олимпийским играм. Вот. Надо хорошо подойти психологически и будем бороться за медали. Вот. Я думаю, он достоин завоевать медали. Уже был призером и мира, и был призером Европы был неоднократно. Ждем от него медали. Підтримати та надихнути Ленура на звитяги прийшли лідер кримсько-татарського національного руху Мустафа Джемілєв, перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джепар, муфтій духовного управління мусульман Криму Айдер Рустемов та керівництво меджлісу. Бажаємо, щоб кримсько-татарський національний прапор і державний прапор України був завжди, кожний його крок там супроводжував на Олімпіаді. Ну і зрозуміло, ми всі сподіваємося і бажаємо, щоб державний прапор України піднявся як прапор переможця
І коли той прапор державної України буде підніматися, Ленур буде тримати поруч і кримсько-татарський національний прапор. Бажаємо успіху тобі, друже. Національний стяг ручної роботи з золотою тамгою Ленур отримав і від колишнього політв'язня Ісмаїла Рамазанова. Бажає спортсмену звитяжного виступу, а небесно-блакитне знамено хай буде його талісманом. Ленури перемоги, тільки перемоги. В принципі, у зв'язку з цим разом з Ельміра Ханум я хочу подарувати цьому хлопцю, нашому спортсмену, прапор, наш кримсько-татарський прапор саме з золотою тамгою, для того, щоб цей хлопець приніс виключно золоту медаль з Олімпійських ігор і таким чином підняв кримсько-татарський народ ще вище. За кримсько-татарський стяг, за свій народ та всю Україну Ленур налаштований боротися лише на перемогу. Свої сили він зможе випробувати 2 серпня. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Селям алейкум, хайрлах шамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 40 минут в этой студии с гостем мы обсудим основные новости и события информационной повестки дня. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. Звоните к нам в студию +3 8073 419 41 58. Можете звонить нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Можете присоединяться по скайпу. atr.tv – это наш адрес. И не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, а так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Поддержать телеканал АТР вы можете, подписавшись на наш Patreon, и таким образом можете стать членом большой крымско-татарской семьи АТР. Звоните к нам важен ваш голос, а я рада представить гостя нашей студии Василь Вовк, експерт з питань безпеки. Вітаю вас, пане Василю. Селям алейкум. Алейкум салям. Да. Добрый вечер. Пане Василий, я предлагаю наш эфир начать с такого информационного сообщения. Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмine Джапар сообщила, что в крымских санкционных списках находится около 5500 физических и юридических лиц. Вот ее цитата. Саме санкції разом із міжнародною політикою невизнання спроб Росії легітимізувати окупацію Криму поряд з політикою міжнародної ізоляції Кремля здатні вплинути на поведінку країни-агресора. Санкційна політика стала зрештою вагомим і, мабуть, єдиним ефективним важелем для невійськового стримування Росії. Це також значні втрати надходжень до державного бюджету Російської Федерації, які Кремль міг би використовувати для подальшої модернізації своїх озброєнь. Министерство иностранных дел Украины поприветствовало принятие Советом Организации Объединенных Наций по правам человека резолюции, которая называется «Сотрудничество с Украиной и помощь ей в области прав человека», которая может сообщать миру о нарушениях прав человека в Крыму и на Донбассе. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Документ передбачає, що Рада ООН з прав людини протягом наступних 2 років продовжить розгляд ситуації з правами людини в Україні на всій її території в межах міжнародно визнаних кордонів. Розгляд буде проходити в рамках інтерактивних діалогів з Верховним комісаром ООН з прав людини на основі підготовлених її управлінням доповідей про ситуацію в Україні з особливим акцентом на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях нашої держави. Пане Василю, как вы считаете, вот ныне существующие персональные санкции в отношении России из-за оккупации Крыма, из-за ее агрессии, продолжающейся на востоке Украины, насколько эффективны? Я уважно послухав шановну Аніме, вона
до речі, дуже об'єктивно сказала, стисло, але там вклала вона те, що санкції мають велике значення, і це дійсно тиск на Росію, невизначальний тиск, ми всі це розуміємо, і одними санкціями ми Крим не повернемо і не проженемо агресора з Донбасу. І вона наголосила, що на сьогодні це, мабуть, єдиний важіль, який може впливати на Росію. Санкції – це нервування людей, тому що там попадають високопосадовці, бізнесмени, яким необхідно і відвідування відповідних країн для розширення свого бізнесу, і зустрічі, і так далі. Але окрім санкцій нічого немає. І коли ми очікуємо, що через рік-два із-за санкційних важелів Росія впаде, маємо розуміти, що це не так, і не підкріплені санкції іншими важелями впливу нічого нам не дадуть в сенсі повернення Криму. Я завжди відверто говорю, щоб ви всі розуміли, і вашим колегам, і в плані деокупації Донбасу. Хорошо, а о каких других инструментах влияния идет речь вместе с... Звичайно, очікується таке питання. Я хотів продовження це сказати, але дякую, що ви мене направили пошвидше. Кримська платформа – дуже позитивна річ, така якби розпіарена річ. Ми запрошуємо всіх приєднатися і так далі. Я можу сказати, що це поєднано. Кримська платформа, санкційні списки – це десь ота, знаєте, невоєнна організація визволення Криму і Донбасу. Ми ж не переходимо до воєнних дій, ми не кажемо про військове звільнення цих територій поки що, але ж цей варіант не виключається. І ніхто ж не... Я більше того впевнений, що без цього варіанту нам дуже складно буде звільнити Крим, особливо Крим. Особливо Крим. Тому я вітаю платформу як доповнення до санкцій, або навпаки, санкції як доповнення до платформ. Але можу заявити відверто і чесно, що ця платформа буде дієві, якщо вона буде розміщуватись хоча б на околицях Лондона або при якомусь передмісті Вашингтона. Ви розумієте, про що я кажу? Цю платформу мають організувати Сполучені Штати Америки і Велика Британія як гаранти нашої незалежності, територіальної цілісності за меморандумом 1994 року. І мене завжди болить, і я про це кажу, і закликаю всіх, в тому числі вас, кримських татар, говорити, де ви були, шановні друзі, своїми есмінцями. Ви знаєте мою позицію щодо того. Ми про це говорили, може трошки жорстко, емоційно, але коли я обдумав це все і запитав себе, може ти був, Василь, неправий, я сказав, що я можу це повторити де завгодно і скільки завгодно, як би це десь виглядало не зовсім патріотично. Але я патріот. Я патріот і завжди буду за кримських татар і за Крим, Україна. Але давайте реально дивитися. Сьогодні кажуть, що навчання в Чорному морі приближають нас до повернення Криму. Завтра розглядається законопроект про допущення військ для навчань іноземних держав на території України. Я собі і нам задаю запитання. У нас проходять масштабні навчання. 30 країн, 50 країн, 60 країн. І в цей час Росія наступає. На сході чи з того ж півдня, з Криму, окупованого сьогодні, чи навіть з півночі, з території Білорусі. Наступає, а в нас тут всі країни НАТО проводять навчання. Яка буде реакція командирів цих навчань? Знаєте, яка буде? Швиденько покинуть територію України через Польщу. На сьогодні вони не готові воювати навіть на платформі, ідеологічній платформі, от ту кримську платформу, про яку ми говоримо. То що говорити про збройну сутичку? Так, а чому вони повинні за нас воювати? О, питання. Правильно, не повинні вони за нас воювати. Але що нам дає, коли ми кажемо, що навчання в Чорному морі, навчання, допуск іноземних військ на територію України допоможе нам повернути Крим і Донбас? Що нам? Нічого не дає. Тому потрібно міняти, мабуть, направлення роботи щодо повернення Криму і деокупації Донбасу. Яким чином? Я згоден, і санкції – це добре, ми маємо вимагати, підтримувати санкції. І платформа – це чудово, це дуже така ідеологічна річ, яка
робить погано росіянам, чисто навіть в морально-етичному плані, хоча про яку етику і мораль можна там говорити, але все одно їм це неприємно, для них це виклик. Але це не те, що ми можемо робити рік, 2, 10, 20, 30, і просування в визволенні Криму і деокупації Донбасу реальному просуванні не буде. Під санкційними заходами Росія ніколи не впаде, тим більше, що багато з них, ми маємо теж тут правду сказати глядачам, вони формальні, а деякі з них просто не виконуються. Надаються нам, Україні, як те, що санкції, а продовжують працювати. Ми маємо розуміти, що бізнес править світом. І бізнесові зв'язки, я на такому не зовнішньоекономічні, не на політичному, дипломатичному, на простому рівні наших людей. Оці бізнес-зв'язки між Росією, Францією, Італією, Німеччиною, Європою і Сполученими Штатами Америки, вони настільки широкі, настільки глибокі, що інколи вони не помічають ці санкції. Ми маємо це теж визнавати. І не радіти тому, що ввели додаткові санкції, ура, ну, слава Богу, це добре, хай понервують, але тільки понервують. Пане Василь, понятно, что за нас никто каштаны с огня таскать не будет, да, но мы ведь можем приводить аргументы нашим западным партнерам, что вопрос агрессии России в Украине – это не только вопрос территориальной безопасности Украины, но и вопрос территориальной безопасности Европы, потому что Украина стоит в авангарде. Ми ці аргументи приводимо, вони ці аргументи сприймають зовні, а внутрішньо вони реагують на них так. Слава Богу, ми зупинили на лінії розмежування на Донбасі Росію. І так буде. Буде вона російський, то Донбас українським. Я вам кажу те, що я аналізую. Я зустрічався із представниками ОБСЄ і був учасником Мінських перемовин. Я знаю, про що вони думають. Як думають? Я бачив, як вони розмовляли з Михайлом Зурабовим, на той час представником Росії, Хайді Тер'явінь. Там є розуміння того, що аби не гірше. А про Крим, є адмінкордон, там все, Росія каже, нібито не піде, і слава Богу. Аргументы наши, ну и еще аргументы. Так, а до каких пор они будут преследовать эту политику умиротворения агрессора? Ну, очевидно же, что разговаривать с агрессором языком доцента и профессора абсолютно неэффективно. Лісом, ми з вами перед ефіром мали можливість поговорити. Я скажу, що я в цій студії з вашим колегою була розмова також в основному про Крим. Якби ціленаправлена передача. І він зі мною погодився, знаєте з чим? Я скажу з чим, що звільнити Крим можливо тільки тоді, це от щодо, він каже, а санкційні ці заходи, так, санкційні заходи, коли Сполучені Штати Америки і великі країни Європи скажуть, ми розриваємо дипломатичні стосунки з Росією, будь-які зовнішньоекономічні зв'язки і забуваємо, що є така країна Росія. Обрублюємо оці кордони всі, дипломатичні, соціальні, зовнішньоекономічні. От тоді Росія може піти на розмову, а не говорити про те, що Крим ми навіть не хочемо згадувати, це російська територія і не говорить. Хорошо, І він погодився зі мною. вопрос. Да, у меня встречный вопрос. А что может стать триггером того, что Соединенные Штаты Америки, Британия и так далее примут такие радикальные меры? Почему это не было сделано 7 лет назад, в 2014 году? Коли Росія піде далі, коли Росія дійде до кордонів НАТО. І хотіли розлугу відповідь, я не буду її давати. Ви зрозуміли, і наші глядачі, про що я кажу. Коли Росія дійде до кордонів НАТО, вона дійде тоді, коли окупує Україну. От тоді вони зрозуміли, то, що ви кажете, що наші аргументи, що це ж не наша безпека, це ваша безпека. Ці аргументи вони сприймають, але серйозно в них не вірять. От в чому річ. От в чому річ. Я ще раз наголошую, якщо Сполучені Штати Америки і Велика Британія, вони мають всі підстави сьогодні застосувати зброю. От як есмінець зайшов, хай 2 флоти зайдуть, Росії і потужний флот Великої Британії. Ті наші територіальні води, які контролюються Росією, окуповані води, так само як Крим. І хай візьмуть Севастополь, Сімферополь. Не на 7 кілометрів зайдуть і знову вийдуть, а хай візьмуть. Чому ми до цього не закликаємо їх? Давайте звільняйте тоді своїми есмінцями і іншою зброєю. Ви ж нам обіцяли, ми атомну зброю віддали. І атомну зброю ми віддали, виходить, в обмін на Крим, а ми так не домовлялися. А ви погодилися на цей обмін? Вони погодилися.
Я розумію, що в тому меморандумі там записано дуже м'яко. Да вы читали это? Да, звичайно. Ну, И там же написано, что в случае нарушения территориальной целостности Украины проводятся срочные переговоры. Так они были? Срочні консультації. Так, До цього часу вони тривають, консультації. Да. Ну, і що? І що за цими консультаціями? Давайте консультації завершимо. І будемо вимагати від Сполучених Штатів Америки. Ми завершимо консультації. Ми все зрозуміли, 7 років пройшло, все видно. Давайте приймайте заходи практичні, які звільняйте нам Крим. От чим мають завершитися ці консультації. Але ми розуміємо, що в тих меморандумі, то прикінцеві ті положення, ну як, вони не прикінцеві, а кінцеві пункти. Там же ж 2 аркуші, А4, і то не повністю, так? Там же ж записано, малось на увазі, то не те. Я розумію, що юридично ми не можемо претендувати на те, щоб зобов'язати їх. Ми взагалі ніяк і практично не можемо претендувати когось зобов'язати, тим паче Сполучені Штати і Велику Британію, так чи ні? Але десь от тут аргумент висувати. Не аргумент, що це ж ваша, це безпека не тільки наша, це ваша аргумент. Шановні друзі, консультації завершуємо. Ми побачили все, надали вам докази, відео, письмові, які завгодно, окупації Криму російськими військовими. То, що вони говорять про зелених чоловічок і про те, що там в них були військові, то все потрібно відкинути. Так Путін сам признав, що це? Так, абсолютно правильно. Путін сам, от вам доказ. Є, шановні представники Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Королівства. Є, сам визнав. Визнання вини – це недобре. Але давайте тоді повертайте. Знаєте, як то буває, це теж не виправдовує злочинця. Злочинець, який вкрав і повертає велику суму. Він не звільняється від відповідальності. Це пом'якшує його вину. Це десь враховується при призначенні покарання. Отак треба Росії врахувати при призначенні покарання окупацію Криму і Донбасу, і анексію Криму. Але хай вернуть. От це не наша задача зараз заставити. Ми маємо чітко показати. В першу чергу, ми зараз звертаємося, що німці нібито не так себе ведуть, Франція дружить з Росією, італійці підспівують Росії. Шановні друзі, але вони нам не гарантували. Так, виписаний юридично недосконало той документ, меморандум. Але ви знали, що мали на увазі? Знали. Разом з вами Росія ставила підпис? Ставила. Давайте ви вступайте з ними в перемовини і звільняйте нам Крим і Донбас. Це ваше завдання поновити нашу територіальну цілісність і суверенітет. І це для вас добро, це в контексті того, що ви говорили, що це не тільки наша безпека, і навіть не стільки наша безпека. Хоча ми розуміємо, що ми стали полігоном між НАТО і Росією. І якби цей полігон, поки що частина Крим, це полігон також. Ви знаєте, наскільки краще мене йде мілітаризація Криму на сьогодні, аж до ядерної мілітаризації. Тому ми маємо зараз не платформи в себе в Києві, там, в Херсоні, десь проводити ці заходи. Це добре, це позитивно, це нервує Росію, це приближає до нас Захід, і люди розуміють нашу біду. Але це ніяк не приближає, я ще раз наголошую, це моя точка зору, я не претендую на істину, але мені ніхто заперечити не може. Так треба, а що ви ще пропонуєте, як ви мене запитали? От я сказав, що пропоную. Ми маємо закінчити оці перемовини, оці ігри, платформи, в симпозіуми, в зустрічі, в якісь форуми. І сказати, шановні друзі, 7 років консультацій за результатами Будапештського меморандуму. Ми до вас в кінці цих консультацій підводимо підсумок. Черту, риску. Так? І в чому суть? Давайте звільняйте нам Крим. Як? То ваша проблема. Може, ви зможете домовитись з Путіним? А ви читали статтю Путіна? Я Конституцію читав. Я вчора був у ваших колег, і мені задають таке питання, але ми говорили якраз про виконання, верніше про її невиконання Конституції в Україні. Зачасту, я кажу, в нас багато високопосадовців, які досконально вивчили майже на пам'ять статтю Путіна. А от навіть книжку «Конституція» вони навіть прочитати не можуть. Я не читав ту статтю, я читав якби анотації до неї. Мені просто стало інтересно, вот, як ви, як експерт по безпечності, я почав її читати, і мені вона не зайшла. Знаєте, як кажуть, от коли читаєш книжку, не зайшла вона. Я знаю, що він скаже. Не там же що, там історія.
Це зрозуміло, Да, но просто вот многие эксперты, пусть безопасности, политические деятели и так далее, увидели в этой статье вот территориальную угрозу нашей стране. Так. Але я бачу територіальну угрозу нашій країні без цієї статті. Я вам про це тільки що розказав. Ми маємо розуміти, що чим ближче... Я знову ж таки, мене останнім часом звинувачують в тому, що я десь якусь там не таку, не зовсім патріотичну позицію. Навпаки, я патріотичну позицію. Я хочу, щоб не було для нас неочікуваним те, що зайшли танки до лівого берега, до моїх рідних Осокорків, про які ми з вами говорили, до лівого берега Дніпра. І сказали, що а далі ви собі там живіть. Західна Україна і частина центральної. От чому я про це кажу. Тому що ми маємо розуміти, ми що не розуміємо, що НАТО нас не бере і не збирається брати. Ми ж чули вже заяву такі, через 5-10 років ми можемо стати, це каже прем'єр-міністр України, членами ЄС і НАТО. Ну що це за прогнози? Що це за одна бабушка гадала? Нереально, по-вашому? А може через 2 роки? Реально. Ми ж маємо розуміти, що в статуті НАТО немає отих обмежень, про які ми кажемо. Там є відповідні регламентуючі документи, які рекомендують не брати в НАТО країни, де є військовий конфлікт, якісь збройні. Ну, это, кстати, уже опроверг Жозеф Байден. Он сказал, что наличие территориальной проблемы не является препятствием. Це зрозуміло, коли добре почитати документи, багато розумієш. Но нам же говорят про коррупцию, нам же говорят про реформы, про необходимость проведения Я згоден з деякими політиками нинішніми, в тому числі з влади, з монобільшості, які кажуть, а що ще ми маємо зробити? А у вас що, немає корупції? Ну, ми ж їздимо за кордон. В будь-якій країні є корупція. Десь більше в одній сфері, менше в іншій, в тих чи інших масштабах і так далі. Є корупція. Я вважаю, це такі, знаєте, маніпулювання. То есть все же это политическое решение НАТО. Так ви сказали слово, яке сказав представник НАТО, так, який сказав, що ну, немає критеріїв, це не ЗНО, я так перевів, це не ЗНО. Набрав 200 балів і поступив, так? Там немає критеріїв, ти 210 набирай. Так, хорошо, а на Якщо тебе в інституті не хочуть бачити, в цьому інституті НАТО, тебе не буде, це політичне рішення. Почему тогда, по-вашему, как вы думаете, основная причина, почему сейчас нас не видят в НАТО? І найближчим часом немає перспектив, що будуть бачити. Я продовжу те, що я говорив раніше. Дуже великі зв'язки, в першу чергу економічні. Ми знаємо, що економіка вирішує все. Економічні в Російській Федерації з великими країнами Європи, в тому числі і гарні зв'язки, я би навіть так сказав, економічні між Сполученими Штатами Америки і Росією. Більше того, Сполучені Штати Америки зараз дуже так обережно дивляться на події, пов'язані з розквітом Китаю, я би так сказав. Тут Російська Федерація для них головний союзник, щоб зупинити гегемонію або розширення гегемонії Китаю, і в першу чергу в тому ж економічному плані. Вони готові навіть економічно підтримати Росію. Ось чому не бачать. Вони не бачать, тому що Росія каже, ну, друзі, ви в Харкові ставите ракети, де долітає до нас за 3 хвилини і так далі. Що ви нам пропонуєте? Ну вот, каже Путин Байден. Пане Василю, мы продолжим наш эфир. Я сейчас предлагаю подключить к нашему эфиру Владлена Неклюдова, народного депутата України, фракції «Слуга народу» та члена комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності. Пане Владлене, вітаємо вас. Салям алейкум. Вітаю вас. Сегодня Верховная Рада Украины проголосовала за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова. 291 парламентарий проголосовал за. Как голосовали вы? Алло. Алло. Так. Я особисто голосував. Так. Я голосував за. Я повністю підтримав позицію міністра, колишнього вже міністра внутрішніх справ Арсена Борисовича Авакова і натиснув кнопку «За». Я вважаю, що прийшов час для змін, у тому числі і в цьому відомстві. 7 лет Аваков находился на посту министра внутренних дел Украины, и вот, можно сказать, ушла целая эпоха. Вот стало ли для вас неожиданностью его заявление об отставке? Ну, звісно, коли людина перебуває на посту
там Антон Геращенко рахував 2900 там, чимось днів, то, звісно, це спочатку несподіванка. Перші хвилини, коли чутки почали по раді розповсюджуватись. Однак я пам'ятаю той день, коли ми призначали, спочатку ми дали присягу народних депутатів, це було 29 серпня, а потім ми призначили уряд. І тоді президент підкреслив, що Арсен Борисович залишається в команді, але тимчасово. І я думаю, що 2 роки, протягом яких він очолював Міністерство внутрішніх справ, я думаю, це достатній термін для тимчасового, і я думаю, немає жодних запитань до того, що це було, якщо аналізувати ситуацію в цілому, а не конкретно щодо цієї новини, то це не виглядає несподіванко, це закономірний ход, і це дотримання тих зобов'язань, які були між паном Аваковым и президентом Володимиром Зеленским. Пане Владимире, вот как вы оцениваете работу министра внутренних дел Украины Арсена Авакова за эти последние 7 лет, если мы говорим о реформе правоохранительных органов? Якщо торкатись теми і говорити про реформу саме органів міліції, які були на той час, і створення нового органів Національної поліції внутрішніх справ, то я вважаю, що це позитивний крок. Тільки за останні кілька років рівень довіри до органів Національної поліції виріс у суспільстві. Якщо порівнювати рейтинг органів міліції, внутрішніх справ, який був, і зараз органів поліції, то він вище. І це без особистості, без там надання оцінки будь-яким особистостям, це свідчить про те, що все ж таки реформа у цьому відомстві, яке очолював пан Аваков, була необхідна, вона була потрібна. Це я вважаю, що головна оцінка. Вот, если бы у вас сейчас была возможность, вот что бы вы изменили в правоохранительных органах, какие бы реформы и корректировки бы внесли? Ви знаєте, наразі стільки багато правоохоронних органів, набагато більше, ніж було до 2014 року, то головна проблема цих органів в тому, щоб була координація дій, щоб вони не порушили, не втручались в діяльність один одного, не сперечалися, а щоб була така координація, яка була раніше, яку виконувала чітко прокуратура. А наразі це складний процес, він ще триває по реформуванню органів, створення нових, яке на часі зараз там Бюро економічної безпеки буде створюватись. І тому це викликає, як і у мене, і у колег, занепокоєння, оскільки на часі зараз реформування Служби безпеки України, і ми переживаємо, щоб ця реформа не зашкодила національним інтересам, національній безпеці, щоб вона пройшла, перш за все, з урахуванням, як я вже кажу, національної безпеки, територіальної цілісності і з урахуванням збереження кадрового потенціалу Служби безпеки України. Ми наразі і мої правки були враховані, мої колеги регіону. Ми хочемо, щоб все ж таки менш болісним було це реформування, яке триває в Службі безпеки України, того органу, який саме стоїть на безпеці, на захисті нашої безпеки. Але реформи будуть тривати, і тут важливо вибрати той курс, щоб був мінімально шкідливим для інтересів суспільства і держави.
Завтра Верховная Рада Украины уже планирует голосовать за назначение нового министра внутренних дел Украины. Если я не ошибаюсь, вы меня поправите, действительно ли завтра. И президент Украины предложил кандидатуру Дениса Монастырского, главы Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности. Как вы будете голосовать и как вам кандидатура Дениса Монастырского на пост министра внутренних дел Украины? Так, дійсно, ви маєте рацію. Завтра дійсно спочатку буде комітет, відбудеться позачерговий комітет, засідання комітету з питань правоохоронної діяльності, де ми, я впевнений, підтримуємо кандидатуру Дениса Анатолійовича Монастирського, рекомендувати Верховній Раді на його призначення. Ми всі в комітеті, і я вважаю, що і всією фракцією, оскільки на фракція одноголосно підтримана його кандидатуру для обрання на посаду міністра. Моє ставлення до цієї людини позитивне. Це фахова людина, це фаховий юрист, це ефективний менеджер. І по своїм професійним якостям, і по морально-діловим, і з точки зору людяності, це, я вважаю, самодостойна кандидатура наразі на пост такий, як складну таку посаду, як міністр внутрішніх справ. З точки зору стратегії, я вважаю, що президент Володимир Олександрович Зеленський зробив, я думаю, що самий правильний крок. І тому тут уже помітна його мудрість, як політика, який за 2 роки, я думаю, що багато чого зміг, багато чого надбав. І я думаю, що не тільки наша фракція будуть підтримувати кандидатуру Дениса Монастирського. Я особисто вже сьогодні зробив пост на своїй сторінці у Фейсбуці і сказав, я впевнений, що там голоси будуть. І я зазвичай не люблю наперед казати, однак тут все очевидно, і завтра, я думаю, що після години запитань до уряду одразу ми перейдемо до голосування, і у нас завтра до 12 години вже буде новий міністр внутрішніх справ, і всі ми будемо його вітати з цим. Це я впевнений на 100%. Дякую вам дуже, пане Владлене. Чохсагл, у нас Владлен Неклюдов, народний депутат України, фракція «Слуга народу» та член Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, був з нами на прямому зв'язку. Чому ушов Аваков, як ви думаєте? Президент попросив, якщо коротко відповідати. Попросив і ушов? Співпало. Президент просив не один раз його піти. І раз так? А співпало, обставини співпали, коли, знаєте, сходяться ті зірки. І якраз Аваков вже прийняв рішення, що десь пора йти. Розумів, що восени швидше за все буде відправлено в відставку весь уряд, і він в цій масі. Розумієте, Аваков в масі. Тому президент, там різні причини, аргументи називають, що там, чи він зустрівся з Кентом, чи не зустрівся, чи це було побажання від Байдена, чи не побажання. Всі експерти хто на що гаразд. Але те, що це добровільний хід після пропозиції президента, це однозначно, я це знаю достеменно від людей близьких, самих близьких до Арсена Борисовича. Добре, я йду. І це навіть краще, що зараз мені запропонував, а не в тій, якби, групі людей, яких мають відправити. А ми розуміємо, що це якби теж уже вирішене питання, тому що осінь, тарифи, платіжки, потрібно у нас звикли на когось списувати. Тому буде відставка уряду. Я не можу теж претендувати на істину, можливо, що поміняється. І, можливо, не 100%, хоча я теж маю інформацію, що завтра буде проголосовано призначення пана Монастирського. А ви знайомі з Монастирським? Так, я дуже добре знаю пана Дениса. Це достойна кандидатура? Знаєте, кандидатура... Я хотів би сказати, що посада міністра внутрішніх справ це не посада міністра внутрішніх справ років 10 назад. На сьогодні у нас міністерство – це політична посада.
Тому я тут теж одобрюю вибір президента і вважаю, що на політичну посаду це достойна кандидатура. Чому? Я критичний взагалі, але я зараз готовий похвалити Дениса за що? Дуже спокійний, виважений. 7 разів відміряє, 1 раз відріже. Це важливо для, в тому числі, силовика. Розумієте? Вибачте, не зразу різати, а потім хапатись за голову, може я десь поспішив. Ні, він освічений, він інтелігентний, людський, як сказав колега, народний депутат Неклюдов. Людська дійсно людина і хороший сім'янин. І спортсмен, так? Хоча це не професія, але я скажу одну річ. Ви знаєте, запомітили, як він давав інтерв'ю, сказав, що для мене це було важке рішення, і я пішов на цю жертву. І всі питають, яка жертва? Міністр, якщо порівнювати цю посаду і десь орієнтуватися на Авакова, це ж потужний, самий потужний міністр. А за великим рахунком міністерство, прикордонна служба, Національна гвардія, армія, вважай твоя, поліція національна, силовий орган розслідування всі тощо, міграційна служба, Державна служба надзвичайних ситуацій. Що ще потрібно для щастя, як кажуть? Нічого не потрібно. Це політична посада, і я вам скажу, не в образу і не принижуючи якби те, що має зробити і буде робити пан Денис, якби вона знаходилась без керівника півроку, нічого страшного в роботі оцих органів, які я перераховував, не сталося би. Але я думаю, що якраз Денис буде це відомство не послабляти, а реформувати в якому плані. Я думаю, прикордонна служба відійде, Національна гвардія відійде підпорядкування президента, ДСНС теж, можливо, отримає статус окремої структури, як було раніше. От мені видається, що реформування буде саме в цьому сенсі. Тому я теж вітаю Дениса і думаю, що це достойна людина. От і все. Я не буду говорити як кандидатура на посаду міністра. Людина достойна. Зрозуміло. Пане Василий, вот у нас буквально еще 5 минут. Я хочу еще один вопрос обсудить, который непосредственно касается нашей безопасности, но уже энергетической. А именно вопрос Северного потока-2. Это вопрос, который обсуждался между Ангелой Меркель и Зеленским во время его визита в Берлин. Понятно, что Северный поток мы уже потеряли, его достроят. Компании, причастные к его строительству, говорят о том, что к концу этого лета, уже к концу августа, Северный поток будет достроен на все 100%, но остается вопрос открытым, будет ли введен он все-таки в эксплуатацию. Как вы думаете? Буде. Знову коротко відповідаю, а зараз поясню, чому в мене така відповідь. Не просто я десь з дивану взяв, я аналізую матеріали, аналізую інформаційний простір, статті, виступи, меседжі, в першу чергу від керівництва західних держав, в тому числі від Ангели Меркель, в тому числі і Байдена, новообраного президента Сполучених Штатів Америки, який не приховував десь і говорив, сталося те, що сталося, і тут уже назад ніхто відмотувати не буде. Я на нашу мову переводжу, щоб було зрозуміло, це однозначно. Меркель каже, теж. Тут питання в іншому. Він добудований, він буде запущений, він буде працювати. Тут питання в іншому. Компенсації. І не стільки я не про грошову компенсацію. І там взагалі якась появилася інформація, компенсація поверненням Криму. Це якісь не зовсім здорові люди про такі компенсації кажуть. Торгувати людьми, торгувати територіями десь в обмінних операціях, це несерйозно. Тому я вбачаю велику небезпеку щодо запуску Nord Stream 2 для України в контексті нашої розмови сьогоднішньої. Це буде ще одним важелем впливу на Захід і на Сполучені Штати Америки, щоб вони Україну віддали під вплив Російської Федерації. Ви ж розумієте, що якщо не буде компенсацій, отут ми про фінанси кажемо, якщо Росія через 2 роки, через 3 роки зупинить транспортування газу, інших енергоресурсів, там мова йде про інші енергоресурси, і транспортування, і споживання, і поставки, то ми залишимося з пустою казною за великим рахунком. Це економісти підтвердять вам будь-який. Хтось скаже, що це не критично, тобі ж будемо ще дихати.
А хтось каже, що це вже критично, не будемо дихати. Потрібно буде спеціальний апарат для штучної вентиляції легенів, умовно кажучи. Тому от вплив, розумієте? І все. Тому сьогодні ми можемо говорити, що ті, хто дав можливість добудувати і запустити, дасть можливість, а це вже питання вирішене, вони підставили Україну. І я чую посили Зеленського, що коли ж ви почнете нам допомагати, а не підставляти нас. І ми маємо з цим погодитися. Нас підставляють і продовжують підставляти. Що робити? Ну, о ком идет речь? Ведь Германия, она всегда настаивала на необходимости завершения строительства газопровода «Северный поток». Да, вы про США? Так, і США вже сприйняли цю ситуацію. Вони вже піддались. Для них, знову ж таки, давайте відносно недипломатичної умови. Дружба з Францією і Німеччиною, з Німеччиною. Франція, все-таки Німеччина, не в образу там французам, іншим великим країнам Західної Європи, є лідером цього простору ЄС. І дружба з Німеччиною для Сполучених Штатів Америки важливіше, ніж питання України. Давайте говорити відверто, відкрито. І це об'єктивно, тому що хто б не був на місці Байдена президентом, він би в тій чи іншій мірі поступив таким самим напрямом. Дякую вам дуже, пане Василю. Чохсал, у нас Василь Вовко був гостем нашей студии, эксперт с питань безпеки. А я, к сожалению, вынуждена завершать сегодняшний блок информационно-аналитической программы «Бугунь». Оставайтесь первым крымско-татарским. Буквально через 5 минут эфир телеканала продолжает информационная программа «Заман» на крымско-татарском языке. А далее не пропустите программу «Прайм». Корушкевич. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Сіл yüzünden menden ışık kızganma. Men bir garip yolcu edim. Kaldım kara dağlarda. Yol şaşırdım, kun aşırdım. Sana bakıp ağlar da ah çekerim. Aç yüzünü, meni yaman göz sanma. Aç yüzünü, saç nurunu, uçurumlar, kayalar. Işık alsın, aydınlansın. Kolgeleri silinsin. Toprak topman kardeşi sen, koksundaki şu taşlar. Granitler kara yerge ayna gibi korunsun. Yüreğime sırdaşı sen, kozumdaki şu yaşlar, çiçeklerge tökeceğim, oçıklarga karışsın. Tan yıldızı doğar eken, elbet meni o bekler. Saç nurumla, yolcu garip, hasretine kavuşsun. Kırım cennet değil dostlar. Berilse de Allah'dan, mında çoktan ne uriler, ne melekler kalmagan. Kırım cennet değil dostlar, siz cennetke kızmanız. Allandırıp bağlandırıp, yalan resim sızmanız. O tek Karadeniz değil, sazlığı var, golü var. Suvundan tuz damı kelgen, kavrap kalgan çölü var. Dülber olup korunse de, karağından dışından, Kasım ayı kırgenden son, can tomulur kışından.
Қырым жәннеттегі достар, пек хорланған денішкен, мұнда неже yol айрылып, неже yollar kesişken. Неже yollar мұнда аяқ басмаған қалмаған, селбелерге торбаларны асмағанлар қалмаған. Неже yıllar Yeşilada оған керван сарайы, еміш біткен бағларында, çöllerinde қорайы. Зәрләчсіз берекет жоқ, бақчасында, бағында, суф қалмаған қара суфда, салғыр деген ағымда. Келмешекнің бір сойы алайым деп тұрышқан, кентлер, көйлер борықсызған, тұтулерінен қырышқан. Қырым, Қырым, бір заманда бәлкім жәннет едің сен. Енді ise женімнің қапысына келдің сен. Қайтып келе саңа яңы жан бережек тамырын. Шу тамырын еле бағлы бұрғыдан, сырың. Қырым, сені құртарырмыз, сон мақсатқа етерміз, яда сендай таптауырда олуып сонып кетерміз. Қырым, бәлкім біреулерге сен бір жәннет мекенсің, бізге ise жәннет дегіл. Қырым, бізге ватансың. Саяси мабус Яцкин тибби ярдымға мұқтач, онын сүреклі хасталықлар ағырлашқан. Бұнан бұтсмен Людмила Денисова қаберет. Оның сөздеріне көре Қырымда ишғалчылар тарафындан махкум етілген Иван Яцкин екімлерге костеріліп тедавиленмелі. Оның аяқ бұғымлары янғысы башланған. Бұне берабер оны вақыт баш ағырлары қиына екен. Ахмеджет сезосынан ел башчылығы мабусының тедавиленмесі риджасына козогыны алмайды. Людмила Денисова Русия лезенадашы Татьяна Москальковаға мұражат етіп, мабуске тибби ярдым костермеге ве халқара жематчылығына Русияге басқын арттырмаға чағырды. Бездіяльність адміністрації є грубим порушенням статей 2 і 3 Європейської конвенції з прав людини і статті 22 мінімальних стандартних правил поводження із в'язнями. Європейський суд з прав людини неодноразово наголошував, що ненадання необхідної медичної допомоги є катуванням. Закликаю міжнародну спільноту відреагувати на факти порушення прав та вжити всіх можливих заходів, аби припинити тортури стосовно українських громадян у місцях несвободи Російської Федерації. Жүртчі районның Войкова койынан сакинны ишгалчылар 2019 сенесі октябрь айында тұтып, Девлет қайынлігінде қабатлады. Санкт-Петербург Яцкин Украина телекөздік қызметіне Русияның арбисырларына берген. Бұл сене май сайында ишгалчылар махкемесі оны 11 жылға махкум етті. Чаплынка сыңыр кечісінде тамиришлері девам еттірілді. Кечеш ноқтасы августның 15-не қадар чалушмайжақ деп хабереті Херсондаки сыңыр қызметі. Чоңғар ве Каланчак сыңыр кечішлері ади режимде чалушмақта. Майысының сонында июннан 7-сіне қадар Чаплынка сыңыр кечісінде тамиришлері кечірілежегі білдірілген еді. Сонра есе тамиришлерінің мұдеті да ұзатылды. Ишгалчылар Луганск йөнелешіндегі позицияларда тұрған екі Украина арбейіні яралаған. Анда чешет калибрлы граната атажет тіртібатларындан атеш açılған. Оғыз штабында хабер еткенлеріне көре екі арбейді хастаханеге тізілген бірі ағыр алды. Бұне берабер ишгалчылар жебенің дикер қысмында да ағыр майнылар атқан ве атыжы селянен атеш açқан. У напрямку Новогригорівки російські окупанти застосували артилерію калібру 122 мм і міномети 120-го калібру. Неподалік Світлодарська збройні формування Російської Федерації вели вогонь з мінометів 82-го калібру. Поблизу Водяного, що біля Донецька, противник обстрілював наші позиції з мінометів 120-го та 82-го калібрів. Біля Красногорівки ворожі війська застосували міномети 120-го калібру. Захисники відкривали вогонь у відповідь.
Душман диверсантларына қаршылық көстеріп стратегик инфраструктураны имайы етмек. Қырымнан мемури сыңыр янында Украин милли қапсызлық, милли гвардия, арби құветлер ве полиция қадимлері идманлар кечірді. Женг шарайтлеріне яқын олған шарайтлерде диверсант группаларына қаршылық көстерілмесі ве Арабат белі ве Геническ районында стратегик объектлеріні имайы етмеге өгренділер. Вертолетлардан десант түшірілді. Телекестілік қызметінде хабар еткенлеріне көре, талимлер кечірілген вақыт регионда сыңырланулар көрсетіле біле. Мисал олрақ yollar блок етіліп, инсанларының весиқалары тешкіріле біле. Юқары Шура Арсен Аваковны вазифесінден бошатты. Украина ички ишлер назирінің вазифесінден бошатылмаса ризасына 291 халық депутаты қол тұтты. Батькивщина ве оппозиционная платформа за життя фракциялары рейберовде иштирак етмеген. Арсен Аваков назирлік вазифесінде 7 ел дёртай ве 16 күн болынды. Рейберовден сон спикер Дмитрий Разумков оңа иши үшін минидарлық білдірмек керек деді. Базы халық депутатлары сеотек вазифесінден бошатылмасын дегелде, о жинай месулетлікке желп етілмесіні талап етті. Дигерлері ise бутын акимиетні істифаға йолламаға чағырды. Без перебільшення українці чекали з того моменту, як обрали нову Верховну Раду останнього 9-го скликання. Тому що там в новому Кабінеті міністрів ніколи не мало бути такої людини, як Арсен Борисович Аваков. Я вважаю, що ця відповідальність має бути не лише в тому, що його звільнять, а в тому, що за всі підлоги, за те, що відбувалося в Національній поліції, яка зараз асоціюється з кришуванням, вбивствами, гвалтуванням, ця людина має понести і кримінальну відповідальність. З Арсеном Аваковим ми пройшли помаранчевий майдан, Революцію Гідності. Ми разом боролися з бандою Януковича і клікою Путіна, який буде відповідати в Гаазі. Але зараз мова не про персону, не про персоналії, а про політику, про міністра уряду Зеленського. Танда канунға көре оның истифасына қабыл етмеге режа айтты. Еленен екі сос Шереф Дуям yazып қойды. Айрыжа Facebook сайфесінде ички ишлер назирлігінің тақымына забит, айра аскер ве қызметчіге yıllar devamında beraber çalışıp üçün minidарлық білдірді. Біраздан президент Володимир Зеленский Слуга народу фракциясына Юқары Шураның қанун қоручы комитетінің başı Денис Монастырскийні ички ишлер назирлігінің yol başçısı намзеті olarak тақдим етті. Аваков вазифесінден бошатылғанда Монастырский Рейберовде yok еді. Монастырскийнің вазифесіне тайын етілмесі үшін Жұма күні июльнің 16-сында рейберілмек керек. Киевде Türkiye'de 2016 senesi yazda devlet devrimi intiluvuna karşılık göstergen vaqt can bergen kureşçilerini angdılar. Tedbir Türkiye marşı ve duanen başlandı. Türkiye Cumhuriyeti'nin elçisi Ahmet Yağmur Güldere karşılık göstergen semedeşlerini minidarlık bildirip yaralanganlarga şifalar tiledi. 2019 senesi Kiyev'de elak olganlarının hatırasına oturtulgan Güller Bahçasında o vakiyalarının fotoğrafyalarını taqdim ettiler. Tedbirge diplomatlar, Türkler Cemiyeti'nin vekilleri ve meclis yetekçileri qoşuldu. Eristegen hatıra defterinde öz tileklerini yazıp kaldıra bildi. Devlet devrim intiluvu neticesinde 251 kişi elak oldu. 1000'den ziyade insan yaralandı. TİKA teşkilatının koordinatörü Cüneyt Esmer 2016 senesi iyul'nın 15'inden 16'sına keçirgecesi olgan vakiyalarını hatırlay. 15 Temmuz'un başladı. Bugün bizim için ülkemiz tarihinde çok üzücü günlerden bir tanesi, belki de en üzücüsü. Çünkü kendi halkımız tarafından kandırılan bir grubun, dış güçler tarafından kandırılan bir grubun yapmış olduğu ihanetin maalesef tecelli ettiği bir gün. Kendi ülkesine zarar veren insanlardan oluşan bir gün. Çok derin üzüntü içindeyiz, lanetliyoruz. Bu darbe girişimine katılanları şiddetle lanetliyoruz ve şehitlerimize ve o günkü yaralarımıza ve halkımıza da gösterdiği dirayetten dolayı tekrar teşekkür ediyoruz. Aziz şehitlerimizin anısına da her gün duamızı ediyoruz.
Türkiye'de bu konuda demokratiya ve milli birleşik konu olarak kaydetilir. 2016 senesi yılının 15'inde Türkiye'de devlet devrimi intilubu başlandı. Arbiler hakimiyetini öz nazaretine alganını bildirip memlekette arbi vaziyet ilan etip komendant vaxtını kırsettiler. Bu intiluvda 8.000 arbi iştirak etken, 35 uçak, 3 gemi, 37 vertolyot, 74 tank, 246 BTR ve diğer arbi texnika celp etilgen edi. Cevap olarak Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Türkiye vatandaşlarını yollarga çıkıp karşılık göstermenge çağırdı. Binlerce insan çıkıp yollarını blok etip arbilerini kırşavga aldı. Sabah hakimiyet memlekette yüz bergen vaziyetini öz nazaretine kaytardı. Hakimiyet devlet devrimi intilubunda Amerika Birleşken Devletlerinde yaşagan vazcı Fethullah Gülen'ni qabatladı. O ise bütün qabatlavlarını ret etti. 3000'den ziyade arbi Gülen'nin hareketine alakası olabilgen memleket boyunca binlerce insan yakalanıp mahkum etildi. Bu Iraklı genç endi sağ değil. 17 yaşında genç Nasiriya şehrinde Covid hospitalinde olgan yangın neticesinde olgen onlarca kurbanlar sırasında. Babası cesetini alacak ola. Yangında bu kişinin umur arkadaşı ve tizesi de ilak olgan. Що мене зробити? Кому плакатися? Мій син, моя дружина і моя тітка. 3 загиблих з однієї сім'ї. 2 ми поховали, але тіла сина все ще немає. Я не хочу чекати місяць або 40 днів. Поверніть мені сина, і мені стане легше. Birden birkaç akrabasına juyganlar az değil. У мене загинули 3. Тепер, якщо захворієте, сидіть вдома, не ходіть по лікарні. Клянуся, це не лікарня. Мій батько хоче померти, він втомився. Чим моя сім'я заслужила таке? Що такого зробили мої мати, бабуся і брат, щоб заслужити таку смерть? Иракның саглык назирлигинде айтканларына көрө янгында 60 киши илак болган. Янган 20 жесетин әлі да танып уламайлар. Эвел Иракның девлет агентлиги 92 инсан өлген акында хабар эткен эди. 100ден зияде инсан яраланган. Задні металеві двері були зачинені. Люди лізли один на одного. Ми задихалися, ми на силу вибралися. Деякі були обпалені, але моя мама пропала. Я не знайшов її. Я хочу її назад, навіть якщо це її останки. Коронавирус хасталары үчүн бөлүк тек 3 ай эвелси курулган эди. Куручулукта тез яна билген малземелер кулланылган. Буга берабер бөлүктөн янгын чыгышлары аз экен. Ресми версияга көрө янгын оксиген баллону патламасы нетижесинде башланган. تحمل الحكومة؟ جاي تحمل من؟ حمل الحكومة المسؤولية. يعني شلون احترق المستشفى؟ يعني لا عندهم اطفاء، لا عندهم كادر يعني ينقذ العالم. يعني ستوتات تحمل العالم شيلهم. Апрель айында бу кыба янгын Багдад шаарында болгон эди. О вакыт 82 киши элак болду. Ирак президенти 2 казада да кабарчылыкны кабатлай. Eski Kırım'dan Tokyo'ga, Kırım Tatarını 2020 Olimpik oyunlarına ozgardылар. Sudaklı kureşçi Lenur Temirov Tokyo'da geçirilecek Olimpiyadada Ukrayna'nı takdim edecek. 31 yaşında olan sportçı 6 yaşından beri Yunan kureşinden uğraşmakta. Şimdi Olimpik oyunlarının altın medalini kazanmağa arzu etti. Подготовка проходила у нас поэтапно. Мы проходили сборы в разных городах. И последний хороший сбор был в горах у нас, в Закопанах, мы там провели сбор. И сейчас мы проходим предолимпийский сбор уже здесь, в столице, на олимпийской базе Кончи-Заспа. Это предолимпийский сбор уже, и 25 числа мы уже вылетаем в Токио на старт. В первых числах августа будем бороться. Ленурнан деңішмес, идманжысы Исмет Салиев өз шегіртінен ғурурлана. О 25 жылдан берлі Ленурны ярышларға азырлай. Ленур илк халқара тунч медаліні яшлар арасында кечірілген Авропа чемпионатында қазанған еді дей. Сонра есе бір яшқа айыт категорияда медаллер қазанған. 2019 сенесі Казахстанда кечірілген дүния чемпионатында Ленур Темиров Токиода кечірілежек. Яз Олимпик ойынларында иштирак етмек үшін лицензия қазанды. Идманжы Салиев айтқанына көре Ленур онын оғлы күбі ярышқа яқшы азырланды дей. Я думаю, он неплохо готов к этим Олимпийским играм. Вот. Надо хорошо подойти психологически и будем бороться за медали. Вот. Я думаю, он достоин завоевать медали. Уже был призером и мира, и был призером Европы был неоднократно.
ждем от него медали. Ленурга кол тутып, оны илхамландырмак үчүн кырым-татар халкынын лидери Мустафа Джемилев Украина тыш ишлери назиринин биринчи муавини Эмине Джепар, Кырым муфти Сайды Рустемов ve мejлис жетекчилери келди. Ленурге orada galibi kazanmasına biz hepimiz dualarımızı alıp varacak. İnşallah orada galibi de olur. Ve elbette bu Kırım Tatar milli bayrak bütün adımların olan yerde kadem sen bu bayrakla beraberlikte ol. Kırım Tatar Milli Meclisi bugüne yapkanlarımıza sana ve senin trenerine hepinize çok büyük teşekkürler bildirirler ve ümitimiz çok büyük. Сабық сияси мабус Исмаил Рамазанов күрешчіге елі шолған алтын тамғалы милли байрақны бағышлады. Ленур бұл байрақны шереф пьедесталында көтермесін істей. Ленури перемоги, тільки перемоги. В принципі, у зв'язку з цим, разом з Ельміра Ханум, я хочу подарувати цьому хлопцю, нашому спортсмену, прапор, наш кримсько-татарський прапор, саме з золотою тамгою, для того, щоб цей хлопець приніс виключно золоту медаль з Олімпійських ігор і таким чином підняв кримсько-татарський народ ще вище. Кырым-татар байрағы. Кырым-татар халқы ве бұтын Украина үшін Ленур Темиров бар күченен күрешмеге шандыра. Олимпик ойынлары черчевесінде Юнан күреші бойынша ярышлар августың 1-ден 7-сіне қадар кечірілежек. Ленурның ilk ярышы августың 2-сінде 60 кило категория чекіде кечірілмелі. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Добрый вечер. В эфире Prime на АТР. Это время, когда мы обсуждаем наиболее важные темы и беседуем с наиболее значительными, на наш взгляд, людьми. Сегодня у меня в студии гость, появление которого со мной в студии я ждал очень долго, как-то не складывалось. Хотя я этого человека полюбил еще тогда, когда и знать он про меня не знал. И я только узнал, что это мой гость стал жертвой репрессий из-за поддержки именно крымских татар. Ну, долго мучить не буду. Это Микола Семена, журналист крымский, который, к счастью, не в тюрьме русская, сейчас здесь с нами в Киеве. Как вам живется здесь, Микола? Ну, почему не знал? Я вас знаю с московского комсомольца. Я читал ваши материалы на сайте московского комсомольца и тоже обратил внимание на такую патриотическую крымско-татарскую позицию, на любовь к Крыму, на желание бороться за то, чтобы Крым не унижался и развивался нормально и так дальше. Поэтому мы просто давным-давно знакомы. Я польщен. Спасибо большое. А мы еще зрителям поясню, мы вообще с Миколою очень скучные люди. Мы газетчики, мы вообще никогда в жизни не планировали никаких телевидений, тут оказывается, вот, это жизнь заставила. Вот. А так мы, ну, конечно, Микола значительно опытнее и старше меня, вот, но в принципе одного поля ягоды. Мы такие жуки, которые сначала на печатных машинках, на компьютерах тихо что-то делали, и в итоге вы стали для России врагом, экстремистом, когда поддержали блокаду, экономическую блокаду Крыма в 2015 году начавшуюся. И вот сейчас выясняется из подробностей разговоров Медведчука с кремлевскими деятелями, что именно эта блокада была тот, который вы поддержали, страшно нервировала Кремль, и мы очень сильно ее несли, это был серьезный удар по политике России и на украинском направлении, в том числе и с Донбассом прекратилась потом вот эта угольная афера, там, торговля и так далее. То есть мы сами этого не знали, и вы тоже этого не знали, но, оказывается, это было серьезной костью в горле у русских. По проблемам блокады я хотел бы рассказать одну историю. Я работал в Крыму журналистом и в 90-х годах. И я отлично помню, и я об этом еще много писал, когда
Мешков планировал отсоединение Крыма от Украины, и когда в Крым приехало правительство Сабурова, и они все это мутили, эту воду, для того, чтобы присоединить Крым к России и отсоединить его от Украины. Но был один момент, который их очень сильно сдерживал. А именно, Мешков говорил, что как только мы присоединимся к России, Украина отключит нам газ, Украина отключит нам электроэнергию, Украина перекроет нам воду, значит, и так дальше. То есть эту опасность тогдашняя власть Крыма, они осознавали еще с 90-х годов. И разрабатывали уже тогда какие-то методы, смешные, правда, чтобы преодолеть, значит, эти все ограничения и действия Украины против аннексированного Крыма, так скажем. Вот. И Мешков планировал, и тогда об этом широко рассказывал, кстати, такие довольно смешные действия. Например, он говорил, что если нам Украина отрубит электричество, то вот на северных морях у России много списанных подводных лодок с ядерными установками. Вот. Нужно будет притянуть эти ядерные лодки, восстановить по периметру Крыма, запустить ядерные реакторы, соединить это все в единую энергетическую систему. И таким образом, тогда, в 90-х годах, Мешков планировал решить проблему электроснабжения Крыма. Он говорил, что если нам Украина отрежет воду, то у нас есть много танкеров, и мы будем в Краснодаре наполнять их, в Краснодаре и там будем наполнять их пресной водой, построим в Ялтинском порту и другом порталы, и эти танкеры будут подсоединяться к системе водоснабжения, да. И по трубах будем разгонять эту воду по всему Крыму. Какой деятель был стратегический. Что такое придумал? Да, но насчет газа он тоже говорил, что он не думал, что это снабжение газа с Азовского моря, из Черного моря, из шельфа тоже будет прекращено, и поэтому он тоже собирался возить газ с газгольдерами в Крым. И вот я теперь думаю, вот и когда я писал этот материал, значит, за который меня преследовали, который назывался «Блокада. Необходимый первый шаг к освобождению Крыма», его, да. вот, то там есть такая одна мысль проведена о том, что если бы Украина блокировала Крым сразу же после аннексии, то есть вот 18 марта они подписали соглашение о присоединении, и приехал Константинову и Аксенову и севастопольский начальник приехали назад в Крым, а тут... Ни света, ни воды, ничего. Да. Вот. И тогда бы это подействовало, я думаю, более отрезвляюще на них, чем дальше. И тем более, что они к этому не были готовы. Украина же протянула столько времени, что крымчане успели подготовиться. У вас есть версия личная, почему с момента начала оккупации до момента начала блокады Крыма прошло 1,5 года? Почему? Ну, я думаю, что здесь сыграли роль несколько факторов. В первую очередь, конечно, было осознание того, что это украинская власть, а в Крыму остались украинские люди. И, конечно, нужно иметь определенную политическую смелость, чтобы заявить, что мы отрубаем Крым от всех ресурсов, а вы там, украинцы, как хотите, так и да, мы это часто слышали, да, что наши граждане там... Наши граждане, да. Хотя, насколько я знаю, и я, как украинец, на то время живший в Крыму, и многие из украинских объединений, многие мои коллеги говорили, да, что мы потерпим. Конечно, и наши говорили. Наша задача создать как можно более неудобств оккупантам и так дальше. И поэтому мы согласны были терпеть. Вот, с одной стороны. С другой стороны, конечно, политическая нерешительность. Вот. С третьей стороны, действовали, конечно, и какие-то меркантильные соображения насчет того, что, конечно, можно электричество не отрезать, а продавать. Там по 600 фур стояло на этих трех. Мороженое Львовское везли, Тернопольское, там что только не везли. Да. Вот. И снабжение тоже, значит, вот когда Мешковский период, когда говорили, что вот Украина снабжает с Херсонской области всеми овощами и всем остальным, и вся Украина везет в Крым, и Крым сам не проживет. Вот. Ну, Мешков собирался возить все это кораблями
из России и так дальше. И уже позже у него родилась мысль о строительстве Керченского моста. Только после этого, с 90-х годов, только после этого началась вот последняя эпопея строительства моста. Но дело в том, что эта идея строительства моста, она претерпела несколько таких глобальных изменений. Сначала планировали построить там небольшой какой-то мост, потом побольше. Вот, потом во времена Гриценко и Плакиды планировали вообще местными силами построить там мост с 2 проезжими полосами для автомобилей и одной колеей для железнодорожной колеи. До этого уже дошло, потому что построить большой мост, конечно, своими силами Краснодар и Крым не могли. Вот. А что касается того, что разрабатывался тот генеральный проект, так это было очень такой прогрессивный проект, которого Крым лишился из-за того, что Россия решила строить вот такой мост, как они построила, по своим старым технологиям и так дальше. Планировалось как? Когда разрабатывался этот проект, когда он варился среди аналитиков, среди экспертов, то вышли на ту идею, что вот если взять глобус, да, и одну иголочку воткнуть там, где Лондон, а другую там, где Дели, да, и протянуть через них нитку, так на карте вот это искажено, а на глобусе это будет ровная линия, которая будет проходить через Крымский полуостров. Вот так шел известный телеграф Лондон-Дели. Линия этого телеграфа. Там на Керченском полуострове, кстати, до сих пор остались еще остатки этого телеграфа, где он пролегал. Вот. Так вот это оказалось бы самый удобный транспортный коридор из всей Западной Европы, включая Великобританию, Францию и все западные страны европейские, через Украину, через Керченский полуостров. Тогда это часть этого пути большого, это одно. Ну а сейчас в условиях оккупации это просто упирается в рынок Симферопольский, этот мост. Я же в Южную Азию. Вот тогда... Притом для строительства этого моста предполагалось создание специального консорциума международного, в который могли войти 60 стран со всеми своими финансами, товарами, со всеми своими методиками строительства и с современными технологиями. И если бы так был построен Крымский мост, так это было бы совсем так это совсем другое, это другая жизнь. Это не войны, не агрессии, не оккупации, а развитие. Это был бы объект, который бы объединял фактически полмира. С одной стороны. С другой стороны, он бы построен был совсем по-другому. И давал бы. Слушайте, Микола, когда-то Карасу-Базар стоял на Великом Шелковом пути. Да, и Крым был транзитом, он так устроен, что это транзитный... Вот много говорили о возрождении Великого Шелкового пути, Карасу-Базар, Феодосия там, и так дальше. Вот. Но что ж, дальше слов, пока здесь задействована Россия, дальше слов и прожектов, я думаю, дело не будет идти, потому что у них в первую очередь доминируют идеи превосходства, идеи войны, значит, идеи захвата чужих территорий и так дальше. Хотя это большая, и ресурсная, и большая философская ошибка, поскольку в 21 веке не территории решают развитие страны. Кто вам сказал, что русские живут в 21 веке? Например, Япония. У нее сколько мало земли. Да? Но Япония делает и выпускает такие товары, которые Россия никогда уже в своей жизни выпускать не будет. Несмотря на то, что у России территория от Калининграда до той же самой Японии. И на этой территории, кроме вывоза ресурсов, кроме добычи ресурсов, вот, и кроме вывоза их, кроме спекуляций на этих ресурсах, идеи в России дальше не идут. Скажите, Микола, а вы вы же всю жизнь, хотя вы не крымский человек, но вы всю жизнь проработали в Крыму журналистом почти. Да, больше 30 лет я был журналистом. Вы все это наблюдали, вы все это видели. Вот и Мешковщину, и все эти и Тузлы, и все-все-все, да? Был ли шанс за время независимой Украины сделать так, чтобы Россия из Крыма убралась и на него не покушалась? Я думаю, что, не знаю, как шанс, но возможность такая была. Но тут вступают в действие несколько вариантов. Во-первых, приверженность Украине идеям демократии.
Сдавалось, то есть казалось тогда, что ну как, это демократическая страна Украина, как она может выживать этих россиян из Крыма? Братьев, значит, тем как, более. да, как их выгонять, значит, как это их депортировать, значит, и так дальше. Вот по своей сущности гуманитарная Украина не могла пойти на такой шаг, с одной стороны. С другой стороны, Украина, конечно, предвидела, что если начнется хотя бы что-нибудь маленькое, какие-то поползновения насчет того, что российское влияние в Крыму слишком сильное, и оно не должно таким быть, то Россия, Москва, вернее, подняла бы такой шум, как они поднимают против того, что вроде бы русский язык где-то дискриминируют и так дальше. И, конечно, Украина не хотела этого шума, не хотела этих скандалов, это с другой стороны. Ну а с третьей, конечно, Украина должна была бы следить за политическим положением в Крыму, с одной стороны, за тем, как Москва влияет на Крым. Она должна была бы перекрыть денежные вливания И Москвы в Крым. визиты Лужкова, этого Затулина, да, ну, всех этих шовинистов. Да, эти визиты. Вот, перекрыть влияние российских партий, в том числе финансовые потоки перекрыть. Вот. Хотя это, конечно, было сложно, но, тем не менее, если бы эта работа велась, так этого можно было бы достигнуть. Вот. И я думаю, что такую работу нужно было бы проводить. При этом те упреки, которые сейчас Крым предъявляет Украине, мол, вы недостаточно делали для Крыма и так дальше, они совершенно не обоснованы, поскольку Украина делала для Крыма очень много. И любой финанс... Крым же никогда сам не обеспечивал Она делала себя очень ничем. много, но не делала Ничем. главного. Там действительно Украина действительно субсидировала Крым. Но проблема в том, что Крым был отдан на откуп России, российским элитам фактически. Да. Во-первых, они, значит, каждый раз представляли это как то, что это они сделали, значит, с одной стороны. А с другой стороны, они сейчас упрекают, вот вы то не сделали, это не построили, вот убытки, там они убытки даже считают там и так дальше. Вот. Так возникает вопрос, а что же вы сами там делали? Что Украина должна бы, что президент, премьер-министр, там, председатель Верховного Совета должны были покинуть свой Киев и ехать в Крым, там дороги строить или еще что-нибудь там такое. Ну, я вот сколько помню... Но это должна была быть инициатива самой Крыма. Я помню, потому что еще Крым, он же назвался автономией в 91 году. Так и надо было соответствовать автономии. Раз ты автономия, значит, ты уже не надейся на помощь дяди, хотя бы даже из Ну, вы же понимаете, страны. что все это было враньем, делай, на самом деле. Но делай сам, да. Дело в том, что на самом деле Крым не был, скажем, автономией в Украине, поскольку они называли это территориальной автономией. А мы же понимаем, что территориальных автономий не бывает. Для автономии нужен субъект. То есть какой-то народ, какой. И вот для этого субъекта, ради этого субъекта делается эта автономия. А тут непонятно. Фактически русская автономия в составе Украины. Притом, значит, не обязательно, чтобы этот субъект был, там, скажем, доминирующим и так дальше. Вот. И если говорить уже о крымско-татарской национальной автономии, так некоторые аналитики говорят, ну вот же, крымские татары составляли всего там 14% населения. Разве для них нужно было делать автономию? Так здесь заложена философская и логическая ошибка в том, что автономия и делается именно для меньшинства. Если бы это меньшинство было большинством, то оно бы провели нормальные выборы, избрали бы свой парламент, где было бы хотя бы 52 их депутата или 51 и уже депутат. гарантии прав и народа, они бы принимали свои законы в своих интересах и так дальше. То есть для большинства никакие автономии не нужны. Автономии нужны и делаются они, как правило, именно для меньшинств, которые не могут сами решить эти вопросы, но которым необходима защита социальная, защита национальная, защита их языка, защита их культуры, там, значит, возрождение образования, вот, защита их религии, значит, и так дальше. Вот. А вместо этого в Крыму была создана не автономия, а российский анклав Крыма, российский анклав на территории Украины, который, ну, Град же четко говорил, что в таком состоянии Крым – это якорь, который держит Украину на плаву к кораблю России. Присоединился, значит, при помощи этого якоря, и он выполнял только эту функцию, и больше им ничего не нужно было. Поэтому всякие упреки – это неуместно.
Ну, вы знаете, в прошлом-то все умные. Но, Анализировать. Да. Но дело в том, что совершенно очевидно для меня, например, вот когда крымские татары вот начали возвращаться, это конец 80-х, начало 90-х, и как раз украинское государство независимое создалось, да, и можно было четко проследить, я всегда это упоминаю, сколько крымских татар в Крыму примерно. Это процент голосования за Рух, там, за Черновола и так далее. Но вместо того, чтобы поддержать, и действительно, вот вы настолько ясно сказали, я просто этот вот кусок надо, то, что вы сказали про автономию для меньшинств, именно надо вырезать и в интернете запускать, потому что многие либо делают вид, что идиоты, либо правда идиоты, не понимают этого. Да, и это чтобы большинство физическое, да, там физическое большинство из-за геноцида русскоязычного, вот это российское. И что теперь из-за этого нам быть никем, что ли, вообще в будущем? Шанс есть остаться этому европейскому народу крымскому или нет? Вот. И что хотел вам сказать. А у вас лично не было предчувствия еще до, там, ну, скажем, может быть, после войны с Грузией, российской и так далее, что Россия может покуситься на Крым и физически его забрать? Нет, ну, откровенного и четкого такого сознания не было, потому что преобладало, ну, как бы европейское сознание. Ну, вроде как договоры же подписаны, да, там век, все, договоры, да. вот, и тем не менее мы еще жили как бы в идейном наследии Ельцина. Ельцин хоть все-таки чуть-чуть был империалистом, но не настолько, чтобы захватывать... Да, мы жили в иллюзиях такой России. Он не сделал этот шаг, да, мы жили в иллюзиях цивилизованной России. Мы Россию прозевали, на самом деле, да. Мы или избиратели, или сам Ельцин. Самым большим ошибкой Ельцина было назначение Путина, конечно. Тут это не знаю. Но я тут припоминаю одну вещь историческую в Коце. Я жил в Крыму, работал в Судаке и жил, там есть рядом село Солнечная долина. И я припоминаю, когда Грач возглавлял комиссию, которая ездила от имени Украины в Узбекистан и исследовала, значит, сколько практически крымских татар может переселиться опять на свою родину, возвратиться из депортации и так дальше. Вот. И когда он после этого приехал в Крым, возвратился, и он рассказывал, значит, те планы, которые тогда вынашивала КПСС. То есть они планировали, что вы вот успокойтесь, вы ничего не делаете, значит, а мы примем план репатриации или план возвращения крымско-татарского народа из депортации. Значит, для этого нужно время. Мы сначала построим там жилье для крымских татар, потом создадим рабочие места, потом построим больницы, потом построим национальные школы. И по мере этого все будем переселять. Постепенно, типа, переселять. Да, и Мустафа Джемилев сказал тогда, так вы нас выселили за одну ночь, а возвращать хотите 20 лет? Да. Вас так не пойдет. Значит, и когда крымско-татарский народ стал возвращаться, значит, я помню, как тогда обком КПСС через агитаторов, через прессу там, и так дальше проводил такую линию и агитировал местных жителей, что это что-то страшное, что крымские татары возвратятся, они народ резать будут, значит, они такие мстительные, они такие кровожадные, значит, они будут мстить, значит, за все это, что с ними произошло. Значит, и обком тогда в каждом населенном пункте организовал мужиков, которые по ночам дежурили на всех выходах из села. Значит, и у них была специальная связь для того, чтобы сообщать, если вот татары ночью будут заходить в село с намерением кого-то резать, значит, чтобы этому противодействовать, поднимать мужиков с топорами, значит, и так дальше. То есть проводилась такая наглая, бесчеловечная агитационная работа, вот, что даже когда татары начали возвращаться, крымские, и люди видели, что это нормальные люди, так это сознание тоже воспринималось с трудом. Потому что в сознании стереотипы такие сидят. Да, уже было вбито, десятилетиями этой агитации было вбито такое враждебное отношение между людьми. Вот. И хотя КПСС, значит, дружбу народов все время пропагандировала в теории, а на деле, а на деле она была инициатором самой грязной системы межрасовой
межрасовой розни и межнациональной розни. И межрелигиозной Мне очень нравится, Всё как было. четко вы формулируете все эти смыслы, что видно, что вы такой опытный газетный журналист. Сейчас так уже никто и не скажет. Смотрите, я просто расскажу вам эпизод из своей жизни. Он как смешной, так и не смешной. Как раз иллюстрация тому, что вы сказали. Мне 16 лет, моей сестре 10 лет. Только что бабушка с дедушкой переехали после резни в Ферганской долине, ну, практически бежали. Отец их там перевез с дядькой, там они нашли дом, отец нашел. Он 8 раз не мог устроиться на работу, потому что он, зовут его Издет, звали его, нет уже с нами. Вот. Ну, это долгая история, но однажды у него сломалась машина. Вот это «Жигули» копейка там, бэушная. И мы куда-то ехали с папой, и отец остался с машиной чинить там. А уже поздно достаточно было, там под вечер. И он говорит, вот он поймал какой-то запорожец, там мужичка такой, я помню, с ручным управлением, с ушами вот этими. Инвалидка. Да, инвалидка, да. И он с такой кепочки Олимпиада 80, застиранные какой-то, очки какие-то на резинке там. Ну, бедные года еще были, это совсем уже распад СССР, там все почти уже был. И он нас везет из Симферополя в село Плодовое, где они жили, Озек бывшее. И он едет мимо станции, вот этой южной автостанции из направления Бахчисарая, которая. И подсаживается женщина. А мы с сестрой сидим сзади, в этом запорожце, который с 2 дверями. Вот. А она села впереди. И там то ли приятное свидание, то ли какое-то вот рядом. Это село следующее. А он говорит, подкиньте туда. Ну, по пути он взял. У нас даже не спрашивал, что там дети сидят. Вот. И зашел у них разговор с этой женщиной. А женщина говорит, остановитесь здесь, вот не надо поворачивать никуда, я тут пешочком 300 метров дойду до дома. Как? Темно, татары, они же вас зарежут. А я никогда за стол в карман не лез. Я всегда гордился, что я крымский татарин, и презирал вот этих людей. И тут у них, значит, сидят друг друга, убеждают, какие страшные татары, а тут такой пацан ушастый, значит, дрищ такой худой, между ним просовывается, говорит, а вы знаете, если вы хотите, мы вас прямо сейчас можем зарезать. Мы крымские татары. И вот смех и грех, тетка выскакивает из этой машины, он нас довозит в абсолютной тишине, берет деньги и уматывает просто. Я просто понял, насколько сколько людей зазомбировали, это настоящий был полноценный расизм, с которым Советский Союз якобы боролся там в ЮАРе где-то. Надо сказать, что такой расизм существовал и среди политиков, и среди такой полуофициальной политики в Крыму. И Крым в свое время упустил очень важный шанс для того, чтобы его развитие было более цивилизованным и более эффективным. Вот в 20-х, в начале, с 18 по 19 год был такой эпизод, когда Украинская Народная Республика уже институциализировалась, и шел вопрос о том, какой будет статус у Крыму. И речь шла о том, что Крым должен быть присоединен к Украине, и в состав органов власти Украины войдут все депутаты того Курултая, который был избран в 1917 году. Вот. И вот как ни странно, но история повторяется. И в этом отношении вот Крыма и Украины она повторилась ровно через не 100, уже 100 исполнилось сейчас, а через 90 лет. Когда в 91 году состоялся второй Курултай и был избран Меджлис, а Верховного Совета еще не было Крыма, а только существовал областной совет. И когда речь шла о том, чтобы перевести областной совет из статуса областного в Верховный Совет, и потом на его основе провести выборы и создать полноценный Верховный Совет, значит, Крымской автономной Советской Социалистической Республики, за которую голосовали все крымчане. Ведь никто не голосовал из крымчан за возвращение какой-то Республики Крым, которая непонятно откуда появилась. Решение референдума состояло в том, чтобы возвратить Крымскую автономную Советскую Социалистическую Республику. Которая была фактически крымско-татарская еще в составе. То есть нужно было возвратить основные положения Конституции, той, которая была до войны, возвратить структуру того Верховного Совета, который был в Крыма СССР, вот, возвратить те органы власти, значит, и так дальше. То есть крымчане голосовали, такое, крымчане голосовали за то, чтобы все это, значит, было за возрождение, там было за восстановление, по-моему, Крымской автономной и так дальше. Так вот, тогда было такое предложение, что
в Крыму нужно образовать несколько два избирательных округа. Первый избирательный округ — это будут те крымские татары, весь крымско-татарский народ, который возвратился в Крым, и который уже избрал свой Курултай и избрал свой меджлис. И второй избирательный округ — это будут все остальные крымчане, которые изберут основной состав Верховного Совета будущего. То есть, если бы предполагалось, что Верховный Совет будет состоять из 100 депутатов, то 33 депутата были бы из состава меджлиса. То есть речь шла о том, что новоизбранный меджлис должен в полном составе из 33 человек войти в состав Верховного Совета Крыма, а остальные депутаты должны быть избраны по остальным, по регионам. По территориальным округам. Да. И таким образом это бы делало бы власть в Крыму единой. Это бы не разделило, это бы не создавало двоевластия фактически, что для крымских татар, как они обвиняют, существует их власть Меджлис и Курултай, а для всех остальных Верховный Совет. А это бы сделало бы власть единой. Это бы сделало Крым единым. Вот. Когда обсуждался этот вопрос, выдвигалась даже идея, что ну хорошо, ну не 33, ну как вы и говорите, 14, поскольку 14% населения крымских татар составляют, то 14 депутатов. Хотя бы гарантированно. 14 депутатов. Они приняли решение о создании квот. И квота и состояла из 14 депутатов от крымских татар, которых, кстати, ввели из состава новоизбранного меджлиса. И еще 4 депутата, один от армян, один от болгар, один от немцев и один... Кто там еще остается? И древние греки. Да, и один от греческой общины, то есть тех, которые были депортированы, которые проходили по основному. Вот. И тогда говорили, что вот этой фракции нужно дать хотя бы право вето на какие-то вопросы. На антитатарские вопросы, которые могли бы быть теоретически, и они были. Против крымско-татарского языка, допустим, там и так дальше. Против выделения денег на развитие образования. Но это права гарантированные права меньшинства, о чем вы говорите. Но и на это Багров тогдашний, который руководил этим процессом, Николай Багров, и на это он даже не пошел. То есть даже в политике проявилась вот эта вот... Они такие русские шовинисты были. Да, которая и разделила вообще-то Крым, которая создала в нем много конфликтных ситуаций с тем же самовозвращением земли. Искусственных абсолютно. Искусственно абсолютно. Вот. Потому что если уж восстанавливать, так уже восстановили бы хотя бы то, что было. Но и референдум 91 года, и те все решения, которые были приняты тогда по этому самому, они служили только прикрытием того, что на голом месте создавался полновластный анклав русских на территории Украины. При том, что рядом существовала Россия, которая могла бы гарантировать все их права и все их потребности. При этом ситуация на момент начала временной оккупации такая, что Россия держит там огромный воинский контингент легально абсолютно. Вот. Им даже этого бы хватило, но они еще навезли войск. Да? Вот. А все элиты, судя по количеству предателей в структурах государственных, где почти не было крымских татар, это вот такая даже охотничье ружье зарегистрировать было проблемой. И вышло так, что они просто почти полным составом все перешли. То есть фактически это была российская власть, и это стало понятно в считанные дни. Да, конечно, потому что я помню тоже, я был по селам в командировках, и там в одном селе я встретился с таким случаем, когда мы беседовали в кабинете директора, и зашел молодой парень, крымский татарин, значит, и так дальше. И видно, что такой мастеровитый, деловой человек, значит, и так дальше. И он просился на работу в совхоз. В совхозе рабочие руки нужны были в край. Но директор начал с ним беседовать. Ты крымский татарин. Ну, то есть он расспросил профессию, все отлично. Вот. Он говорит, ты крымский татарин? Да. Ну, нам запрещают, говорит. С моим отцом Микола было 8 раз таких. Он очень щепетильный был, он все записывал, дневник вел. Когда он приехал туда, ну, еще, правда, Советский Союз был, но власть особо там не изменилась. И потом 8 раз, а он светлый. То есть стереотипный крымский татарин для них какой-то другой. Да, ну или как бы они вообще не разделяют. Хотя там у нас 2 расы, там 3 субэтноса в одном народе. Но им все равно, главное, что вот черный, они понимают. У русских так черный, вот, либо ахол там, либо они разделяют людей всех по сортам, да, хачик там, кто-нибудь еще. Вот. Черный, значит. А он не черный, он таких старых много на самом деле, но им-то не вдомек был. А он вообще блондин совсем.
И он у него спрашивает: а вы кто? Я главный механик. А чего вы главный механик? Всесоюзного научно-исследовательского института резиново-технического машиностроения. Они такие: всесоюзный НИИ, вы главный механик? Да. А вы что, в технике, в колхозе, в советский район, там степь да степь кругом, да? И в степи село там какое-нибудь Краснофлотское, как они называли. Вот. И говорят: да мы вас берем с руками и ногами. Ну, видно, грамотный человек, образованный, все. Пока до имени не доходило, и так 8 раз. Ну, вспомнить можно Апазова, заместителя Королева, да, которых вообще не предполагали, что среди крымских татар могут быть люди с такой высокой квалификацией, значит, и так дальше. Тем более, вот именно из-за таких случаев, мы же понимаем, что из-за таких случаев образовалось, значит, большие поселения крымских татар в Херсонской области, конечно, вплоть до Мелитополя. И там тоже были проблемы, Которых но там выбрасывали чуть из попроще Крыма, было. которые хотели устроиться в Крыму, но их выбрасывали, и по этому поводу Муса Мамут сжег сам себя в знак протеста против такой политики. И другая диаспора, если можно так сказать, крымских татар создалась на той стороне Керченского пролива. Да, это те люди, крымские татары, которые приезжали и их заставили или насильно вывезли, вы перебросили через Керченский пролив, и они создали спасибо, большие Микола, поселения что вы это помните, в Краснодарском крае. А там до сих пор живет 30 тысяч крымских татар примерно. А вот этот случай, который был еще до войны, банда цапков, когда вывезла семью, расстреляли всю семью. Так это же семья, у них была фамилия однофамильца Аметова Решата, который был первый убит герой Украины. Семья Аметовых была, это их убили, эти цапки. И что касается Генического, там они, ну вот это Новоалексеевка и так далее, как вы сказали верно, Мелитополь, где достаточно много. Это так, что делали? Я хочу вспомнить этого человека, который больше всех хотел вернуться в Крым. Он был самый такой боевой и патриотичный из бабушкиных братьев, Реза Муждабаев. И он поехал в Крым в 70-е годы. Ему переломали все ребра, и избитого выкинули в поезд и отправили за перешейк. И кто-то мог, значит, там где-то зацепиться. Там все-таки прописывали попроще, чем в Крыму. Потому что в Крыму вообще просто до самосожжения. Вот, но он так и не вернулся, он умер в Бишкеке, к сожалению, в нищете, в общем-то. Ну, короче, так вот. История страшная, на самом деле. Трагедии, да, действительно. Наши ход послушать, если просто сесть в Новоалексеевке и собрать, там, не знаю, 10 уже пожилых женщин, крымских татар, и просто их послушать. Как это было? Там ведра слез можно пролить, просто сидя и слушая. А они говорят об этом как об обыденном, как унижали, как выгоняли. Вот, это, короче, такая история. Мы когда-то в Крыму еще, в 90-х годах, вот с Лилией Буджуровой, с другими говорили о том, что вот нужно собрать группу крымско-татарских, да, и других журналистов, и просто записывать свидетельства старых крымских татар, пожилых крымских татар, которые возвратились из депортации, чтобы вот это все, вот как украинцы записывали историю Голодомора. Вот чтобы они все так рассказали, чтобы записать это, где на магнитофон, где ручкой на бумаге. Но чтобы эти свидетельства о том, какая трагедия это была, и какая это было зло, какая несправедливость, чтобы она сохранилась для истории. Причем, знаете... Значит, но эта идея, она частично решена. Частично реализовывалась. Да. АТР же много снимает таких программ сейчас. Она реализована, конечно, но... Но мы будем и дальше делать. Все да, но мы будем и дальше делали и будем это делать, потому что тут еще есть один нюанс, который в голове не укладывается. Вот, например, акция Хатыра, да? Да. Вот нацисты, они свои преступления так или иначе фиксировали. Там есть фотографии из концлагерей, страшные, жуткие фото, да, там и так далее. Нет ни одной фотографии депортации. Не существует ни одной фотографии, даже вот такой. То есть запрещалось все. Этого народа не должно было быть. Он должен был... Я пришел получать паспорт, говорит, какой вы национальности? Я говорю, крымский татарин. На самом деле, говорит, нет такого народа. Я дошел в энциклопедию народов мира академическую, 79-й год, Москва. Говорю, вот, крымский татар написано. Она говорит, это у вас в энциклопедии для ученых. Говорит, но у нас в списке такого нет. Да. Форменный геноцид. Это депортация 1944 года, это был последний акт геноцида 250 лет. Да, России над крымско-татарским народом, начиная еще до 1783 года, когда эти фельдмаршалы Ласси и Миних жгли, Башкирсарай сожгли, и Карасу-Базар,
да, и другие Откуда города. все и это знаете, Салтыков. Микола? Вы же украинец. Вы, по идее, вы знаете про крымских татар много больше, чем многие люди. Как вы этим заинтересовались? Почему вы поддерживали всегда крымских татар? Почему у вас не было этой фобии, которой там болел весь Крым почти? Я заинтересовался этим, потому что такая журналистская привычка у меня была о том, что если ты о чем-то пишешь, так нужно это дело знать и нужно это изучать. Вот. И пока я порылся, пока почитал историю и так дальше. Но я скажу, что в конце 80-х в Крыму даже вот журналисты, как я был, практически ничего не знали о крымских татарах, о депортации. Это скрывалось полностью, Всё, вытравливалось. да, все вытравливалось, и вражеская, скажем так, коммунистическая пропаганда работала против этого. Вот. Но постепенно просачивались книги, значит, и Голоса. так дальше. Голоса мы слушали, голоса. Америки и Голоса, BBC. Там да. говорили про крымских татар, про Джемиля. Я помню, кстати, самое мое большое воспоминание, когда в 1968 году, в августе 1968 года, я включил этот приемник, я по утрам его слушал, и там сказали о захвате войсками Варшавского договора Чехословакии, значит, и Праги. И буквально, кстати, через 2 месяца я тоже был призван в армию, значит, и мы попали служить в ГДР, в танковую часть, которая перед этим ушла на Чехословакию, а нас из команда 50, это была Украина и Россия, танкистов, то есть солдат небольшого роста, которые вмещались там. Серьезно, что ли? Да, набрали, значит, вместо и укомплектовали ту часть, которая из Дрездена ушла на этот самый. Вот. Но это так, это другая история, значит, но и также по радио я слышал про Мустафу Джемилева и так дальше, но тогда это не так усваивалось. Это благодаря академику Сахарову. Когда крымские татары и Айше Саидмуратовой, а когда крымские татары появились рядом, вот, и когда уже начинаешь все это читать, когда я уже перечитал новую историю, когда я познакомился со многими крымскими татарами, вот, в частности, с участниками национального крымско-татарского движения, с участниками ОКНД. Вот. И я был тогда редактором газеты «Ленинец», и к нам приходили крымские татары, и мы печатали их статьи, их материалы, значит, в которых они говорили о том, что нужно восстановить вот Крым, что нужно восстановить какие-то наши права, значит, и так дальше. В этой газете мы, кстати, публиковали материал, очень большой репортаж о сносе самостроя в Молодежном. Вот. Тогда это была такая сенсация, когда крымско-татары значит, заняли одно поле, которое принадлежало сельскохозяйственному институту Крымскому, Симферопольскому, возле села Молодежное. А власть пыталась их оттуда изгнать. Это еще не было Красного рая, это с самого начала. Значит, и вот они заезжали на это поле, ставили 2 кировца, большой, огромный такой трактор сильный, ставили 2 кировца, связывали их тросом, и вот они ехали, и трос сносил. Трос сносил, значит, эти времянки, да, эти времянки и так дальше. Это было бесполезно, поскольку они как только уехали, крымско-татары пришли, и эти времянки назад сложили из тех же самых кирпичей, значит, и так дальше. Это было унижение такое. Да, но это было, ну, как бы пробуждение даже сознания тех крымчан, которые за этим наблюдали, потому что у них возникала мысль, а разве так можно? Вот люди возвратились на свою родину, значит, и так дальше. И таких случаев было очень много, случаев такой несправедливости и так дальше. Вот хотя бы взять вопрос о праве крымских татар на землю. Ведь в 1944 году многие крымские татары, которые жили в селах, они были высланы, а они на тот момент были членами тех колхозов, которые здесь были. То есть они имели право на пай земли. Они были, по сути, собственниками, владельцами этой земли. Пусть она там представлена вечно и так дальше. Но когда стали паевать вот землю при Кучме уже, крымских татар из этих списков стали выбрасывать. Это же тоже, значит, несправедливо. Это второе ограбление. Первый раз отобрали все, и второе. Да, и были... Очень много таких случаев было. Я на то время, какое-то время работал корреспондентом
собственным корреспондентом газеты «Зеркало недели». И я тогда писал об этом случае такую статью, и она приобрела очень большой резонанс. Ко мне обратились люди, крымские татары, значит, и говорят: вот смотрите, мы приехали в Крым. Когда нас в 1944 году выселяли отсюда, у нас была бабушка. Она была бухгалтером по профессии. И вы знаете, вот у бухгалтера есть такая кровная привычка все бумажки складывать друг другу, значит. И у нее было все сложено. И вот когда приехали, она не взяла с собой там ни муки, ни мешка, ни ничего. Взяла. Но она схватила все бумаги, которые были у них в доме. И вот они спустя уже столько лет они возвращаются, и они говорят: а теперь мы вот приходим в горсовет Симферополя и говорим: вот смотрите, вот решение Симферопольского горисполкома от там 36-го года, допустим, в выделении нам земельного участка по такому-то адресу для строительства жилого дома. Вот наш проект, утвержденный горсоветом Симферополя этого дома. Вот квитанции о том, что мы покупали материалы, строительные материалы для строительства этого дома. Вот акт Симферопольского горисполкома о введении этого дома в эксплуатацию. Вот домовая книга по этому дому, где мы прописаны на 18 мая 1944 года в таком-то составе, в том числе те уже старшие умерли, а те, которые маленькими были там, вот они тоже записаны в эту книгу. И вот они вернулись. И так дальше. И мы приехали, наш дом стоит. Отдайте нам наш дом. Дело же еще было в том, что в акте о выселении крымских татар там в правом отношении не было ничего сделано. И власть Советского Союза не принимала решения о лишении собственности тех, которые выселяют. То есть никакой конфискации не было. Акта То есть этот дом остался их? Он остался, домом, да. и так и это самое. И они пришли, говорят: вот все документы на наш дом. Вот дайте нам наш дом. Почему там живет, а там жила герой социалистического труда, птичница совхоза «Южный». Значит, и она говорит: на каком основании она там живет? Вот этот дом наш, верните наш дом. Они обращались в суд, когда ему и суд принял решение отказать в связи с неурегулированностью этого вопроса в законодательстве. Вот. То есть мне сложно судить правильно с точки зрения законодательства там, нынешнего или тогдашнего это решалось. Но по совести, да, это не единый случай. Таких случаев было очень много. Люди приходили, находили свои дома, значит, и даже вот... Так у нас дом в Карасу-Базаре стоит же до сих пор, да. Там 4 семьи живут. И они ходят по селу, говорят: это татарская сатля. Но там люди живут. А те люди, которые приехали, им негде поселиться. Вот. И вот то злодеяние, которое было осуществлено тогда, оно, видите, вот с каких во множестве поколений оно отозвалось страданиями и непокаранное зло, оно всегда возвращается. Оно всегда возвращается и умножается. Это точно, это факт. Что дальше будет с Крымом? Как вы видите пути возвращения Крыма в Украину и как вы видите жизнь Крыма после возвращения? Но то, что случится, мы не сомневаемся, потому что это брутальное нарушение мирового права, там и не о чем говорить. Если посмотреть в истории, то ни одна незаконно аннексированная территория не осталась. Не осталась за агрессором. Вот они все тем или иным способом возвратились. Также я глубоко верю, что точно так же будет и с Крымом. Я верю в то, что власть путинизма понесет за это злодеяние в том или ином виде, но жестокое наказание. Может быть, многих уже не останется в жизни, но от этого они никуда не уйдут. И вот сейчас фактически создается международная крымская платформа. Вот я, например, оцениваю это очень высоко, она должна сыграть очень большую роль ее надо наполнить смыслом и качеством. Крыма, да, потому что она в первую очередь показывает, что весь мир, а в Крымской платформе, я думаю, к августу месяцу там объединятся большинство стран мира, но если не большинство, то большинство влиятельных стран мира, они объединятся в Крымскую платформу. И вот этот факт показывает, что весь мир против России, а Россия против всего мира. И так не может быть, чтобы нарушение международного права уже в 21 веке не было наказано. Вот.
весь вопрос, конечно, остается в механике возвращения. Вот как это практически может быть сделано. И я думаю, что в первую очередь в России должен произойти демонтаж путинизма как власти, как способа, как формы власти. Вот. И далее, конечно, без войны, но демократическим путем, я не исключаю военно-политического давления, да, но без ракет и без бомб. Вот. Россия должна быть принуждена всем остальным миром и международным организациям к тому, чтобы освободить Крым. И, может быть, тогда и начнется демократизация, и начнется процесс движения России к цивилизации, к реальной, к настоящей цивилизации. Микола, а вам не кажется, что проблема не только в Путине, что все-таки его люди привели к власти? Они наделили его сверхъестественными качествами. Он был обычный серый чиновник, да? Но однажды, это мне рассказывали люди знающие, я тоже люблю это повторять, но вам будет интересно. Может быть, вы не слышали. Они шли вместе со Шрёдером. Вот, это какой-то 2000 какой-то год. Первый, второй, третий. И он приехал, Шрёдер, и этот Путин ему говорит, а к нему тянутся руки вот, ну, людей. Он говорит, видишь, Герхард, они хотят царя. То есть это не только поражение режима, а поражение самой мысли, что вы особенные, что кругом у вас хачи, там, я не знаю, черные, там, бусурмане, там, всякие и так далее, как они всех обзывают, что вы не имеете права думать о других людях сверху и решать за них. Это идея вот эта сама по себе. Это должна произойти такая реинкарнация российского сознания, как общности этих людей, с одной стороны. Но с другой стороны, я думаю, что ну вот есть как бы две точки зрения. По одной точке зрения, когда Ельцин дал добро на то, чтобы именно Путин был его преемником, вот, так он не осознавал того, что он его тестировал, представлял как демократ, помните? Так он хотел в ЕС и в НАТО Путина, просто никто не помнит тоже. Я это помню. Потому что мы старые газетчики. Вот, значит, и так дальше. А с другой стороны, вот если смотреть на современного Путина, так кажется, что и тогда у него уже была мысль о царе, об императоре фактически и так дальше. Пусть бы он просто скрывал это умело. Да, до времени, до своего времени. Но я думаю, что... то есть не я думаю, а это реально так есть. В России, в современной России, против Путина настроены. Есть очень много людей. Не считая его верхушки, но есть очень много людей, которые осознают, что война с Украиной, которую он развязал, что аннексия Крыма, которая полностью на ее совести, что война с Грузией и даже война по всему миру, вот, это настолько плохая вещь, вот, что не нужно было ее допускать, и они ставят эту в вину. Просто за Путиным сегодня сила, за ним Росгвардия, за ним бывшая и запуганный народ. Да, и народ, который сильно непросвещенный, так скажем, которым, в принципе, там достаточно прожить где-то в селе, далеко от Микола, политики, которые это самое. Приведу пример. Но в первую очередь, значит, нужно демонтировать. Но это как обязательно. Это недостаточно, но это необходимо, как математика. Да, не полностью достаточная мера, но необходимая как первый шаг. Вот. И потом нужно поддержать в России те цивилизованные демократические силы, которые там есть. Они обязательно. Есть? Я думаю, что есть. Они в туне, они загнаны, они не рекламируют себя, они показывают себя Навальный. до поры до времени. Ну вот Навальный. Ну он же такой же император, как и этот. Он же про Крым то же самое говорит, про Украину то же самое говорит. Ну, можно привести другие примеры, как, например, Грозный Гозман, да? Это же люди, которые демократы, это же люди, которые не один вот человек. Такой прошарок. Это вот же такой, люди. Такой. А вы знаете, что... Нет, какой прошарок были большевики в 17-м году? Ну большевики... А раздавили же все. Да, но проблема... Это другой метод и так дальше. Но как Лев Гумилев говорил, что в каждой нации должна быть небольшой слой, который будет нести прогрессивную идеологию и так дальше. И если он будет поддержан, значит, такая
эта идеология будет побеждать. То есть небольшая часть пассионариев среди российского народа, русского народа, я думаю, существует. И нужно их поддержать всем мировым сообществом. И не только русского народа, но и бурятского народа, но и татарского народа, но и калмыцкого народа. И это в первую очередь якутов надо поддерживать, потому что эта империя их тоже сожрала. Так не тоже она их сожрала вообще без... Вот их надо в первую очередь поддерживать. Что была бы Россия без якутских холмов? Ничего. А без нефти. Хантейской нефти там. Да, а без нефти что было бы? А без газа? А без сибирского леса? Ничего. Они жили бы тихо, на болотах комаров гоняли. И Россия просто имеет такую привычку, что ли, и способность выкачивать все соки из тех народов, которых они присоединили к себе. Вот мне кажется, что и тех же самых ученых они собрали. Все ученые отовсюду, но великие русские ученые. Немец, Королев, там, ну, все, но тем не менее великий русский ученый. Совершенно. Знаете, вы очень большой гуманист. Пример с большевиками, мне кажется, не очень релевантный, потому что они отменили мораль для себя. Они действительно было немного, но они ради политической целесообразности, Ленин же говорил, хоть с чертом, деньги бери хоть у черта, убивай, режь, убивай. То есть они брутально переломали. Все ради победы революции. Но я же тогда говорился, что это совсем другие методы. Такими методами в 21 столетии нельзя действовать. Здесь должна побеждать мысль, должна побеждать какие-то экспертные выводы, должна побеждать цивилизованная точка зрения. Вы знаете, вот я про соцопрос хотел сказать, просто не следите, а я еще когда там жил, ужасался с каждым годом. Результаты становились все хуже. Когда русские раз в год их выбирали главных личностей в истории России. Когда Сталина избрали. И там всегда были примерно одни и те же люди. Это был Иван Грозный, основатель вот этого беспредела, да? Это дальше был Петр I. Потом была или не была Екатерина II, которая реально основательница вот этой империи, захватнической. Крым захватила она тоже. Путин по ее стопам идет во многом. Но это как бы еще не так уже обязательно. А дальше шел Ленин, а дальше шел Сталин. Дальше все слабаки, они всех слабаков типа Ельцина считали слабаками, а дальше уже Путин. То есть вот это, чем больше жертв, чем более брутальная диктатура, тем больше нравилось людям. А, еще Александр Невский, я прошу прощения, который сжег Псков и Новгород со всеми их демократиями. Вот у них такая линия кумиров. А все, кто пытался делать из России демократию, они слабаки и ничтожество. Вот эта мысль должна исчезнуть из головы, что насилие, культ силы. Да, я тоже помню этот вопрос тогда, и меня тоже эта вещь удивляла. Вот, но действительно должна победить мысль, что хотя бы уже в 21 веке нельзя двигаться при помощи силы, при помощи, значит, отрицания прав других людей, значит, и так дальше. Мир должен становиться все более цивилизованным. Это, конечно, очень медленный процесс, и демократия сама по себе, с точки зрения силы, она всегда слабее, чем диктатура. Вот в этом парадокс заключается, который выражен также и в тех словах, что нет хуже системы управления, чем демократия, но другого... Уинстон Черчилль. Да. И но другого способа... Этим пользуется действительно Путин, который брутально нахален и абсолютно беспредельный. И откровенно пользуется. Вот. Говорят же, что на международном уровне Россия паразитирует на международном праве, паразитирует на стремлении человечества к свободе и так дальше. Они, вот как и сейчас получилось, они разрушили весь мировой порядок тем, что аннексировали Крым, там наплевали на все международное право, а потом выступают, что вот мир становится на грани пропасти, значит, и так дальше. Может быть нарушено все международное право. Я хочу сказать, и так дальше. Но сами же дорогим россиянам, первые. Не ройте другим могилу, это опасно всегда. Всегда у этой могилы есть край. Спасибо, что пришли. Невероятно рад, просто душевно всегда считал близким человеком пана Миколу Семену, и так оно и выявилось, что он просто настоящий большой человек, и при этом очень добрый, гуманистичный, несмотря на то, что и жизнь и Миколы, и моя тоже переломана. Но это мы так добрые, все равно мы никого не прощаем, и все равно законность будет восстановлена, в том числе с помощью канала АТР, которому вы помогаете, в том числе через Patreon. Подписывайтесь, пусть даже небольшой ваш взнос ежемесячный, он помогает нам вещать, говорить правду, и
беседуя с такими прекрасными людьми, как мой сегодняшний гость. Смотрите АТР, это полезно для ума и сердца. Вот так. Спасибо. Время пролетело очень быстро.